Начали. Плюс 15 где-то. Начали? Да, врубай стрим. Прикольно, что можно матч так смотреть. Риуты батки просто официально трансу врубаешь, можешь смотреть так. Весь так же можно. Ты трансу не можешь так смотреть. Но я могу и Эму смотреть, потому что у Вилайна права есть. А в целом матч... Овердрайв же сидит, все смотрят трансы. Там просто типа и бустер тоже врубает. Ну, бустер это вилайновский пирожок. Так, блять, где я вырубил? О, а тут уже снова бабки подъезжают нахуй. Бля, Андрюх, ты тут поменяй название, пожалуйста. Поменяешь? Просто... ну сам чеп тоже другое название. На Левиатана 2-0. И на победу. Да спас тоже таких зарыт, нахуй. Да, мне кажется, они просто лучше даже стреляют, чем с этим. Да. Хрен знает. Там вон челы от локачи не умерли. Это тенс. Аймлап. А чё там чел спиной стоит? Ой. А, тут сейчас эко въебывается. Вопросы? Не. Алло! А спас! А чё спас делать? Ебаный бот! Парни, первая засадилась. Ставим. А чё спас сделал? Уёбище! Он просто ему сбросил банка, пришла, блядь, смс-ку, он такой смотрит, нихуя, блядь, 500 тысяч кинули, блядь, сливаем нахуй. Просто из локов убили. Ладно, парни, я специально сказал, что я на 9 поставила и на сайте залила. Ну, судя как они из локов наебашили, это как будто вообще или Чё это за раунд, блядь? На спасе бот побежал сейвить или отрезать, или что он делал? Если бы он остался, он бы сразу пачку сбил. А спас калаш берет. Es muy tilteante, te desactivan la spike teniendo un jugador vivo todavía que venía de baitear un compañero básicamente para poder matar con la Guardian. Так, надо посчитать, сколько в прошлых матчах плюсе? Так, короче. Ну да, плюс 16 тысяч чистыми. Короче. Si se la pasó a alguien o qué. Si se la pasó a Плюс 16 тысяч чистыми, да. Точно счет матча. Esto acaba de comenzar. Конечно, так только берешь. 2-1. Pero la verdad que poco impensable que va a perder una ronda así, pegar toda la rotación hacia cielo y te sacan la spike en una eco. Ronda complicada para la Leviatán, el armamento lo acompaña. Completa para los... Я что-то реально обратил внимание. Que tomó cierto control de cielo de B, te va a abrir por las vigas. Стой, а какого? Mira, se quedaba corto de sensibilidad, Celsius no perdona. Я обратил внимание. А что ты врубил? Чтобы португальский слушал, да. А я уже сам как дополнительный португалец, знаете ли. Левиатан хорошо играли, на самом деле, сплит. Они могли у лоудов выиграть спокойно. Конечно, они даже по пистолетку 5-2, блин, ну а чё врить? Ты такой часто видишь? Не, безумно, это, кстати, это вообще просто рандом полный. Ну да. Ну, типа... Это фарм денег на этой лиге. Не, Америка это пиздец, загадка. Ну, типа, бинт, как будто у Левиатан нормальный, они выиграли лоудов на нем. Они его по-любому заберут, если за третьей карты идет. Так сплит это Сандил взяли. Эти взяли Бриз. Но они и сплиты нормально играют, Левиатан. Я помню, и с кулдами видел Бриз. Ой, сплит. Ну да, они тоже сплит нормально играли, если бы не залили свои раунды в F5 на пистолетки и так далее. Да нет, там еще такой раунд, я такого реально очень давно не видел. Когда есть инфа по двум, вы 5-2, просто может толпой собраться, все. Там люди зачем-то побежали в спину, блядь, нахуя. Выбивать что-то там, блядь, нихуя не понял. Просто пятером собираешься, все нереально проебать. Смотри, ты как можешь писать сколько угодно. Смотри, ты можешь писать сколько угодно. Тут уже все поняли, что ты местный просто. А что Зелс сделает? Я, конечно, такие слова нельзя говорить. Он слышит типа слева и уходит дулом вперед. Как, бро, как хоть до матча закончишь, хоть одну ставку нормально. Ну, типа, а не после.
Можешь деле, на ликвид поставить. Аспас очень плохо, как будто мувается сейчас, не уверенно. Но он как будто не в форме вообще. Он до этого Ну, с тем башил. учетом, да, с тем учетом, как он играл вообще, в целом, в лоудах тогда. Не, он даже вот в Левиатан нормально играл. Нахуй. -2. Попиздел. Вы че, ебланы? Сайбом? А бомбу не успел. Вы че, тупые? Вы не успели? Они че, тупые? Они че, тупые? Почему чел с ножом сразу за пачкой не бежит? 5 секунд он смотрит на нее. Блядь, дети шалав, блядь. Да, нахуй по микрофону. И ушел. Парни, походу 2-0 тут не будет. Я говорю 2-1 Левиатан. Ставьте. Я говорил Sentinels до этого. Да нет, это пиздец. Я такого не говорила. Не, ну вообще Sentinels плохо смотрится, как будто. Я что раньше не шарит. Это за 0. Правильно. Находят минус Левиатан. Бывает Энза. Выходит на плент. Кстати, самый лучший, мне кажется. Типа просто с девятки вырываются, убивают их. Нет, вообще как будто сдать чипиком. Sentinels смотрятся не очень. Это просто Левиафан исполняет конкретно. Нет, пиздёж. Sentinels неплохо играют. Левиафану просто кол пришел, что Леха поставил на них. Ну, метко. Кстати, пауза грамотная. Мне кажется, Sentinels они по структурированию немного играют. Нет такого? Посмотрим. Вот Левиафана они тоже чисто индивидуалки башат. Ну, на тир 1 состояние это позволяет. Your dream run to Madrid is alive or not. We saw last year in Americas, the smallest things have cascading impact down the road and completely changed the tide of Valorant history, of who made it to the big tournaments, of who won them. Это же не крутые действия Sentinels, это чистый проеб. На этом вся игра строится, в принципе, мне кажется, на проебах enemy, вот и все. Так же любая игра играется. Enemy ошиблись, ты выиграл. Тут у нас подать чипики. Это занимает рампу. А тут 3 типа на что не будет делать. Ничего. Ну как? Если они сейчас сайт пойдут, то ГГ, кажется. Так что... Я думаю, не... Это не, кстати, правильное решение постоять. Найти минус. Мне кажется, им надо было просто Рейзу тут оставить и съебаться обратно под мид. Так тоже, в принципе, неплохо. Аспас носит типа вот так вот. Вот так вот. Опять, кстати, Левиатан находит минус, уже раунд 3 или 4 подряд, они остаются 5-4. Но сейчас они вот с базукой Ада играют, то нормально будет. Да, они вот прижимаются базука. Убивается один. Ой-ой-ой. Там мог нашить внизу. Ну все, тут долгая ротация. СБ. Вообще впадло такое ретейкать, как будто. Чел выходит эльбо соло. Да. Не, ну все, надо уходить. Братва.
Страха нет. Они до конца Это идут. ней момент. Ой. Ой. Вопросы? Аспас Ладно, один. вопросов нет, это ней. Аспас. 1x9. Блять, этот чел красный с начала раунда. Не, Аспас пиздец в зоне. Только что срали его, кстати. Да. Включился резко. Вас минус 4 дает. Вопросы? Это очень неуверенная игра, на самом деле. Они чуть не залили опять свой раунд. Да. Это с учетом того, что чел на сайфере очень долго ротейтился с Б. Так, что я пропустил? Наши чипики сосут. А ты влог посал? 500 рублей. Да, блядь, нихуя. Ну, на 2-0 поставил? На 2-0 косарь и сейчас. На Левиатан на первом. Бля, ну пока норм идут дела. Типа, если они даже 6-6 сыграют, как будто норм. У них, ну, посмотри-ка, у них душный пик за КТ. Астра, Вайпер, блядь, Рейза. Даже, ну, несмотря на то, что два дулика. Все равно через Астру и Вайпер это душно. Если там Скай нормально будет комбиниться с дуликами, а Спас будет с авика лочить, хорошо. Вот сейчас они хорошо делают, они на машине рампу и уходят. Да, я думал, они просто... И вернуться обратно под А. Ебать, вот это хорошо. Тоже прикольно. Там есть смотрите, у нас. У них есть Просто ульта Скай. Ульта Скай будет заходить, наверное, под А. Либо Кантачом. Кантачом? Кантачом, да. Не очень, что они рампу. Ладно, в чате, кто на кого поставил? Плюсик на Левиатана, Да, минус на Сентинелс. Неважно, 2-0, карты, похуй чё. Ой-ой-ой, блядь. Заходит с Скай. Не, это очень хуевое решение было. Пойти в Вы рампу. просто сайт эти что они делают. Ой, там хороший ульта, кстати, от Вайпера в КТ. Ну да, сейчас спокойно будет. Не, не очень. Нет, это плохое решение было. Ну ладно, с кем не бывает. 3 в 4, там Тенс просто мутится 100 лет на ту. Бля, Спас. Фраг! Хорошо! Ну нахуй. Блядь. Ну, в ульту зайти такое решение было. Ну давай, давай, хорошо! Выйдал. Молик. За нахуя? Еще же лежит молик! Нахуя? Нахуя? У тебя же еще яблоко и молик лежит. Потом отпустишь, блять. Ну ладно, ульту Вайпер проебали, похуй. А, кстати, тратили ульту Скай Сентинел? Смотри, смотри, чел заряженный, вы чем мы качали, блядь? Там опять в аптеку сходили за одной штучкой. Посмотрите на его лицо, блядь. На глаза просто смотрите. Вот он ЗТ лег. Пиздец, блядь. Торнадо Энерджи. Ебать, Да. у Кома уже 12 ассистов, если что. Чел 5 литров Red Bull выпил перед Там матчем. собаку использует. Чё тоненькое. Ну да, по факту левики свои раунды дают. Ну а Сентинелс ловят их на этом, вот и все. Везде не закончится. Рано или поздно, так или иначе. Охуенно пустое. А Спас, раскрутись, блядь. Вот сегодня чучело эйс дало с ножей. Можешь так же? Блин, ну что это такое, нахуй? Да хуй знает. Это вообще-то по наводкам ангела, по стратам. Что Спас делает? Что он делает, блядь? Ебать флексер, мамин. Ну и все. Ну, все, он раздеф. Да, он раздеф. Да, да, да. Ой, блядь. Нет. Сентинелс жесткая, на самом деле, такая играют. Но экономика у них не очень. Сейчас Левиатан возьмут. Ну да, как 6-6 это нормально будет.
The retakes from Sen are calm, controlled. They go through the motions, ensure that they punish anybody that tries to. Ну, Левиатана дают, да, по сути. Но Сенс молодцы, знаете, можно хуёво играть, и другие члены тоже хуёво играют, даже не пользуются этим. А тут они наказывают за ошибки. Бля, хотя девочек вообще не любят. Любят. Фанаты твои. Кто не любит толку? Ну-ка, встали нахуй. Сейчас побазарим. Свету любит. Очки Да кто башки Свету лучше. Свету не любит? Я тоже люблю Свету. But I think this should make it obvious that you don't see anybody over on this side of the map. А прикиньте, Алка стрим со Светой. Ну, разъем будет на стриме? 5000 человек будет на стриме? Это как раз примерно на платье не играет, ее можно в аналитику звать. Лёх, делаешь это? Спокойно. Так, решили на Б пойти. В каком-то веке. Хватит мастюк пиздеть. Ой-ой-ой. Кинг находит хороший минус. Ставится бомба. Терраспас бомбу ставит. Событие было бы поистине легендарным. А спас такой просто, блядь. Кому мы бомбу дали? Мне, что ли? Кто вообще в ахуе? Ну, у чела на внешке спорная позиция. Хорошо, блядь. Не, ну, Бля, вот он так Кинг хорошо форме. стреляет, Пах, вот он так хорошо реально, вот сколько за ним смотришь, хорошо Он еще и стреляет. капитан. Да, а в самом важном раунде 5-2, вот у него фэнгл, чел красный. Леха, он там все правильно сделал, у меня на аут стояло. Не, я просто понял, он начал, зачем он начал стрейф нажимать, зачем? У тебя и так у фэнгл. Чел идет боком, просто все, вот так. Ты даже вот так медленно вести сможешь и убить. Он зачем нажимает стрейф, прицик он вообще не двигает, бля, я вообще нихуя не понял. Просто это кринжово смотрится, потому что все это время так ебал жестко по стрельбе. А тут в самой элементарной ситуации, в самой важной, чел обосрался. Often we've seen it go really well on the attack side. The double duelets can be explosive, difficult to deal with. But Sen have got a very nice idea of when they want to play retake, how they want to slowly clear out the rest of the map and put pressure on Lev in the post bank. Ой-ой-ой-ой-ой. А это ласт матч, да, на сегодня у нас? Нет, еще будет. G2 Крыло. Мы можем его скипнуть, и мы пойти. Ладно, G2. G2 2-0. G2 2-0. Ну, Не, может носить поверю и по ее колу поставим в чат? А то все горит на нее. Блядь, ты же сказал 2-0. Ты же сказал 2-0, Настя. Кто в Крюсе сыграет? Я даже не знаю. Пизнит там, это пожизненный этот узник. Ладно, плюсик чат, если хотите G2 сварить. Блин, сегодня я не против, блядь, потому что я как долбоёб везде спал опять. Ты все из-за вас режим поломался нахуй. Потому что я тогда 14 часов стримил, блядь. Хорошо, хорошо. С разменчиком. Босс разменивается. Если прям дохуя народ хочет, мы посмотрим. Если G2 не 2-0, то Настя худшее имя. Я не спорю, бро. По твоему колу, какой фаворит? Крю 2-0? Да бля, мне, если честно, я сам ничего не могу заколить в плане ставки. Без шуток. Даже тут я ставлю чисто... Это больше на рандоме ставки. Вот на Европе я ставлю, ну реально, как сам считаю. Типа там, закой даже Ой, чисто охуенное сердечком. решение сплита. На одного Да. типа сейчас будет выходить. Да. Потому что Европа я все матчи смотрю, поэтому легко спрогнозировать, как люди сыграют. Ну вы видите, какой заход. Почти все заходит по ставкам. А в Америке, блядь, ну я ставлю больше на удачу, блядь. А, он еще двоих убивает. Вот с такого мертвого угла, понимаешь? Но одного не ждал на дюкей. Хорош, Кинг, разобраться. Помочь, забери меня. Забрал, блядь, 9. Иди нахуй. Мазину, блядь. Все, заходит. Ну да, самый прибыльный матч, где я на Америке просто на лоукафе чаще всего ставлю. Ну, типа. ну если тут лоукафик нужен был бы на Сентинелс надо ставить. А на ИГ заскипал самый, блядь, вкусный матч по бабкам.
because their players are just in a great position. Yeah. Right as the spike goes down. There's no hesitancy when I heard that spike going down. I realized I could take the fight of one player out of the action. It's one of the bread and butters of the success of Sentinel so far this year. They've really been drilling that, making sure they make those correct decisions, not wasting any time in the moments, and when they matter. I'll have a few rifles online into this one, just fast and calm. Блять, ну 8-4 как будто хуйня будет. Лево нахуй чекать, согласен. Лево нахуй чекать, я согласен. Так, это шанс, Шагану подберут. Отхилиться нечем. 2 вандала это... Ну ладно, дефактом. Ну сейчас ключевой раунд, если они это берут, то есть шансы есть хорошие. Бля, они могут Кингу ган отдать? Пожалуйста, дайте ему вандал. Пожалуйста, вы просто ботняк какая-то, дайте ему ган. Ой, они решают на Б пойти, а там 2 типа вообще не муваются. И человек решает думать. А, ты посмотри, куда он идет. Это жесткое. О, иди в респ. Это, иди в респ. Хорошо. Начала Но у него жесткая угол. позиция Зокина. Не, на Б нормальное решение пойти. На Сайфер как будто впадло. Ну да. Это какой стрим на 10 секунде, да? В 3-3 идут на Сайфера. Здорово. Да. Ой, бля, подсветили. Ну, блядь. Ну, я Вот так все прыгает. Ну, я понимаю, что хотел сделать, чтобы, знаешь, на неждан. Типа его подсветил, а он уже за дальним. А чё, он ему ган не хочет отдать? Нихуя как красиво. Что очень плохо играет, пацан. Там тяжело. Короче, не знаю, чел на Австрии что-то прыгает куда-то. Какого твоему кол? Какой кол посмотрит? Крют 2-0 или чё? Что-то Пах так G2 нахваливал, что ли, От страшно. меня твой фанат Леха не отстает. Он про меня все время в чате пишет, троллит меня. Понравился ему, Настя. Это знаешь, как в школе, типа, когда за косички дергаю, знаешь, что нравишься? А кто? Я не знаю, вот это... Какой ник? Андрей, никнейм Андрей. Андрюх, понравился Настя? Признайся просто здесь сейчас. Андрюх, вот здесь сейчас признайся и все. Если есть, ну все. Ну, сори, что я тебя раскусил. Все, Настя, парни нашли. Это тут местный Тиндер Валоранта. Меня назвали просто Леха Пуаро, сам понимаешь. Леха Поворот? Да, Алексей Пуаро. Зонер Леха. Так это Настя или Дина? Саня тоже думал, влюбился в Дину, а тут Настя, да, Сань? Подставка это. Блядь, Сипу даже трапы не могут сломать. Так это Бах, мы второй матч смотрим, где люди трапы не ломают. Это что, ранкет ебаный? Ну люди намеренно идут в трапу, как будто ее там... Знаешь, они вот так думают, да не, сейчас точно не поставят. Вот сейчас точно нет трапы. Они никак не ломают, даже не доджат, не знаю, просто не бегут, это тупо. Я понимаю, трапа, которая сработала где-то, ну, не в стандартной позиции, знаешь? А там дефолтные трапы стоят чаще всего, блядь. А что он делает? А что им делают? А у них что, на 8-4 стоит? А, ну ладно, блядь, на 9-3. Общий или 2-0? These have worked so nicely for Sen. And their defense has, I think, generally been a bit better on split. So there's still chances for Lev in the next half. But in general, this has just been an outplay. Lovely, lovely retakes. Great way to start the match for Sentinels. Так, доливаем на кой, правильно? Ой, блядь, я еще в прошлом матче. На кой? На Sentinels ты на 2-0 сейчас залил? Я сейчас долю-ка на спаса. На Левиатан 2-0? Да, Пах. На яйца, бля. Да я косарь просто смотри попаду. Ошибка, Пах. Вот туда. Лёх, твоя малыха? Элизабет. На, моя. Лево, справа, выбирай, какую хочешь. Ну, по кондициям Лёхи слева сейчас подходит, мне кажется. По кондициям. Я обеих заберу, пожалуй. Бля, чё, вдруг это мама справа его? Вы чё? Так это мама справа его. Бог, я специалист по мамам.
Да, это бабушка закинула. Бабушка? По бабушкам тоже спец. Second, now I have to ask because as someone who's also from the greatest state in the Union, New Jersey, I'm not New Jersey's finest, I am New Jersey's dumbest. But I Короче, know 5000 very- на 2.062. I know На, it's a похуй. very Это far- просто рандом ставки, мне похуй вообще, блядь. Коэффициент 10 хочу пробить, мне просто похуй, What реально. was that like? Я и так поднял дохуя. Не повторяйте за мной, я просто фанюсь. А это пошли фан ставки. Я, конечно, хотел отказаться от них, но что-то очень тяжело. Лёха, ты вообще сколько поднял в сумме со всех ставок О. Лоранта? Когда начала За это поднялся, чем? Да, за Дохуя. Клавы. Ты поднял, ты в плюсе, Да, дохуя, ты что, 1000 мышь. Окей. Не, мне просто было интересно. Лёх, сколько пора, мне минут. кажется, лучше бонус в казике купить, не? Это тоже уже сделано. Еще 40. If Zekin could hear you 7 ночи now, буквально. what would you want to say to him? Как хаос Я дает, и дает. Я сегодня с 50к пах сделал 120. А сколько вывел? 90. Okay, very, very simple words. Я уже научился останавливаться, Mama пах. Zekin. Can we give it А up ты в one каком more казике time for играешь? Mama Zekin? Секретно. And as Напиши, we have one кто. more time, but we have a game to get back to. А ты So что-то right говорил, outside в разных the казиках door, по-разному go бонуски играют, да? Не знаю, ну это... Ну, ты мой так опыт. говорил. Мне, Ну, да, мне так кажется. Не, ну вот ты говорил, и вот смотри, вот напиши, какой казик, по твоему мнению. Ну, можешь написать, не говори. Типа, ну, как тебе кажется. Что там уже всего бонуски давали. Fun fact, Zekin, one of our top players in America last year statistically, despite the poor performance of his overall team, and he's up against Aspas. Also holds the top spots. Never gonna need this pistol. Aspas supports Sheriff. Doesn't look like they're going towards him in this round, though. I mean, look how quick. Было ЖБ? Какой ЖБ? Нет, я не говорю, что ЖБ выбирайте. Весь этот регион я просто рандоме ставлю. ЖБ это когда я матч смотрю. В ДС девка сидит, фанатка Ч.2, которая нихуя не понимает в Валоранте. Данил, бро, хочу тебе сказать. Иди нахуй. Просто иди нахуй. Что ты вообще пишешь, еблан? Фанатка G2 сидит. Видишь, бля, в зеркале. Парни, она вообще-то в организации KPI играет. Давай, да, я зайду, да, я тебя разъебу. Ты тупая девка, ты кто вообще? Да я Данил, блядь. Всё, конечно. Коэффициент 10 заходит, звук. Взять пестик. Пестик, первый бай. Пестик, первый бай, все, разъебать. Это Америка, верю, в коэффициент 10. А спас! Хорошо. Все в путу, это просто корм ебаный, просто корм. Схавать, блядь, без соуса. Схавать нахуй! Ну вы что, мудаки? Проебали. А, спас ебаный, убей своего дигла! Ой, блядь! Вы чё, ебланы? Как возможно проебать такое, когда все в фунту стоят? Что там Эйс будет? Походу будет. Блядь. Ну наполовину отпусти! Вот! Лёх, коэффициент 10 не заходит сегодня. Как возможно проебать 5-3? Как? Почему эти такие боты в пистолетках ебаные? Парни, Все в внимание. фунту! КФ 10 заходит. Опять ко мне скидом отдал. Хороший кол. Crazy good pistol round and Lever forced to force here. There's no 12 шисков, еще 5. down 10-3. Блин. Друзья точно берутся, правильно? Это точно. Кого-то 5к не жалко, а потом уже... Да нет, next 2 Левиатана разъебут. Как будто лучше 5к на общую победу надо было достать по суперкарт. Если так анализировать. Хотя не знаю, блядь. За этот регион я вообще не ручаюсь, блядь. Ответа не держу за этот регион. За Европу, да. Окей. У меня на общем стоит. Look at how annoying this Viper Orb is. Gives some ground into B main, and a call is being made here right at the minute mark. Well, slightly Yuta with the satchel forward, still using the orb to cross into the site, and they're trying to Да, со стингера. defend this one left. Will it be enough? Zekin! Да, ебаные боты, нахуй. Into hell, into Ебать за! snow. Ну, запад сказал.
playing off of instinct. But I'll push back. 4 players up now. Ult online with a neural theft. Да, Сань такой же. Он за ликвид топит, а потом вот так ликвид проебает, Санька пишет. Да я и не ставил. Просто душой болел. Сейчас топит засетилась, понял? Это такая вилка, поняли, беспроигрышная. Ну, он и фаворит от 2 СЦ по этой хуйне. Короче, сейчас Сань такой топит, типа засетилась. Если они выиграли, такой скрит кидает, типа бабки поднял. А если не выиграли, он такой, да я просто так болел. Чисто, ну, чисто душой. Шарите за эту хуйню? Сань любит так, это правда? Я вот трошки давно знаю. Блядь, ебать, что ты нос забил, сейчас приду себя. And this version of Sentinels looks like they've learned from the game against Loud and come out with something even better. Even better and quite bitter for Lev, honestly. Hard to swallow in this instance. You're right, Josh, you know, have to invest it all every single round just to stand a chance. Cautious at the beginning. Seeing that jump spot now. No Kings playing into this tucked angle. As soon as the orb goes down, it'll be the timing for them. They've been waiting for it to go down. That is so damn fast! The North doing the damage to get the kill! Team kill! Into the feed! With that one, Aspas round to the side, but instantly traded off, and this is Sentinels. Storming and taking the lead with mid-control, but they back away. Call in for the pause. Вот реально сейчас 2-0 могу закрыть. Sentinels их. Веришь в эту хуйню? Так он ЕГЭ 2-0 закрыли от G2. Вы веришь? Да. Ну, еще G2 должен был закрывать. Be an incorrect gamble. And this makes the round almost impossible. They'll be in a disadvantaged situation with no idea where the Sentinels players are positioned, trying to pull off the retake, and they've got to go for it. You can't say and play for overtime, 12-3 down. You got to go for it. Few advantages here for Lev in this situation. They've got 2 flashes on com. А Брис играли, кстати, вообще Sentinels? Или нет? Expect second here on the high ground drops down. Сейчас прочекаю. Should be coming that one to his team. Formation 4 number with the cage as well, splitting this one up. Now Com doesn't want to use Util, doesn't want to reveal his hand. He's contacting up into it, spraying through, but leaves it just down to Mazzino. Early peek, smoke propped up, didn't even tap this one, didn't even force the swing. Левиатан тоже не играли. Или... Да, вообще никто Брис из них не играл. Будет интересно посмотреть. Но это было не на этой квале. Это было на другом турике, да? Но Sentinels прям жестко, как будто они за каждый раунд цепляются. Прям минимальное количество ошибок допускают. Ну да. Никто не верил. Прям при таком счете они все равно не расфаниваются, типа даже минимально. Все честненько делают. А ебать Тенза вообще прогнали с дуликов, да? А он даже если в 2 дулика, если не играет, он берет? По-моему, да. Но они не играют в 2 дуля. Я не уверена, не особо смотрел. Ну, а да, Йору берет. Ну, блядь. 9 в ряд как нехуй. Правильно? А когда не брали, блядь? Доливаем, Лёх? Конечно, доливать, глупцы. А какой кайф, какой кайф? А когда не камбэкали, ребят? Бля, ну как они пистолетку реально опять всосали? Бездри ебаные. Я вспоминаю, вчера пистолетку 5-2 они всосали. Ну или как там позавчера смотрели. И сейчас, блядь. 3 чела в планту. Вы понимаете, что все в планту. И вы 5-3 можете их, ну, додавить. Зонера сообщение удалили. А чё там? А. 63 секунды на ночь. Не, это вообще долбоёбы ебаные. Куда я поставил, блядь? Куда я поставил, блядь?
Куда я просто ставлю, блядь? The superstar player from Leviathan just never got an opportunity into this game. Ебать, Complete team самый быстрый пятерик, который улетал с карты, блядь. looking immaculate there on split. This was the map where we expected Sentinels to have the best chance against Leviathan. Я ебал нахуй, минус 5. I think we were expecting it to be this one. Фаворит мне предлагает сделку. Как думаете, чат? Indicates that Sen should Типа, если я короче, поставить общую на крю, хотя я хочу взять G2 2-0 и просто взять G2. classic. Он предлагает общую взять на крю, если заходит им випка, а если заходит перматч. Я вообще человек азартный. Работаем, чат? Кто предлагает? Фаворит. Я вот тоже думаю, что его вообще лучше обычно нахуй не слышать. Последний раз, знаете, что он заколил? Левиатан Клоуда играли. Там такой снос ботни был, я просто охуел. Я просто охуел. Че, с этим охладили? Ну а что с кам-конторой рекламируешь ты? Я 50 тысяч надепнул, ну мне просто ак заблочили. Коза. Бля, мне надо самому подумать. Да мне тяжело думать, блядь. В плане того, что я не смотрел матчи, нахуй. Я не знаю, как крю вообще ебаные играют. Кто вообще знает? Я просто смотрю вот на это, что, лустрик у них, блядь, ебаный. Так, а это они недавно, да, 2-1 сыграли? Ну, матч пиздец близкий был. По факту матч близкий. Причем все три карты близкие. Не знаю, G2 тоже, конечно, долбоёбы. Они против Лига такие камбэки отдали, что это шок ебаный. Чат тоже разделился мнение. Пацаны, я говорю еще раз. Все ставки сейчас идут вообще, ну, не в зачет, так сказать. Я просто ставлю наугад, по сути, как и вы. Ну, может, кто-то... Потому что я матч не смотрел. Так хуёво мне ставить. Так, а что у нас, кстати, по Европе? Какие матчи будут? Армин Корт Коя. Бля, как будто Коя в этот раз выебут. Как будто Коя и Виталиков тоже выебут. Там, кстати, чел из Кармайн Корп 40 на фейде дропнул. Видел? Да. А-а. Зайди к ним. Смотри, на лотосе вроде там, где счет 18-20. Против турков? Нет, это сегодня вроде было. Ну, против турков, да. Да-да-да. 18-20 у них счет. Ну, это тоже матч, который я проспал, блин. Бля, что думаем, чат? Короче, бля, я что-то в раздумьях жестких. Ну ладно, пробьем крю. Ну, бля, так я всю жизнь учу так ставить, что нельзя на стату полагаться, да? Что надо смотреть матчи, блядь. Ты не можешь смотреть, вот цифр был 13-9. Ты же не видел, какие раунды там отдали. Может, там вообще full unlock раунды. И по игре были сильнее люди. Ладно, пробьем крю, короче. 10 на победу крю и на 2-0. 10 поставлю, похуй. Я и так в охуенно плюсе, пацаны. За мной лучше не повторяйте. Это чисто ставки наугад, блядь. Сейчас приду. Какой анализ по G2 Crew? Или что? Но мне G2 просто нравится. Он на крю будет стоять. Ну, там кто-то в чате написал. А. Сказать. Типа, битва бомжей. Очередная.
G2 можно по фанчику. Тут больше, мне кажется, это больше зависит от того, кто с каким подходом сейчас подойдет. Потому что в прошлый раз G2, типа, выиграли их 2-1. Если сейчас Крю соберутся, то могут их выиграть в теории. А если G2 обосрутся, ну, то, да, это логично, но все равно. С каким подходом подойдет? Логия. Ну, есть. Сет 13-9, Сет 13-11. Я не смотрела, но... G2 в тильте, по ощущениям, отошли от матча всегда. Ну, может быть, такое. Yeah, I mean, with these guys, we're so good. I just don't think there's Ну, such тоже thing как as вариант. overconfident, right? We said at the beginning of the day, hey, we look really good. We cleaned up for 100 Thieves. We just messed up behind a little bit. Let's push our own narrative that we're really just insane, and you know, we don't feel like our first two series reflect it. So we're going for the 2-0. Для нее все, что не фейм стаки, бомжи. Чел, я тебе только что сказала то, что мне G2 нравится. Причем тут фейм стаки? Ты вообще что несешь? You know, I think that they have plenty of reason to feel confident because they came into that matchup and absolutely mollywopped Leviathan. That was just not even close. That's disgusting. I mean, there's a reason why we were so excited to see how that pick would go for them because it was a big opportunity for them to blow it out the water, and that they did. They made it just as bad as the 100 Thieves. Look at the track. Look how many rounds they won. 3 rounds for Leviathan, Wyatt. It's killing me. Sen's retakes were so good. They got one thrifty, and it mattered so much. It was on round 2. Ну, я их так назвал, потому что они не играют на таком уровне, на котором играют какие-нибудь фнатики. Я к этому. Maybe this is your permaban. То, что по сравнению, допустим, с фнатиками, они реально бомжи. Ну, что это не так. There were so many close rounds from Leviathan. They were so close to like making the beginning of the game work, but even if they won like this round, where by the way, John is cold for not even moving there. How does he know? I would have peeked him, bro. I would have tried to spray the box. How much? How much? How much? What? I mean, look, all I'm gonna say my is soul, my heart, video games, because video games, okay? Sometimes that happens. That was like literally right there. An animation difference. I mean, but if we look at the rest of the game, John still would have won that round. That's true, man. That round could have happened. I don't know if that would have been enough to like catapult Leviathan into the situation because it just felt like time and time again, if it wasn't like the great plays, and of course, like players like Celsius going huge as well, like there was just so much good coming out of Sentinel's side that even if they were able to get that round win, I just don't know if that was going to be the case. It was coming from the retakes, just like this one right now with Celsius. He got that So clean. early Viper's pit out. It was like just as the spike was about to get planted, pit, they're immediately scaling out into the site. He's running and gunning, going crazy, looking handsome with that male model pose in the photo. Gorgeous man, but it's those moments. The retakes were so good. Lev weren't proactive after they got the spike down, and Sen were just getting those full retake execs off every time. It led them to like 4 clutches or something like that, and that just kills any momentum that you could have if you're Leviathan. I was kind of giving them a little bit of slack about the map coming into this series, but now I can't, man. That's not good. That's not forgivable. I mean, that's also, when you think about it too, Leviathan was good on split with that comp last year. They were fantastic at controlling mid, at doing so many things to use that double duelist, and here it's just like, yeah, it's different players, but the comp plays the same. I mean, look, that is true. It is different players, though, different coach, different everything, right? I don't disagree with you, though. I also think that at this point, if you're Leviathan, split's got to go, right? And that's it. But let's actually go ahead and hear from the coach of Leviathan to hear what he had to say going into map 2. I'm here with GoKed from Leviathan. Now, that map did not go your way, but there is a map 2. What are we changing for map 2 to bring it to a map 3? I think especially we need to speed up the tempo. Like, we were having some reads, but we were taking like way too long to execute it. And the tank was running against us all the time, and we were in pretty bad situations. So I think we just need to speed up a notch and really play like more confident and more eager to play the rounds. Best of luck. Well, we'll need to see them up that pace and momentum going into map 2 here, which
is going to be quite a challenge. Sentinels could very well close this one out here, Bala, 2-0, and send a super team home, and then we have to start asking some questions. Yeah, absolutely. This is a good map for Sentinels too. I mean, this is perfect, like you said. I think in terms of the map, Vito, this is a Kaplan special, I would say, for Breeze coming back into the pool here. And yeah, this is gonna be tough for Leviathan to bounce back. 13-3 is not a scoreline that you want to start a series on. But what are the win cons? What are the win conditions here for Leviathan? What do they do to stop this momentum from Sentinels, Wyatt? Pitch me. Pitch you on the Pitch momentum. me. Put on a turtleneck and sell me an app. I mean, it's got to be individual, right? I think it's got to be Aspas. That guy was not in any of the plays. Like any of the retakes that you're talking about so long, like Breeze is a map where he has to be involved. Yeah, absolutely. This is just, Breeze and Split are very different maps. Of course. We're going to a totally different. And for those who don't know, how is it different? Well, Breeze is just so open. I mean, Split is just everything on Split is a little cubby. Breeze is wide open. You get an op on a guy like Aspas on a map like this, you're going to see results from that on its own. And also just results based. We have seen, it was, I believe, just in the offseason, but Lev, they did have good results on this map. Of course, Sen did as well, but it lends itself to the players that are on Lev, I think, for sure. You're going to get King on the Viper again, where he is a monster. So I think in terms of Calm back on Sova. Yeah, so that's what I'm saying. In terms of role comfortability, I think you're going to have Lev feeling very nice on this map. That's one bonus. That's fair. But feeling nice is different from... That's not a win con. That's not a win con. I asked for a win con, Poppy. You gave me... They feel nice. They're very nice. NRG chilled their way to the playoffs. That's true. So listen, they can chill. I do respect that. Let's see what we end up getting here with the agent select. But Bala, sell me on it then. Is that what it is? Is that really what it boils down to? Just the individuals because they should be going into roles that suit them here? Well, no, it doesn't. But that would at least get them a few more rounds than they did on Split. Опа! Microphone muted. Microphone activated. There's an element here of obviously the strategy going up against Sentinels. You have a lot of footage here that you can go back against, but there's not really anything for Breeze. А что ты его забил, Андрюха? В гадость писал? Вот он пишет, разбудите меня. Не обижайте Настюху, ребята, то будете ему отвечать. Я Андрюхе даю полное право на это. Больше развалить никого не буду. Лёх, там сразу отрицание идет, если девочка что-то говорит, понимаешь? Вы можете писать что угодно, оскорблять не надо. My eyes get drawn immediately to the Jet Aspas. He's going to be in a playground here potentially to shut him down. It's going to be a tall task as well for the Sentinels team. But if there's a squad that is up to the task, it will certainly. Кто в команде играешь, Ток? Андрей, может, ЛР открыть и посмотреть. Ебать, как усыпишные. Им как бы такие костюмчики нужны, и они как копы 80-е, знаете, такие. Чисто реально. And also, no matter what the result of this match is, it's going to start and set in motion rivalries kicking off later down the road when it comes to... Я не уважаю эту девушку. Имя Настя Фу, это оскорбление, угарчик. Но, бля, с именем я знаю, ну, типа... Эти шуточки, но они же с рилсов пошли. Там же куча видосов, типа, блядь, тебя зовут Настя, там всякая хуйня, короче. Не, если шутка, это норм. Если шутку, не надо. We've got default compositions on both sides, but something very interesting to start off. You have Aspas, you have King and Tex buying these sheriffs to start off the round. 3 sheriffs on the attack side. Поехали, бля, Спас, ты можешь раскрутиться свой джет ебаный? На Азии, но работаю, если у меня сейчас... Ну, смотри, что у меня с ковидом, там не ковидом. Ой, бля, как же они падают. И пускай падают. Да нет, что-то Спас не тут. To be the mix of the Giants. Game changers, если что. Leviathan taking control of B here. There is still a trip on the site. But you've got to imagine with how comfortable Sentinels look playing retake on Split that they've drilled these retake protocols. Где, в КСе? Или где? Да, тут уплава, кстати. А, Настюха нам вчера говорил, что Сэн делал в форме.
На, Настюх, ну ты, конечно, не закончил вчера. Ну, блядь! Тише, тише, тише. Блядь! 2 в 5 раунд съебались нахуй. Как люди такое отдают, бездари ебаные? Есть ебаные бездари. Вот если есть нормальный капитан, ты хуй такой отдашь, блядь. Потому что, ну, многие, наверное, вот я... Причем это на Америке чаще всего. Вот я такую хуйню вижу только в американском регионе. На Европе бывают баги, ну, блядь. Что, так часто? Такие раунды? Зачем ты мне это пишешь? Ну, хорошо. Ну да, бывает такое, плохо сыграл. И чё? Ну, общую статистику открой, там все нормально. Твои хейтеры, Настюх, лично? Ну, не знаю, вот что-то пишут за стату. Ну да, бывает, плохо сыграла турик этот. Ну, не повезло, что сказать. Ой, бля. Ой, бля. Просто самая дефолтная комбина под флешку. Вот самый дефолт, что могут сделать люди с пестиками. Кио сжимает флешку, врыв бомайн. Врыв бомайн такой же можно сделать. Все, самый дефолт ебаный. Ну, камон, блядь. Я не нервничаю. Я просто объясняю спокойно, мне кажется. Мало ли кто-то на серьезке что-то пишет, поэтому... Есть и такие. Так, а спас, блядь, вот чего твоих 2 чебуреков пестики, блядь? Не дай бог ты откисишь, как сука. Блядь, не дай бог! Для меня. Нас онлайн смс-ки приходят. Ваше событие Не, сыграл, да, именно сыграл. Сварики позитивные, сами понимаете. Илюха уже плюс 300к вообще-то с Валоранта. Все ставим по его наводкам. Не, с Европы, бля, кстати, реально, может даже больше 100 тысяч. Там за один день только 70 тысяч я выиграл чистыми. Так что я не знаю. Леха, делаешь это. Там Жаришку даешь. Главное потом в казик не сходитесь, а то не дапить. И жизнь хороша. Оски просто должен их кредитовать. Точно. Вот Азия, клянусь, вот самый еще турик, который как бы смешно это не звучало, сука. Самый турнир, который меня накормил, это Азия, блядь. Я просто в голос нахуй. Самый трешный регион в этом мире накормил меня просто по бабкам. А Америка, вот честно, бля, надо вообще отказаться от ставок на Америку. Вот сколько я сюда не ставлю, блядь. Ты просто все время, когда такая хуйня происходит. Смотришь ты турик, не смотришь, вообще поебать, блядь. Такой регион бомжовый, блядь, это просто пиздец. С Пахой, Тохой, Антохой. Трёху замутить? Нет, таким я не занимаюсь. Ты лучше сумму сразу озвучивай, там люди сразу будут передавать. Такая все. Все. Я говорю, просто надо сумму начинать, братишка, чего ж такой неопытный. Так, а сколько там первых арморов? Через Лёху сейчас. А, там все. Да, я главный менеджер по трёхам, ребята. Вы не знали в СНГ? Не, он надо мной есть босс. А как у него ник перед этим? Вот там в конце босс, а как перед этим? Люк босс. Рамзик босс. Конечно. Рамазан, братишка, чисто. Не, боевой на самом деле 100 лет уже не видел. Раньше прикольно был, когда мы все в Калининграде жили. Я, Бандурик, там, Перфыч. Даже Кеос тоже приезжал на буткемп, когда они... Ну, Суман Гейминг были они. Прикольно, мы ебать там... Это? Реально. Ну вот, все 2-0, пока. А где ты... Ну, блядь, почему нельзя было на спиде так играть, уёбки? Уёбки! Не, когда я в мейн-ивенте играла, тогда там давали. Но там... От Что давали, ставки? Да, там вот зависит от конторы, которые... Там в лайве не дают обычно. Ну и у них лимиты, наверное, маленькие на чем. Я не думаю, что там большой лимит. Честно, я не смотрела. А если честно? Если нечестно, наставила. Да, если вот нечестно человеку будет, Настя. Честно, у меня сегодня спросили, что думаешь, я сказала, и мне сказали потом, Настя, больше ничего не говори. Мы тебя не будем слушать. Кеос крутой человек. Рабочие. Да, Кеос крутой челик, я же с ним недавно... Короче, мы вот так все братками были.
Как в Калининграде жили, мы постоянно тусили вместе, там. Прикольно было, прикольное время было. Я же недавно Кеоса увидел спустя столько лет, когда мы были в Дубае. На даче. Кеос же туда приехал, на Гейм региона. Прикольно было увидеть. Всем снова. Еще Нила на братка не хватает, во. Надо было Нила на аналитику затащить. Хотя, может, он там чубики поиграл. Всем чаты бабки мутить? Да как нех. Ну пока вообще все под диктовку. Левиков идет. Даже то, что они бонус взяли. А Спас уже гуляет где хочет, вообще до пизды. Посмотри, где гуляет уже. А, вот Сайфер он увидит? Бам, нахуй. Бам, нахуй. Бля, вот сейчас все на своих местах. Какого хуя, бля? А сколько на Левиков? 2 где-то давали, да, чат? Где-то 2, я думаю, давали после первой карты. Там 2 и 3, может, что-то такое. Ну, от 2 точно. 3? Охуеть. 3-4 я видел вроде. Охуеть, нормально. Кого-то 5к лучше говорю, надо было туда доставить. Ну, похуй. 5к не жалко, расфанился чисто. Зато прикинь, кафе 10 бы зашел. Смешно было бы. Смешно и грустно. Бля, конечно, 3 карты впадло, это хуйни смотреть. Как будто next матч поинтереснее будет. Хоть там тоже не самые скилловые челики. Но я думаю, по накалу будет интересный матч. Какая там шоковая. Записываем. Видел, Паш? Что еще раз? Там шоковая на камеру прилетела в ЛБ. Прикольно. Warning shot second. Hello, other side of the map. Just with the knives there. What more can you really do if you are? Что-то Синтез как будто вообще не чувствует эту карту, если честно. Знаете, как будто она его не хочет слабо, не знаю. Как будто на бинде еще будет пизделка, а тут будет, не знаю, взрыв. О, если быть честными, они свой пестик отдали. Если уж по-честному говорить, они отдали пистолетку 2 в 5. Опять 2 в 5 пистолетка. Вот смотрите, сколько пистолеток вообще баганных. Вот считаем, вчера, ну то, что лично я видел. Вчера левики 5-2, сегодня левики 5-3, сегодня вот тут Sentinels 5-2. Сколько людей вот таких кринжовых пистолетков, где надо просто дожать, все, просто доменяться с челами. Как это возможно вообще такое заливать? Очень странно. Я говорю, вот... Я вспомнила. Я смотрела Sentinels у них в Брисах. У них он неплохой был. Но это другой турик какой-то был, который их кап. А, Sentinel, да, я помню. Да, я смотрела Брис, у них прикольно он был. Ну, у них просто какие-то дефолты есть. Прикольно были. Даже пиздил вроде у них. Не, просто вот сколько кринжа реально в процентах происходит, сколько хуёвых таких раундов. На Европе такое бывает, я не спорю. Но это намного реже, блядь, в 5 раз реже, чем это на Америке происходит. 5-2 пистолетки, 3 в 5 пистолетки. Ну, то есть, намного реже. На Америке как будто это вообще как нехуй. Люди просто дезматч играют, блядь, постоянно. Поебать, что за карта. Просто дезматч. Бля, вообще нормально будет. А где вторая трапа у Сайфера? Или у него денег не было, ничего? Ой, нормально законтрили Авик. Ой, ебать, Авик душит, хорошо, Авик душит прям. Хорошо, ебать, Авик задушили жестко. Иджа въебало, смог въебало, ревильчик. Задушили Авик, красиво. Потому что по факту, когда ты так на пизде заходишь, Авик это самое вообще грозное. Чего тебе надо опасаться? Ну Круто. да, значит, против Паперекс. Я просто помню, смотрел какой-то у Sentinels. Я не помню какой. Ну, недавно. С обновой.
The difference maker. The difference maker. An attempt there with the trade. Sassy gets it online, but he's just one man. What can he do? Back away. Escape with your life. Potentially an upgrade. And look at how much the map change makes a difference for these teams. I mean, Lev are completely in control here. Sentinels was going for an anti-KO ult setup, where Q.2 had put down a trip on B, rotated over towards yellow, and they were stacking on Это A. пиздец. Cam was watching the middle of the map. They had, as far as they were concerned, everything they needed. And it got broken to pieces by Блядь, кажется, с Найора будет играть. Верим и ждем. Ч.2 Левиатан. По колу. А ты на что поставил, Настя? Иначе я сказала, не буду на это говно ставить. Но я хотела 2-1 на Левиатан поставить. Потом я что-то зафонилась. Yeah, they didn't win the round towards the end because King got a crazy 4K with the Sheriff. But the idea made sense, and the idea Ну, ты тоже не прав. Кайс такие тоже такие происходят. Даже закрытых плантов. Допустим, бой на Мираже. Спокойно иногда человек. Ну, не спокойно, ладно. Но тоже случается даже и 2 в 4 тейки. Ну, в процентах этого меньше. Ну, блядь, потому что в КС как тебе ретейкать? Ты дал молик, дал смог, там отрезал что-то, все. А в Алике у тебя все-таки какие-то кнопки есть, ревильчик и еще что-то. Очевидно, что ретейк из-за этого становится, ну, более легким. Какую-то позицию ты ревилом отрезал, куда-то пробивку дал. Ну, неважно, что это за кнопка будет. Конечно, ну, это, блин, ожидаемо, что из-за этого более легче ретейк будет играться. Just ended up giving up A main. This is just ridiculous. I mean, Aspas, he picked up this outlaw, I think, round 2. I don't know if he's reboarded at any point, but he has been just getting... Ладно, бро, я тебе вот так намекну один раз сам. I mean, more than his money's worth. It's all the way to round 7. Half armor targets galore. Больше намекать не буду. Yeah, they've won so much that it's become incredibly useful again. Механика, ну, понятное дело, механика игры вообще разная. И темп игры разный. Валик супер быстрый, просто, как Барялин. Барялин флешка, не знаю. А КС более такая размеренная, более вязкая, медленная. Это все понятно дело. Валики в 500 раз быстрее надо. Что происходит нахуй? Плюс раунд. Че это такое, блядь? Ну, после паузы взяли. Бля, как они хуёво Пока еще не доиграли. взяли, но... А, они 3 в 5, или класс 2 в 5. Ладно, 3 в 5 можно еще взять. Да, 3 в 5 можно. Ну там 3 гана тоже. Да, там 3 вандала. А, ну ладно, если сама дуэльку выигрывает, важная дуэль, пиздец, если он выиграет. Да чекай, брат. Какой ты бот ебаный, блядь. Bot.com, нахуй. Нет, не все пизда, блядь. Короче, мне поэтому Валика интересен более. КС, я не знаю, ты как будто... Как вообще всю базу КС поймешь, уже... Просто надо понимать, когда и что сделать, вот так. А в Алике все-таки куча всяких событий происходит. Как бы тут не скриптовал игру, все равно тяжело будет. Может что-то такое произойти, к чему тебе надо будет подстраиваться в моменте и принимать решения какие-то. Ну, в плане колить интереснее, вот так. КС как нехуй расколить, левой ногой можно. Не, ну это тоже, я так говорю, когда ты уже, говорю, уже, блядь, много играл, духовно понимаешь, что да. А этим Валик интереснее. Радугу? Я могу в Rainbow Six поиграть, мне даже самому интересно. А мне надо с кем-то как тогда. А сколько там чуваков играет? И как там вообще ранки какой-то есть или что? Я вообще не шарю, пацаны. Что это вот так? Чел просто культу въебал. А кто еще ваник? Нужно тогда еще. Он ДД я, наверное, давал, потому что заколил. Ой. Или что это сплит. Наверное, с ДД думал. Вот так чел бомбу ставит. Ну продали, да, его, блядь. А зачем он так ставил, а не почему справа? чел с мейна первее играет, чем чел с Это плохо просто людям. Ёбаный ты бот, нахуй. Попади, блядь. 900 часов в этой игре. Посмотрим, пацаны. Поиграем. А как там мы, ну вот, допустим, мы собрали 5. И там есть типа ранки-то что-то? Или как это происходит?
Ой, бать, это долго, Лёх. Сначала анранкет, вот тебе на 20 левел, потом только ранкет. Где? В Радуге. Там тоже так сделано, как в Алике? Ну, вот тебе чел пишет. А. Ну, нулевой, конечно. Ну нафиг. А все, это камбэк. А Радуга это свой клиент или это Steam Это или где? 2-0 Sentinels. Да, в Apex я играл, пацаны. Я играл в Apex еще, когда закрытая бетка была. Ох, надо дозироваться. А, это Ubisoft. А, я понял. Wow. Now Zekan's gonna have the operator. Sen still need to play aggressive off the back of this though. They can't afford to just let Lev get the plan. Нет, там Зекин что-то принял. Ну да, смотри, как рука дергается. Да, не, в Америке я не удивлен. Без шуток, я более чем в этом уверен. А что мешает, я не пойму. Допинга, контроля никого нет. Что тебе мешает? Ничего. А по факту это буст. А что ты примешь? Ну я не хочу просто на Твиче. Ну, напиши в Твич. 3 бада с Таурином. Да, очевидно, что там нужно менять. Red Bull? Да, Red Bull. Да, Red Bull и Торнадо так. Энерджи. Или вот так. Ну я помню, там где двойная буква идет, блядь, не помню. Первое, под первым ты не сможешь играть, не? Ты что, говоришь, еще как сможешь? Ты можешь ебать в соло. Вообще, я таком даже не знаю, что это. Лучше и не знать, если. Еще маленький слишком. Еще малышка. Сейчас вот выиграешь геймченджер, тогда уже узнаешь. Тогда мы тебе посоветую. Да. Правда, придется упасть на второй карте, Настюк, сам понимаешь, что не за бесплатный совет. Ну что, придется допы сделать надо. Допы надо сделать, да, и упасть там разочек на карте. Ну, BO3 в целом заберете, просто второй карте. Например, доп будет, открывает стапы, там все стараются, а у Настюхи 0.20. Так Настюк еще, знаешь, что это, шоковые в ноги кидается. Такая, блядь, ёбаная мышка. Было такое. А, было уже, значит, Лёх. Мы проебали слишком. Стой, Настюк, а ты на каких ролях играешь, я не помню. Я на сове играю. А, ну вот, как раз. Ревил в землю. Шоковые в ноги. Вообще на ревиле играю, но меня на флекс посадили. А еще, знаешь, ты дронишь и специально отворачиваешься, челов не тайгаешь. Видишь чела и тут в другую сторону идешь просто. Или ты как на гека, как Лёха ультуешь. Поняла тебя? По четырем своим и пишешь сове, чужой швы ультанул. КС не стримлю? Да, скучно мне в КС играть. Но я даже сейчас могу молодых челов собрать, теория. Забурить какой-нибудь арбур там, ну, небольшую запаху. И пробовать там. Но мне не хочется, нахуя. Это вообще waste of time. Со временем так заебывать делать. Когда так сделал 500 раз уже. Лёх, Там сейчас подъебали. если проходишь на мажор, стикер плюс. Да не, там челы подъебали, там что-то чел заныл. Все старания твои помойку и время. А я помню, ты же пытался в КС, да? Пробовать с молодыми. В КС-2? А, ну М5. Ну М5 это у меня принудительная хуйня была. А я видела какой-то видос. Тебя заставили? Да. Я видела какой-то видос там на квале, на мажор, там очень много читеров, там что-то такое. Я не шарю за КС, но там прям команда читаков просто. Это, типа, нормальная тема для КС? У меня, кстати, игра, Лёх, против тебя, я до сих пор помню, на нюке была, когда за М5 играл, мы играли какую-то квалу за выход на ХЛТВ, и в финале мы вам проебали нюк на допах, а я первый раз вообще за нюк зашел, а я знаешь, с кем играл? Ну. Ты, наверное, знаешь, слева. Да. Лево. Был Феня, по-моему, еще. Я там раскрутился? Я не помню. Это сейчас, может, игру найду. Да не, в М5 было хуёво то, что... Короче, меня позвали в Аторгу, а я как раз был вообще валик задротить за БТ. И меня, сука, вот этим звонили. Ну я так подумал, М5 легендарный аргат пизат. Но потом хуёво. Мне сказали так. Типа, у нас есть 3 молодых, мы тебе даем год, мы тебя вообще не трогаем за результаты. Ну, типа, за ПХ там платим все, что надо, буткемпы. Ну, и это было. Окей. А вот по поводу того, что не трогают за результаты, это пиздеж, конечно, конкретный. Просто первый же турик мне такой выписывали, бля, я охуел, блядь. Серьезно? Да, меня это взбесило, пиздец. Короче, я объясню, почему меня взбесило. Потому что я не сам состав собрал, хорошо.
Я не сам состав собрал, мне дали вот 3 молодых, сказали, вот они, и могу взять еще одного опытного игрока. Ну, я типа Ром позвал, типа, похуй. И они по факту, ну, вообще без опыта, нигде не играли, короче. Много чего надо было объяснять и там работать с ними. А один чувак был вообще мертвяк ебучий, ну, вы потом сбрили в процессе. Он прям, ну, прям пиздец было. Если бы я сам собрал молодых тогда, окей, базар 0, ну, вопрос ко мне там, окей. А так мне же вы навязали челов, и потом вот зачем-то еще ноете. И еще и намашнили. Да, и потом ноете, меня это ебать взбесило. Я прям так сказал, нахуй это выписываете, типа, ну. Меня прям сгорело очко. Мне редко прям настолько сгорает, но там сгорело. Люди очень тупые, блядь. А так бы я Валик ЗПТ играл. По факту, если не 5, я Валик ЗПТ играл. Я хотел Валик играть ЗПТ. Но если так куча кейсеров ливнула, которых я просто на хуяке вертел, думаю, не сложно было бы мне. Но и то, даже с такими челами, вот в М5 мы играли, мы прошли в закрытые на РМР. Мы прошли в закрытые квалы. Мы опен квалы выиграли. Ну, я вам показывал на ХП матч. И в закрытых даже неплохо сыграли. Даже с такими мужичками. Вытирай даже твой друг, товарищ. Нет, слушай. Когда он меня увидит, ну, встреча будет последней, так скажем. А что такое случилось? Бабки не должен. Серьезно? Угу. 150 тысяч. Нихуя себе. Либо ставку через него делал. Не. Хорошо. Ох, 3 раунда отдали, Влад. ТГ, пост? Да нет, конечно, сделал тебе пост. Ну не сегодня точно, не в ближайшее время. Пока в планах, короче, в ближайшее время обозначу вам. Смотрим турики. Я куплю пак хоррор игр, которых хотел купить. Вот от этого чела. Как он там? Ну вы поняли, которые, блядь, лето 59, ну вот эти все игры. Пройдем эти хорроры. Вот, там посмотрим. So for Sen, you need to fight in this final round. You need to get 4 on the board because Lev are running away with it. As dominant as map 1 was for Sentinels, Leviathan have answered right back so far. Veteran presence on the team. Able to withstand it. Blade Storm of a flash play. I want to deal with the dart either. Got that tag onto Zekken, so he has to respect him and play towards the back of the site. Ебать, аниме битва. Просто аниме драка. Ой, хорошо. Бля, так раздергивал нормально, его убьет. Бля, а спас дефолт с авиком. Не дай бог ты такой проебешь. Ну все, а что там еще? А все, там ничего больше нет дефолт. Все, зазунь право, все. Просто зазунь право, все. Победа. Еще и флешку, хорошо. Все, победа. Ну все, да, такой ты никак не ретейкнешь. Когда у тебя в дефолт заканчиваются обилки, и там стоит авик, ну ты так, ну, короче, Sentinels надо было давить, пока у них лежал молик в дефолте, им надо было просто продавить под эту позицию. Вот как Нави круто делали, Нави, да, вспомните? Брис они играли, как они ретейкали, а молик, потом туда шоковый, еще молик, еще шоковый, и они давят прям туда. Ну, потому что это самая неприятная позиция при ретейке. Мейн-то вы додавите и закрыть его как нехуй, а вот дефолт выбить. Let's do this again, shall we? Right now. In any case, so guys, we got Sentinels fan, we got Leviathan fan, we got a hot crowd. How you guys feeling today? Вылетай с двух ног него, блядь, что он там за флаг держит? Бай, у них всех найки прикольно, да? Но в Америке это пиздец, как нехуй купить. Я же тоже заказал. Я охуенно, ну, кросс с Америки заказывал. Ну, они уже пришли, я себе там 2 пары нью-бэлансов заказал, найки. Нью-бэланс вообще охуенно, такие качественные кроссовки. Реально. Каждая пара по 100 баксов. Ну, 10 рублей. Они того стоят, это прям, ну, с оригинального магаза.
Они прям по качеству супер охуенные. А они балансы еще и ходить в них так удобно, реально. Я еще даже одни ни разу не надевал. Я взял такие обычные не балансы, низкие и высокие. Почему Кикси у всех спонсор? Я что-то очень... Курочка so good, понимаешь? Даже просто, бля, я же телегон всегда кидаю. На самом деле я пиздатый Air Max. Короче, я всю жизнь хотел Air Max это купить. Но у меня в моменте что-то не прям на их бабок было, что-то жалко было. А я даже как были, я что-то проебывал. А тут что-то уже нормально подзарабатываешь, можно позволить. А я если сказал, Макс с Америки одни пришли, ну тоже прикольно. Но самое охуенное я в Дубае купил. Прям пиздецкие крутые. Я в них был на бабсонке. Такие беленькие. А что это интересно, запущение? Кинцеллар какой-то или что? Ну, вообще похоже. This is going to be an extraordinarily important pistol round for Sentinels. Спас и заманили пожизненной курочка KFC. Верим. Похоже, что спас курочку KFC ест. Оп, затяжка пошла. Дымок. Пошел по комнате дымок. Дым окутал потолок. Как же Айнс, Вайн, 50-50. Я песок. Ладно. Жарички дала. Плохо. Плохо, Паша. Стримы forever. Ну просто понимаешь, стримы это кайф, делаешь что хочешь, качаешь медийку, зарабатываешь бабки. А любая команда, что я могу собрать количество валики, это, блядь, опять куча усилий, стримов нихуя не будет. Потому что тяжело быть капитаном, еще и стримить. Понимаешь, и когда уже так 100 раз тебя люди наебали, ты время вкладывал, тебя наебали, грубо говоря. Уже там 101 раз не хочешь так делать. Да, чтобы у тебя зарплата нормальная была, тебе придется ебаться. Ну да. И не факт, что она у тебя будет. Да. Да ты не сможешь команду собрать, даже играть, потому что нету русских. Региона, ну да. Это если только война закончится, типа, и обратно СНГ лигу добавят, тогда есть смысл что-то. Как будто просто бы дефол. У него патрон не было. А тренером, да тоже потом, куда угодно спокойно. Если будет желание, куда угодно залечу. Он просто, говорю, выгоднее всего своего стримить, и кайфовее всего. Стримишь, что хочешь, вообще свой кайф. В Giants пора. Вместо Пепсона. Будешь с Пепсоном за ручку сидеть, знаешь, как, типа, как М, да. Просто стрим кайф, реально. Тренер, да, прикольно в турнире кататься. А по-моему, когда ты много денег зарабатываешь, ты можешь сам куда хочешь в этом мире ездить. И когда захочешь. Так что... Потому что турниры, это не всегда ты можешь страну или город посмотреть. Вот я много где был. У нас, конечно, не бывают там выходные дни, там медиа-дни, ты идешь там фоткаться пока. У тебя есть время. И в целом ты же приехал играть там и не кутить и так далее. Немножко не то. Так что сказать. Буду на всяких медиалигах лучше ебать. Да твой Сэш колду играть. Стрим кайфово. Надо только еще дубом заняться. Будет вообще лютый кайф. И рилсы всякие делать тоже надо. Потому что клипов смешных у меня очень много. Я думаю, это все зайдет жестко.
Спасибо, что ответил. Да нет, что... Все как это... Выложил все как на душе лежит. Не, когда вот смотрю турик, как будто я скучаю по этому реально. Тем более, особенно я когда вижу, как челы играют, как фулл боты ебаные. А особенно, когда расколивает чел, как просто урод. Я так даже в 1.6 хуёв не колил. И ты думаешь, ебать. Про зонеры, позорную историю. Ну помню, как-то шел по улице. Он что-то набухался жестко. Ну, у нас дома же рядом. И он что-то ставок 5 проебал. Ну, зачем ты мусор копался, я не понял. И он думал, что его никто не видит. А когда я ему кричу, так, Сань! Он вот так резко вскочил. Я говорю, подхожу, ты что, говорю, делаешь? А он сказал, просто мобила что-то упало-то, или что-то. Что-то ответил, я уже не помню. Такой, типа, что-то упало у него. То ли браслет какой-то. Ну, что-то такое было. Да бэтбум просто синергии нет. Игроки вроде неплохие в целом подобраны. Тренер просто мимо нахуй вообще какого-то взяли. Я не знаю, как на фане мог заколить вообще себе такого тренера. По факту тренер это сугубо выбор капитана всегда. Потому что тебе с ним работать, тебе с ним куча... Должна быть жесткая синергия, капитан-тренер. Жесткая связка должна быть прям. Они должны друг друга с полуслова понимать. Вот мне тоже было тяжело в свое время. У меня не было тренера нормального. Что мне сложно было чела нормального идти. Мне предлагали вот того. Он с нами поработает, я понимаю, просто бот ебаный, нихуя не смыслит. А бот, который не смыслит, это не тренер, это аналитик. Демку и обезьяну можно учить смотреть. Сказать, вот этот чел 5 раз ходил там в окно, пикал вот в такой тайминг. Это обезьяну можно учить делать. А макроигру понимать хорошо. И по микре там ебать челов, ты тут вот так лишний раз выпикнул, ты вот это уже не кажется, может. Ух, ебать позиция. Должен был убить, блядь, ебать. Сейчас спас как будто не в форме. Да ладно, Лёха просто одного не убил. Такое бывает. Не. Нет, такого не может быть. А, хотя бы одного, да. Наша спасик старый добрый, хотя бы одного убил точно. А то бы всех похоронил. Позиция жесткая была, как будто, ну... Ну что, не ждал. Что там, камбэк оценился? Есть не. Ну, такое возможно. Его сбрили уже, и Дениса сбрили. Да это читаем, что его сбреют, блядь. Ну так читаем, блядь. Там Тенс крадется, Тенс должен убивать одного минимум. Ну ты не рофлишь, ты хуйню пишешь. Ой-ой-ой. Ты как-то слишком грубо пишешь. Нет. Нет. Тенс. Почему так... Он хуёво очень пикнул. Ну да. Ты же понимаешь, что с девушками нужно это особый подход. Да, Настя? Да. Не все шутки, которые ты пишешь парням, типа, убийство так же девушек. Вот так. Шутить можно, никто не запрещает. Ну просто прям такие шутки есть, которые вообще не в тему или... Ну, короче, да. Так что бэтбум могут еще заиграть. Нормального тренера надо взять. Ну, единственное, что мне еще не нравится, у них как будто синергии нет в команде. Вот ты смотришь на них, нету синергии у челов. Бля, я помню, король ебать на меня обиделся. Я им что-то сказал на даче тогда, они проебали. И он что-то выходит, бля, а чё ты, Люк, нахуй? Как-то я так ответил, бля. Хотя с ним хорошо общаюсь, странно, я посмеялся. Когда они кого-то разъебали, Клодов, по-моему, типа, бля. А чё нахуй, типа, так и должно быть? Что-то такое, так ответил по злому как-то. Хотя мы с ним танцпольчик нормально разрывали. Ух. Вот это наша спас, правильно, Пах? Да не, он не в форме легкой будто. Не, вот это уже, ну там брату дал поиграть просто раунд. 3 в 1, сука, внимательно. Ну все, вместе, пожалуйста, хорошо. Бля, как же американцы любят перепикать, блядь, когда это вообще не надо. Просто поэтому и раунды столько дают, 5-2. Потому что просто люди дезматчи играют, вот я еще раз говорю. Любят репикнуть, когда это нахуй не нужно. Когда ты в меньшинстве, я могу понять репик. Ты хочешь там, ну, разменяться, найти какое-то... Ну, нивелировать преимущество. Это да, пойдет.
А когда ты в большинстве, тебе просто надо, все, твоя главная задача, ты уже выиграл раунд, просто доменяться, все, грамотно. Грамотно додавить раунд, все. И вот у американцев большая проблема. Американцы. Это как, знаете, американский комментатор, так, big problem here, они так делают это. У них это постоянно. Мы начали следующий день делать, вот-вот. Мы даже когда наоборот под вас, что там, Настюк, бля, сегодня матч, бля, помнишь? Помнишь, тогда я на Твиче сидел? Ты прочитал мое сообщение. Промелькнула искра. Ты прочитала мое сообщение. Не, ну это же вообще. Бля, скоро опять переезжать. Ёбаный рот, ну это кайф переезд будет. Как я соскучился по Москве, я ебал реально. Просто вот эти все, ну, не хочется снова говорить. Все эти моменты заебали тут уже, если честно. Природа кайф, вот я за что я люблю пиздец. Как едешь реально на студию, у тебя просто так горы, такой охуенный вид. Я просто еду, и вот так с кофе ешь, и просто кайфуешь реально. Ты уже как будто заряжен на весь день. Ну, меня это заряжает, по крайней мере. Я очень такой люблю закаты красивые, горы, океаны. Когда женский турик по Valorant, чтоб на ПК был, сейчас идет. Да, там уже, кстати, я тоже видел, что играют. Да, играют вау. Там есть на ПК. Но в лайве там не на всех ПК есть. Там без инершайна. Надо искать. Бля, инершайн что-то про Саню еще высирал. Такой клон, блядь. Он Саня пиздатым тренером был, реально, по факту. Что, блядь? Зонер. Я просто вообще не понял, когда чилы, ну ты взялся ниоткуда, ты вообще никто по факту. Я просто как-то, блядь, фейзы как-то подсосался, там какие-то демки смотрел. Ты знаешь, вот так фейзал на почту написал, буст прикольно показал. Фейзы такие, ебать ты аналитик теперь, все. Ты обезьяну туда посади, фейзы бы точно так же и мажор забрали, все остальное. Точно так же было. Ну, заслуги 0, блядь. Если бы он собрал 5 бомжей, вот он берет 5 бомжей и под его руководством, реально, они круто выстреливают. Базару 0. Я так делал, допустим, КС. Я до миноров доезжал с людьми, которые заведомо слабее всех остальных были вот так. Но за счет колов, моральки и всего остального мы там выигрывали. Вот яркий пример есть. Ну, бля, ну, вот Хама, вот охуенный тренер. Посмотреть панду на мажоре. Я не говорю панды, ну, не то, что панды бомжи нет. Они хорошо играют, особенно Голмик жестко сыграл за выход. Но все равно Хамаду хуя сделал. Андрюх молодец, пиздец. It's so strange too. We started this map off with Lev being unaware of the pop flash plays into A main. Не, я рад, я за панду очень рад. Тем более с Дилэдосом общался, я вам рассказал. Вообще охуенный чел. Такой простой чувак. И он очень... короче, заапгрейдился в последний год он. Когда он только начинал, не так хорошо играл, так что я рад. Короче, все, надеюсь, я вам доступно объяснил, хочу матч посмотреть. Ну, тут я понимаю, что третья карта уже. Не с горами. Давай, спасик, не ссать. Ну, бинту Левиатан вчера был жесткий. Ну да. 2-1 получается. Сейчас надо было ставить. Бля, просто сплит 13-3, я это вообще... Ну, что-то не по игре, на самом деле. Они кучу кринжовых раундов залили, даже второй пестик, опять же. Вот что-то не по игре смотришь, да, 13-3. Вроде ёбка в одни ворота, думаешь, по счету. А по факту вообще что-то не по игре. Там столько опять хуйни люди отдали. Вчера был? Ну да, вот вчера был тоже. Это верно подмечено, что это Америка. Люк Инфайс про Гломик. Да, что-то я видел, что он поздно начал играть. Да, есть что-то такое. Но видите, это вам всем должно служить мотивацией, наоборот.
Да по мне возраст никак не, ну, типа там супер негативно не влияет. Единственное, просто у людей приоритеты в жизни меняются. Да, это правда. Ты там в 30, блядь, условно, у тебя там много, куча забот появляется и так далее. А в плане реакции и так далее, мне кажется, наоборот, такие игроки более опытные. Хладнокровные, их там сложнее из морального равновесия вывести. И баланса такого, знаете. Психологически сложнее надавить в матчах. Куча опыта, они заруинят раунд какой-то, ну, типа, условно. А если он так же задрачивает, у него там нету семьи, ничего такого, как будто похуй ему, то я не вижу никакой проблемы вот так. По-моему, я даже где-то статью читала о том, что... Ну, там многие говорят, что с возрастом типа, реакция там меняется. Да нет, и так далее. не. Но просто, да, на самом деле, это полностью хуйня. Как ты сказал, это просто приоритет в жизни Так, меняется. ну, тогда в хоккей вот люди в футбик играют без скольки, ну, спокойно. Да. Ну да, вот ты тоже веришь, да, я про это же, типа, к чему тут то же самое. Бля, я смотрю на этого чела на Зикина, он реально под чем-то. Не, без шуток, посмотрите на его взгляд просто, на глаза. Вот на глаза Да просто он посмотрите. просто Red Bull втопил, Лёх. Клянусь, я работал бариком 3 года, меня просто не наебать с такой хуйней. И еще я на Выхино вырос, так что, ну, типа, сами понимаете. Все, в аптеку забежал. А чё, ну мы же говорим сугубо за реакцию, рефлекс и так далее. Ну да, я реально, может быть, это не прям научная статья была, но мне кажется, это было что-то около того, что-то около того было. Типа, около научная статья про то, что там реакция и так далее, какие-то вот эти вот всякие физиологические штуки, они никак не меняются с возрастом. То есть ты в 30 лет можешь так же ебашить. Тогда, ну, вопрос мотивации твоей, все. Да. Поэтому, например, я бы свободно смог начать играть, мне не семьи, ничего такого нету. Ну, вопрос в том, насколько это хочется, видите, вопрос мотивации, насколько это хочется делать. Когда ты опять будешь без АП сидеть с молодыми игроками, блядь, медийка падает в это время, а так ты, ну, типа... Да, у тебя надо квартиру там. Да. Ребенка в школу там обуть. Да. Еще что-то. Просто у меня уже так было, я медийно набирал жестко, а потом начал снова в команде играть, ну вот в М5 тоже. И я уже стримить намного меньше начал. Ну и, бля, просто сил не остается, и выгораешь пиздец как сильно. Че по третьей думаешь? Ну мне как будто лейки должны нажать. Но опять же, это Америка, ребят, это такой ебаный регион в плане вот ставок, серьезно. Я бы, ну, как будто левиком бы отдал предпочтение. Так мы же с Бандурой, кто не знает, мы снова с Бандурой будем вместе жить. Только на этот раз место локации другое. В Москве будем жить. А вон там Бандура на сцене не будет, Че, Бандура? Бандура на сцене. А, точно, это делал. Че, Лех, меня берете все жить? Да, Фах? Ты к нам ебать уже кто там малек пишет Бандуре тоже, давайте, он тоже с вами. Ебать, что за общага будет нахуй. Так это как этот, понял? Тикток хаус? Не. Melon Music, понял? Чего, о чем язык? Melon Music. Не. Ну типа вот живут, моет. А, я понял, да, я понял. Ну, я говорю, или как тикток хаус, блядь. Ну да. Да, это прикольно на самом деле. Ну не, весело точно будет. Во-первых, что мне нравится в дом, почему дом? Можно орать сколько хочешь, вообще поебать. Можем музыку так врубать. А мы у нас с Бандурой музыкальные вкусы похожи. И мы можем пиздец как флексить. Ну и весело будет, когда снимать. Короче, будет пиздец круто. Я предвещаю. Предвкушаю. Осталось только переехать. Ну, так как с фиссурой мы это... Уже закрыли эти вопросики? Ну что, я до конца мажор отработаю и поеду. То есть, получается, до конца марта в Ереване, и потом все. На Киевском Динамо все громкости не говори-ка. Ну и, бля, мне вообще самому спокойно будет. Если там маме что-то надо будет помочь, тоже оп, подскочил. И так далее. Look what I've just made. The perfect pearl. Not too bad, but check this out. Так что по поводу блогинга это нормально. Если он много работал, тренировался, почему нет, заслужил. Бля, как он в последний матч сыграл, я охуел. Но это очень жестко, реально. Он пиздец красава. Я реально просто рад за него. Что, понимаю, сколько он сил вложил. Ну и все остальные ребята, не только он, все. Прикольно, когда это выстреливает.
и дает свои плоды. Кто третий соберет? Ребят, еще раз. Давайте еще раз. 100-й. Этот регион вообще не смотрел. Хуй знает. Как Сэндлс Бинт играет тоже. Я не могу сказать, блядь, потому что я тупо не видел. Я ничего не могу посоветовать. Я ставлю тут на рандоме. Просто рандом и фан. Все. Все. Ну, у меня на Левиков стоит. Что мне кажется, 2-1 куда не должен нажать. Но опять же, это, блядь, не... Давайте так, если хотите поставить, ставьте чуть-чуть от банка. Неважно, кто там ставит по 100 тысяч, кто ставит там по 100 рублей. 10% от банка ставьте, все. Чтобы посмотреть с интересом. И не обидно проебать было, как по мне. Я точно так же делаю. Я, конечно, ставлю по 10 тысяч, но, блядь, я и поднял до этого сколько на Европе. Так что будьте аккуратны, сейчас приду. Aspas jugando alrededor, Panchito con una vaca, Panchito con segunda vaca, y a Panchito lo mismo. No real damage, there's a follow-up, another flash, nade on top of it. It's a masterclass. Obviously Aspas stands out. It was the big off-season pickup from them. And yeah, and I mean, everyone knows how good Aspas is. And I've never played him personally. So I'm looking forward to that matchup. Well, John, my friend, you learned today as Aspas came and went. This guy absolutely dominated, but it was really the collection of Leviathan that showed such great ideas, great executions on Breeze, and they win their map pick. Surprise, surprise. Well, he got a taste of both worlds now, right? That's very true. He was able to neutralize him on map 1, and then he's able to get dominated by him on map 2. Yeah. So he's got the full experience now, I think, from Aspas. Yeah, the full circle. And the difference in the two maps we were talking about before the game started just showed itself so clearly. My man was buying the Outlaw for like 7 rounds. Yeah. He bought the Outlaw. I'm pretty sure the one round he had 9K and he bought the Outlaw. Yeah, he likes the Outlaw. Which, again, gives credence to the difference in the maps and just how open Breeze is and how a player like him that's so good with the scoped weapons can just thrive. I mean, he was just out of control. Yeah, I know we have some footage of that as well because something I'd asked you guys in between of that was I hadn't had a chance to use the Outlaw yet, so I wasn't too familiar with the damage output of it. 140, I believe, is what you said to the body, and I was seeing just a lot of 125 out there, so I think that there's a case to be made that if you're favoring those low buys and your econ's really suffering, that Outlaw can be deadly. I think it's a gun that could really snowball, right? Like, if you have a team that you're dominating, then the economy for them is going to be struggling. I think that's what we saw in those first couple of rounds. But we also saw him getting active. We also saw him being able to actually be involved in the play. Where contrast on of map 1, you could not see him ever getting involved. Oftentimes, he was just like on the outside looking in, even when he didn't have an op. He wasn't able to be there for those picks to come. And I think Sentinels on this map couldn't find a way to avoid that aspect.
No, absolutely not. And one of the main things for me with them going on this run on attack side was the post plants. On the first map, they won like 3 of the 9 rounds they planted. On this, it was 9 out of 10 that they got the plants out. They had excellent post plant setups. And also, similarly, to Split, a lot of them they were pretty passive on, but Breeze lends itself to that way better than Split does. When you're, on Split, you're getting jumped on those retakes. Like, you are getting pounced on. There's no far back, safe positions, right? Yeah, you're just getting, players are landing on you, jumping out of heaven on either side. But on Breeze, you can stand back. You can play off the mollies. You can have the long-range scoped weapons and be looking at the spike planted miles away, and you're good to go. So that worked massively. I mean, they were trying everything. I mean, every single little thing on that attack side was built to try to get Zekin onto the angle away from Aspas, right? Yeah. So many flash dashes. It just wasn't really working. No, it wasn't at all. But, you know, granted, though, I think that for Sentinels, this was certainly something that they were not expecting coming into this. But I think that there still was some moments there that they can pull away from and be like, hey, tighten this up, fix this here, maybe we can. But it did seem very apparent to me that this felt like just deja vu of what we saw from map 1. Yeah, absolutely. I mean, except flipped. Yeah, we got some nice moments from Saucy, which, hey, that's always going to come up when this man is playing Sova, yet they've still never won a map. Yo, that's crazy. I actually completely forgot about that. Stage, and they're so cursed by this. I think just this round in particular, look how hard they have to work to end up winning this. Saucy escapes literally everything getting thrown down at them, and then a good play from Tens to be able to actually spot them on that B or on that A push. Да, мы еще хотели собрать банду, так как Грузик теперь снова с компом и так далее. Мы же раньше в Sea of Thieves часто играли, я хочу Sea of Thieves поиграть. Пиздец как. Я очень хочу. Бля, как же... Бля, самое смешное, надо найти клип, где мы... Ну, кто шарит за Sea of Thieves, где на кораблях там катаешься и так далее. Типа, такой открытый мир у тебя, всякие квестики делаешь. Короче. Кто шарит, вы поймете, про что я говорю. Там, когда тебе топит корабль, он появляется на рандомном острове. Но ты как бы можешь выжить в воде, и у тебя может там шлюпка остаться или что-то такое. Чё минус реп? Не, игра охуенная. Чё минус реп? Охуенная игра. И, короче, у нас была шлюпка, вот сейчас закуклишь, смотрите. Мы попиздились с челами, да? Они нас там потопили или что-то такое. Чё? Чё, блядь? Больные? Все, отъебитесь. Короче, нас потопили. Мы плыли на шлюпке. Мы не стали резаться, мы остались на шлюпке, потому что у нас там какой-то лут был. Мы не хотели его терять. Потому что там хуй найдешь от шлюпки, потом в океане в этом. И мы на шлюпке видим корабль и такие думаем, ебать, надо его спиздить. И мы вот так на шлюпке оплывали, вот так кружили, незаметно подбирались, все это время ретейкали этот корабль. И только потом поняли, когда залезли, что это наш корабль. Мы вот так залазим, говорю, где челы, бля, где челы, наверное, лутаются. Давайте подождем их тут. И только потом поняли, что это наш корабль. Бля, это такой кринж был. Это так смешно было. Бля, это просто, это самый легендарный клип с этой игры. Да потом я посмотрю, бля, что мне это смотреть. Он сейчас 100 раз кинуть, ну типа, может тогда разойду. Right, it's play-ins on the line here between both of these teams. Sentinels, Leviathan. They've had some history so far on Bind playing it. Some successes, some losses. First Class Trouble? Это что такое? Не, я даже не слышал. Да не, бля, просто надо посмотреть. Я хочу посмотреть. Надеюсь, этот клип остался. Бля, просто как бы ретейкаем свой же корабль. Это такой кринж ебаный. Мы еще так стараемся, бля, такие, да, вроде не смотрят. Да, не смотрят, поплыли. И все это просто где-то полчаса мы ретейкаем свой корабль, блядь. Такой криш, ебан. Так, кто с кого начинает? Левики за КТ, так, смотрим распики. Ну да, вы были правы, Тенс на Йору. Ну, как будто бы... Не знаю, мне слева пик больше нравится. Мне Гека очень импонирует в любом пике. Не знаю, потому что, как по мне, очень часто мы видим такое, как чел ставит бомбу, его либо нашивают, либо хае дают. Короче, как чел подыхает на пачке. А когда у тебя Гекстер есть, ну,
Поприкольно это все выглядит. И ульта у Гека тут сильно на бинде. Очень проходики узенькие. Что на А можно ультить, что в хуке. Короче, у левиков мне пик больше нравится. 100%. Гектор, да. Бля, как у меня Гектор жил, это тоже имба. Охуенный пес. Такой веселый. О, на самом деле очень умный пес. И веселый очень. Весело с ним жили. Бам, нахуй. Я так скажу. Короче, если подытожить, если сейчас Левиатаны возьмут БО3 в итоге, я в целом за сегодняшний день просто в нуле останусь. Даже если Крю проебут вот так. А если Крю выиграет... Народе вас. Не, Гектор охуенный пес. На нож, сука. Попади, пожалуйста, блядь. Хорошо. Вот, нормально. Спокойно навелся, блядь. А не рукотряска. Да, да. Самый смешной момент, как Гектор пустую виску дефал. Типа, блядь. Типа я такой подхожу, и как будто сейчас скоро твичу, а там ничего нету, блядь. И он мне так дефает на пул серьезных щах, блядь. И вот я угорался с хуйни. Ну это тот еще актер. Как только в другую комнату съебаю, все, вообще похуй, блядь. This is a position he loves to play from. You'll see him on top of truck constantly. Great for dodging utility. Чё похуй, чё пишете, я не пойму. Что пишете? Ничего не понимаю, блядь. Пошли нахуй, блядь. Просто человек хуйню высирают. Какой клип, блядь? А чё это такое происходит, блядь, 3-2 какие-то? Не, просто ебанашки. Вы кого пойти, я не понимаю, блядь. Да потом я посмотрю, блядь, мне уже похуй научилось. This is triggering the spike to go over towards B, but Com flashed and immediately went back. Don't think Tens will be anticipating having to deal with a Sky over here. It's just an unlikely fight to win. Just being jiggled onto the corner by Com. Yeah. And then no adjustment. Хорошо, ты в момент что-то напряг был. Over and done with. How many rounds is Aspas going to hold На нахуй. Не, сука. Because he started off on Breeze. I don't know what point it got taken out of his hands, but it must have been. I think he might have just kept rebuying it. Yeah. I don't think he cared. He's been tracking the economy. He was getting so much work done at the start of Breeze. Everyone on Sentinels is able to buy. Oh, apart from John Cutie, actually, who, if he wants to purchase the orb, is going to need light armor, I believe. Yeah, and so he goes for it. So it's only John Cutie that will die to a single shot from Aspas. But so far, Lev have looked like they've got some proactive ideas. But having said that, they have been giving Sentinels showers control at the start. Бля, вот теперь думаю, да, можно было подождать первую карту. Ну, кто же знал. Вообще, левики сплит тоже неплохо играли все время. It's nice with it, but no kill there onto second heal. Still online. TP Mom. into Lamps. There's no real prior setup to that one, and Tens just goes down. Simple as you go. 3 players now. Call is made to reclear. They are just trying to run this one down into the close quarter weaponry. Straight up brawl being taken. Да, бля, они даже... О, нет, что-то вообще хуёво будет. Там еще и душевые под контролем. Никто люрком не идет душевые. Не-не-не, им сейчас вообще больно будет. Как будто они на босс ебут. Лучше кого будет на босс ебать. Но им не дадут поставить никак. Noise is cut. Finally. Signs of life here. Zelsis with the plant. Gets it. Off and online. Не, вот, Вайпер яблоко открыл? Ну да. А нахуй яблоко открыл? Нихуя не понял. А зачем Вайпер за КТ яблоко открыла? Так это дефолт. Ты не, это не план. Он за КТ открыл, чтобы пачку поставили. Да. Ну, типа, это дефолт. Это, ну, смог туда обычно дают или Вайпер бабу. Не, просто зачем ее открывать, пока ты еще не ретейкаешь? Ты, типа, ну, не даешь поставить как раз.
Ну, я не сразу ретейкали батьки плюс бонус. Просто я не понял, зачем реально. Они же хуй бомбу поставят. Ты даешь этот бабл или смог, чтобы просто заплевать чела, заспамить чела. Ну, просто выходишь и спамишь, грубо говоря. Хуй знает. И тебя никто не пикает. Что-то они не доспамили, по мне? Ну, спокойно поставил все, блядь. А так бы фон был, хуй поставишь. Хуй знает. Ладно, похуй, главное взяли. Поднять и опустить. Ну да, вот как бы поднять и опустить можно было. Ну да, как поиграться с ним. А так он просто открыл, не знаю. Если бы у них еще одни фантомы были, я бы понял. Они туда все вместе хуярят, там, ну... Научец не попасть вот так. Ну окей, можно было сделать поднять, опустить, еще договориться над челом, чтобы пикнуть, тогда окей. Ну да, да. Ничего не договорились, такое тоже бывает. Просто вообще этот бабл открывают, чтобы челы не запушили еще. Ну они так стояли, да не, они так стояли перекрестно, душевые, плент. Да не, как будто снос происходит. Бать Тенс на яйцах выкатил. Stay alive, stay alive. Stay alive. Trying to lead that charge for them. A very, very, very wide face. Tex, he falls. And still, the Stinger's putting in so much damage work. 2 versus 2. Never reposition. Damage there. How do you deny this, Mike? How do you deny this out? Это пачка под душевой стоит. А, конечно, не делать. А что за хэшкил? Бил по фанчику. Ну чё-то, блядь. Пахнет хуями для Sentinels. Поставить реально 2-1. Я жестко зафонилась, что я что-то не могла прям уверенно сказать, что я хочу. This guy is just ridiculous. And now look, I was talking about Sen not wanting to invest too heavily in the previous round. They are actually all on light armor. So they'll be glad that Aspas has gone back to a Phantom, I think. He's holding a close tuck position with the showstopper. This is going to be brutal. Hold on. The dog gives an indicator. Burst it down. Stun is there. Has to Нормально. Аспас вышел из положения. Там челы просто под маяк удрали. Ой, а там Вайпер сейчас сбоку вас не побреет? Дождитесь? Ой, как Вайпер ошибается! Вот такое, это такая ошибка. Смотрится как дождь. Да, нет, так смотрится просто в чате, что, наверное, да, пиздец, он мог не стрелять. В моменте сложно понять, ребят. Успеваешь ты убить? Нет, ну типа. О, вот, убил, все. Да. Плохо, даже если не убил, он их зафонил. И челы пошли его ретейкать и сдохли просто. That Aspas had set up with the showstopper ended up being crucial. Yeah, critical. Lev chose the timing afterwards to go and re-explore hookah, and Sen just wandered into the site. They didn't even have to use Zelsa's post-plant utility, the molly or the ult. They still have that available. A good round to get on the board early for Sen and not allow Lev to become a runaway train. А у нас что, матч ночью? А там РМР азиатский начинается или американский? Я даже не видел, у нас на студии, я просто вижу, диалоги пишут. Ну-ка, чат. А какой там сейчас? Просто не помню, в каком порядке. А, ну тогда, может, я не просто так режим сбил. Азия? Я понял, окей. A monster if you do try to fight this area. And it's hard to know whether he's there on his own or has incredible backup, as is the case in this round. So now Zekken gets the showstopper online. Lev will know that. Почему не работаю? Не работаю, потому что пока из ковида непонятно, что у меня. Took the orb. Tex comes over.
It's an off-angle high ground position by Aspas. He's seeking to try and stop this showstopper straight in the air. Backs away though. Here's a showstopper. Send flying satchel. Second one blinded. Up second. What's he gonna do? Making the most over the top. Again blinded. It's just precision with these flashes, and he just sends it flying. It's a random guess. I'm pretty sure there was a team flash there as well, though. Nasty, nasty stuff. Feeling it now. Want to try to take the fight to them. They want to fight them. That's takes. Just offloading into the ult. He just creeped himself forwards. Такое. Thrash really punishing him there. Heal online. Second. Back up to 100. 4 versus 4. Zeltis, remember, has this ult in a post flight, has the molly, sends it flying with the first tap. It's going to be pushing him away. Lev, under that time pressure. Under that time pressure indeed, but already these tools are being pulled out of them in a pretty rapid way. Reposition now with a nade. Peace of mind granted to Sentinels here, but still there's that feeling at the back of their heads. A tap from Mazzino. Themselves, definitely kills to be claimed and found. Aspas, flick towards На минусе бабки. Бля. Стой, я посмотрел, кто тоже вообще... А, он еще будет на заку, точно? Ну, 4 убили. Нормально. Second even finding a timing as he repositioned over towards short to just turn around and throw his raise nade at the spike. Сколько они ультов отдали? Ульта Брима, ульта Гека. Не, ульта Брима это от Sentinels. Рейза ульту потратила. И Брим вроде. Всё, у Sentinels. So I guess at the end of the day that was really important that Zeka managed to get his raise nade off there. Опа. Че, ебать, всем харкнул. Да, так видели уже такую. Ты был, что ли? Да, я же дед. Вчера же, только что смотрели. Пришло удоб, Лёх. Может, не обратил внимания. Sen's timing is based off that gate crash. As it starts to get low, as you see here, Tens moves his way over, and an A-leaning default turns into a B-lean. Lev, though, got the read, and Aspas is already on his way. Already fast with it. Он вообще в троих челов заходит. Ой, какая хаешка в тайминг. Бро, ганчик возьми в руки. Ебаный рот. Тише, текс, пошел, хайлайт. Ебаный рот. Раздергали. А чё Вайпер? Типа хуку поздно ждет. А, это еще и ТП? Ебать. Кстати, интересно, они специально не дали в хуку смог, чтобы чел фанился еще хуже, типа за хуку? Возможно. Это бред. Просто и так бы чел бы стоял, выход из хуки ждал, потому что он смокнут. Интересно, почему они смог в хуку не дали. Ой, какой тайминг, разминулись. Все, отвернулся. До конца. Какой-то камбэк пошел. Пончик появился. У девочки OnlyFans есть? Конечно. Люк Valorant называется. Для своих фотки так? Ну, типа. Так что надо своим быть, понимаете? Надо столько контактов найти. Промокоды Люк, да. Скидка. 3 фотки купили, 1 в подарок. Фрибет плюс фотка. Нормально. У кого такое еще есть, пацаны? Ни у кого, правильно. Знает, бля, ульта Йорик это чит, конечно. Просто чит ебучий. Столько инфы сразу собирает чел, пиздец. Еще и флешку въебал могут харкнуть. Бля, еще и энтрик дали, я бада-баду, блядь. Спасик. Плана нет. А спас пошел. А хаешкам дефолт. Да поздно, как куда, блядь? Не, хаешка. Ну до этого не было времени дать. Просто заделает бомбу хотя бы. Ну хуй знает. Если вот как-то Вайпер нашьют каким-то чудом, вообще могут.
Бля, они прям с 3 сторон загоняют. Братик. Мазину, сука, бич! Наконец-то не Мазина, блядь. Ты ебарина, блядь, теперь. Какая-то сильная страна, но в целом КТ. Но сейчас люди так играют, ребят. Это как на нюке, вот, блядь, сравнение. Тоже вроде КТ карта, да? Но многие научились в атаке хорошо играть. Тут то же самое. Все вайперы научились обузить, занимать, ну, типа, лампы на халяву. А раньше так не делали люди, и поэтому тут фулл КТ карта была. Ну и немножко реворкнули еще, ладно. Не знаю, мне кажется, в Валике вообще нету такого понятия, как сильная и слабая сторона. Да нет, раньше было точно, а в последнее время просто люди научились играть. Ну и героев больше стало, разнообразия, кем можно обузить что-то. Мне кажется, тут больше от команд зависит, кто как лучше играет, в какую сторону, и все. Ну, в последнее время, да. А раньше все-таки было преимущество. Особенно вот на этой карте ебаной. Тут люди по 9 по КД брали за КТ. За Левиатан? Да, за Левиатан. Вот с аналитикой, ну раньше было КТ, точнее Т, очевидно. Потому что там, допустим, на это просто невозможно было дефать, как будто и на С. Ну, не, до реворка, да, это фулл карта. Да, да, ну, говорю, раньше. Это как Анубис сейчас в КС вот так. Сейчас нормально. Сейчас и на С, типа, там спокойно можно и на А, там, ныкаться в бэксайде. Капсулу? Да, Фнатика взял. За Никиту Дерти детства. Как же не поддержу эту головешку? Видит на второй карте, тут Сентинел за 0 будет. Да-да. На второй карте. Your beginning of the season, your chances for Madrid are all on the line against an opponent that, on either side, has blown you out on one of the maps. The pressure can really start to mount. With bated breath, we sit here watching these two teams now clashing. Все через коды выполняют, но там курс еще бешеный. Дайте 1 поинт, 1 рубль. Да, очень, блядь, дорого получается. То есть, если раньше за 6 тысяч рублей вы покупаете 11 тысяч поинтов, то сейчас за 11 тысяч рублей. 11 тысяч поинтов. Но надеемся, скоро пофиксят. Надеемся и верим. Это же только в тот Саси! Саси! Саси. Ёбаный рот. Как же снесло, пацанов. Просто сдуло ветром. А там денег нет. Ой, бля. Ой, бля. Это 5-5. Как будто бы. Хотя, если подсейвить. Может, вместо Киви что-то другое появится. Да-да, просто надо Киви замену найти, все. Как будто даже какой-то сайт им делать, где с русской карты можно купить, знаешь. И вот оставить коды, сделать какой-то сайт, где с русской карты покупаешь. Все. Не знаю, куча же есть кошельков, не только Киви, что там есть Юмани или как-то так это называется. Не уверена. Киви, конечно, жестко задушили. Юмани тоже блокнули. Да не знаю, ну что-то по-любому найдется. Просто насколько быстро, непонятно. Даже Риот. Ясных не работает у нас. Ну, точнее, с русскими картами не работает. Real fight back here from Sen. I mean, almost evening up the rounds. And you just see it from that POV there from Sassy. He's actually in a fairly comfortable spot. He doesn't have utility being thrown into his face. He dodged both of the flashes, and he just is able to pick them off one at a time. Excellent angle. Really nice position to avoid that reclear. Xena throwing out a couple of variations of this early wall. Either one for the TP and A short, but this one through hookah. Leviathan have been putting 2 people into showers to try to stop Ten. Так, вот Тен занимает соло-лампы. Где-то мы такое же видели. Ну, От да. кого-то, от кого-то. Сетхак, точно. Легенда. Да, тут же и Sentinels такой же раунд прям делали. Он фонит душевые лампы там, условно. Ну, он душевые фонит, вайпер в лампах.
И он ТПшится, они 4Б заходят. Они так делали уже. Ой, бля. Не, ну Зенс хотя бы под флешку это все сделал. Там как вообще просто... Там похуй на На ноге уверенности. шел и всё. На уверенности. Ой. Late to the party here with just the judge in hand. Don't think he's going to be able to get access to too many more guns, but maybe Zora in. Okay. Ой, пошел боец просто. Даже вывалился. Так много реально людей, которые спрашивают, какая сторона сильнее. Это Что КС, поставить? типа? Не, что поставить. A brimstone in there. They don't have somebody that can smoke off hookah with a smoke that kind of blooms out around. It's just walls, right? It's all walls from Mazzino and from King. What that means is you can't hide inside your own hookah smoke to dodge flashes. В Америке страны решает, но это, блядь, золотые слова. Мне кажется, Левиатан должны в атаке брать. У них типа и Яка, и Харбор. Ну да, у них уже пик дюжовый такой. Да, у Сентинелсов у них 2 дуля. Посмотрим. Ну, конечно, надеемся, что Левиатаны будут ебашить их. В Америке страна не решает. Реально, все зависит от команды. How do you hold a crossfire setup that doesn't just get cleared out by Sentinel's flash plays, by the way that Zekken and Tens are getting into the site, by the ults that are now online? There's been many approaches. Паха навсегда покинул нас. Не знаю, он просто замутился, как обычно, и все. Поебался. Cleared out though and baited out with the ult. And Sen have done a great job at avoiding every kind of play for B-long control that Leviathan have thrown out at them. Even the reclear, the fight that was. Как же я рад, что такие на Левиафанах проиграют. Things only get more dangerous here. Это смешно. Ten's gaining a lot of ground just by himself here out towards Showers. But look at it. I mean, there's no real changes or shifts in terms of the way they're playing this. He's not scared. No, he's not at all. And he knows it because he's been given so much space. Yeah, I think There's only been one time when he tried to fight back. Yeah, I think the way that Tens plays Euro on this map is pretty immaculate. He creates so much cross-map pressure on the attack side. But it's the same game plan. Why would you? В Америке решает? Тоже true. Тоже true story, бро. Реально правда. Он пошел рейд играть, я есть цель, а вы деньги в игры даете. Бля, надеюсь, завтра Вакс приедет. Как же я хочу не поиграть? Да, боже. Каждый день ты говоришь, Лёха. Я пиздец как жду, потому что еще новый коврик. Потому что у меня этот весь в шерсти, я его не стал уже чистить, ну похуй. А там новый ковер, блядь. Ебать, чит. Бля, ну хотя бы 6, вот и фона не будет. Ну, сейчас фаст ретейк, наверное, будет. И не будет. Ладно, тут... Сука. Цел бы подразъебали, чего. 2 в 3. Блять. Ой, фу, какая там блядь. Да я знаю, здорово, Ромчик. Мне Бандуров уже затрахал весь мозг, блядь. Он просто не понимает, что, блядь. Я с ними так мощнюсь, блядь, что мне аж горит жопа. Это Ереван момент называется, Ром. Запомни. Ну ты-то сам за ней съездил, а я-то не могу поехать. Ну и они вроде как должны были привезти идти. Понимаешь? Это вообще пиздец, блядь. Я думаю, у тебя не быстрее, Ром, ехала, потому что ты же заказал там на пару дней позже, и у нас не сразу доставка поехала. Я думаю, это все одна посылка была почти, плюс-минус. Так что, думаю, приехала одинаково. Вопрос в том, что они просто довести до квартиры, блядь, не могут. Затрахали реально. Тест на ковид не приходит, блядь, мышка не приходит, блядь, нихуя не приходит. Ай-яй-яй-яй-яй. Мог вообще похоронить их. Ну чё, я с ними каждый день мошнюсь, я им каждый день звоню, блядь. Они говорят, завтра доставку, блядь. Ну тогда и завтра, да, в понедельник, блядь. Охуенно. Я уже тут к этому привык, тут, блядь, постоянно баг такой. Ничего страшного, чуть-чуть терпеть.
Хату посмеялась, сегодня у Макса приехала, ну да. А ты какой взял, Ром? Бля, хотя я так не помню название всех. Короче, я взял как ЕЦшку, так беспроводная, по форме как ЕЦшка. Оранжевенькую. Ты играл уже на ней чит? Мне кажется, что чит. Мне вот клики больше всего интересуют. Потому что я не люблю мягкие клики, я люблю жесткие клики, вот поэтому я всю жизнь на Зове играю. И в 1.6, поэтому на 1.А играл. Потому что там жесткие клики были. Бля, как будто левики из пестик берут и в похороны. Там два дулика, не знаю, лейков фло, атакующий пик хороший. И Харбор, и Вайпер, Скай, Гека, блядь, да охуенно играть в атаке. Да, не даже. Главное пестик забрать. You're so smart, Bala. Look at you, the smartest. But I actually don't think that that's going to be enough for Sentinels there. Really? I know Zelsis was saying 6-6 good half, but in the Прикольно, лого левиков такой висит. Получше, чем у Сентинелсов. Точно. А нам 4К мышки прислали, Ром? Просто Бандура говорил, что они могут на 4К прийти. Хотя как будто уже похуй там, ну, типа 4К, не 4К, но... Не соправляют. Да Вакси нам прислали девайс. Team plays with him, the way that they're using his Sideshow was talking about that a lot, yeah. How they were using his ult to fake out and then TP away, re-hit the other site. Cool stuff like that, that has been nice, but individually now on the defense... Я понял. А ты 4К именно просил? Everybody knows on the planet that he has the mechanical skill to do it, yeah. But now it's a matter of literally doing it in the server. Well, I think it's fascinating too. Next match, да, будем смотреть. Ну хули, если с первого матча всем проспал. Глайды на мышках. Раньше менял, но сейчас как будто что-то забил на это. Или ты про гиперглайд ты говоришь? Anyone's game still heavy emphasis placed onto this pistol round. А я даже не Ромчик не видел, что у вас уже Азия начинается. Блядь, что вообще забыл. But Sen have got a strat for this pistol round. 4 players grouped up over towards B as only Tens grabs info and then has a gate crash out to heaven. Long distance cove. Но в Азии там, по-моему, меньше команд, не? Yeah, that's an interesting decision. Trying to prioritize kills instead of plan denial. His team's trying to find some solid retake spots here. Sen do have showers control. It's going to be important. Sectioning off the map. Only one part available to live here. Oh, just awareness. He sees it. He saw it. Ой, блядь. Nolly at the feet. Шо? He's running and gunning. Can't get away with that, surely. А где все сдохли, блядь? Хорошо. Взять, берешь! Алло! Ой, блядь. Лев, ну хорошо же. Ну, блядь, я знаю, киллфлик смотрел. Блядь, так все быстро происходит, что не улавливаешь. Ну да. Реально. Не на опыте, Лев. Ебаный ты рот, бля. Если у вас яйца есть, да, не закупиться никак в жизни, блядь. Да, если ставишь бомбу, закупаться им баффл. Взял спектры, все, полетел. У челов такие же спектры там будут, стингеры. Ну, а если много выжило в пистолетке, то велик шанс, что и пистолета будет. 2 пестика как минимум будет. Почему не закупиться реально, блядь? Ну почему не закупиться? Где яйца? А что, поставил тут взиматься?
Second's going to be close as well. Just Да, есть моя девушка. power necessary over the shoulder here, but Лёха I think из there's баш. not too much danger still. The slower you play Чуть these для rounds, фанов, the more likely it is that Tens has Настя только. used those teleports Тоха. and they've run out of time. Тоха. And that will put him into Антонио. straight up one and done. Антония Анастасиус. Running out, seeks to try and take the peak with the wall. Dog in his face. Лёх. Okay, he's back. Вообще поплыл. Through short. Flash, nice. Bam, right through the smoke, the correct angle. А, да, of убить play, смог, but they блядь, have given козел up ебучий. part of the site. No rotations from Sen just yet. They're thinking they could have pivoted through the TP. If they really still choose to. 30 seconds left. And leave that territory for John QT to contest and contain. 25 seconds, still no signs of Мне очень нравится тут опять такая же логика, как на Xbox. Ты под вайпер проходишь в лампы, и потом даешь дальнюю Харбора и просто ебало крошишь челам. Вообще прикольно. Мне это очень нравится. Players either get the spike down or they need to go down, and they will finally fall. А, бля, чего вы радуетесь, суки, флойка? Throughout that entire round, Celsius puts down so Ну, much фончик pressure как on the будто plant есть, by popping down a smoke. если It честно. just makes Lev so uncomfortable to be able to get the plant down. I think Lev's composition when they have rifles on board is really going to want to clear out the entirety of the site. Just kind of got stuck there. That's the smoke I'm talking about. 10 seconds left. I think you'll see much more aggression from Leviathan comboing up the flash with the Dizzy to fight in general on A, now that they've got rifles on board. Здорово, Андрюха. Is showers. There's an orb there, ready and waiting for the taking. Texi wants to get his ult online. Tens. Ты обзываешься, ботяра. Гаси, гаси его. Я его тоже последний раз загасил. Хорошо, блядь. Только бонус не проебать, сучки. Ой, блядь, ой, блядь, все, Джетеня. Он за ним побежит, пизда ему. Пизда ему от Йорика. 2 в 3, блядь. Сугаткон. Бля, у тебя бомб в руках нет. Потерялся. Вообще потерялся в моменте. Бля, соси ебаный. Поебал на? Берешь, 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 делаешь, делаешь. Делаешь, делаешь, брат. Делаешь, делаешь. Это, кстати, байраунд был. Правильно? Делаешь, делаешь, делаешь. Подожди, подожди, делать, делать, делать. Да. Да не, Лёх. Ну чё спойлерите, суки? Я вам помескаю там. Пизда. Знаете, он реально сейчас это выиграет. Ладно. Андрюх, на танке выиграешь, расскажешь. They had a flash and a dizzy to be able to try to put pressure in the backside there and get Celsius. And instead, Com just goes through on his own instead of using any utility. Да не бежи так, беги, блядь. Лёг голова. Took too long to recover the spike. Flag came through. Конечно, ожидаем такое. A clod hopping round there. Nice one. I'll have to pull up the dictionary later. Человек на РКФ большой поймал на Сентинел, что-то радуется. Half buy for Lev. We know there's danger here. We know there's a chance, but Прям, как будто вот этот раунд берется, и это шанс. Бля, по факту выходить легко должно быть. Не драп, ничего. Ну да, тебе харкнет вайпер молик, и все, по сути. Ну все, -1 молик уже получается. Ну, потому что молики, ты как бы, они у тебя в ногах так переждал, все, а трапы все-таки более мерзкая штука. Что не может давить, вот так продавливать план. Надо ломать их постоянно, что-то думать про них. Ой, блядь, не, это просто бот, нахуй. Чилы вообще не тут, нахуй. Просто молик вайпер дали, ходишь, все, чилы упали. Ну, хуёво как-то. Они все пушат ушли, а не один лонг. Не, чилы просто перед игрой мозг свой вытащили, в банку положили, все, в холодильник засунули, все, блядь. Ладно, хорошо, что не поставила 2-1 Левиатан. Он есть. И может после паузы кто-то будет. I mean, if you commit there, you are dead. That forces a cancel call that Leviathan were not willing to make.
So now Lev have rifles again. This is only their second time with rifles online on the attack side, but the game is already slipping out of control. Losing this many rounds in this fashion, I mean, haven't been earning their way to any ultimates as well to potentially. Ладно, те, кто со мной повязаны, так сказать, нитями судьбы и поставили на Левиатана, фон есть? Massive tools to shut down this eco swing round. Lev got to really just put everything on the line here. Everything into this one round. They need to win it. Он должен быть присутствовать, потому что Левиатаны, ну, они реально какую-то не то что хуйню делают, просто не везет. Остановимся на этом. Приколы хуёвые. А где скилл Левиатан? Его нету! Где скилл Левиатан? Его нету! Pundits around the scene. Some with former pro experience like Finesse saying this team just can't afford to lose. They're not allowed to lose when they have a roster like this. Their backs are firmly up against the wall here, pushed by Sen, a team that's taken the Завтра математика первая, тут слег сижу. Ну, какая математика, это миф. Доджишь и все. Математика, потом физкультура, окружающий мир. Капец. Погает сдавать. О, полетел. Это лучше, чем сдохнуть там. Нормально. Что он им заколил? Типа... Тейкнуть лонг. Кануть и выйти сплит. Вариант. А сейчас пас нормально, тоже душевой прогнал. Вообще без инфы человек сидят. Просто без инфы. Просто у них доля инфы реально. Ну, инфы и Тенс не ротейтится. Окей. Есть флешки? Ну, просто хавай. Просто капитан одну дает. Не, что-то Левиатаны вообще... Они как будто не понимают, что они делают. Они хуйню какую-то колят. У них выходы какие-то... Продолжай, Настя, продолжай. Пока все прям, давай продолжай. Говно просто полное. Нормально, давай, еще. Про следующий раз тоже сразу надо. Нормально пошло. Меткую. Нормально, Стив. Продолжай, да, нравится. Прям, ну 2 в 3, как будто они все равно проебут это. Хорошо, Настюх, до конца надо. На next round желаю тебе тоже, Настюх, накинуть заклятие. Все делаю. Давай, все делаем. Ебать, там человек 9000, я его рот ебал. Миллионер ебаный. Не, ну там 3 ульты у Левиатана, как будто типа Сентинелс просто... Ну, уничтожит их все равно, без шансов. Правильно. Ему Левиатан, когда Левиафан. Такой моментик отсутствует. Левиафаны сверхъестественные были. Сваляли сверхъестественно, ебать. Надо Сенерс победу поздравить. Но Закен не мажет с оператора. И Тен сейчас -2 даст. Lev get another buy. They build up these ultimates. It's the fuel they need to start this fire. Potentially get this nice and even here on our final. Да, Тенс дает сейчас -2. Уёбывается. И Закен дает еще -1, и все, -3. Seekers, gotta respect this one now. Tens is really overstaying his welcome. Decoy finally backs away. Harbor roll. Ладно, почти. Нормально, Стив, продолжай. Так, что тут у нас? Сентинел в спину, ну что, кстати, прикольное решение. Сейчас у них выебут просто тут и все. Ретейк, но Сентинел не проигрывает такое. Все есть. 5 для ретейка. Сачел и не сачел. Только сачел. Лучше, Настя, лучше. Продолжай. Давай просто молчи, продолжай. Я просто делаю это. Ты чувствуете?
Я ведьму в 5-м поколении позвал, колдунью. Нормально, делает. Какое там судило? Не выкупаете? Чернокнижница, да. У меня реально метка какая-то. Нормально, чё, да? Да, сейчас, короче, Sentinels просто стонет тут. Пай. На последней бабке закупаются. Ульта прямая. Еще трое стакаются под Б, но это, они читают это. Сейчас будет жесткий файт за лонг. Тен сейчас просто выйдет под флешечку, убьет Текса, утэпается, и все. Чики-бомбони. Ладно, пока дрочка какая-то. Вот, смотрите, тут жесткий стап. Под собаку, под флешку. Ладно, без собаки. Кекнули душевые. План почти сработал. Ну, приемка она жесткая. Один душевой, один девятка. Такое не проигрывается. This could be a round where we see Wingman getting obliterated by a Brim ultimate. I just want to prime people for that. Keep your emotions in check. С контактом, кстати, прикольно. Shy your eyes away. Flash. Jiggle almost with the punish. Celsius in trouble here. Plant. Ой-ой-ой. На, реально жесткая приемка. Так, ульта пошла. Ульта не пошла. Ебать, а куда челы... Продолжай, Застюх. Я махаю, просто смотрю слева на минимапу и... Челы верят, что... Так, ну, Sentinels это читают, они ждут тэпку. Сенс остается под Б, все еще думают, что это А. Чел умирает от молика. Бомба ставится, время их катает. Тут сейчас произойдет жесткий ретейк начинает происходить. Февр уходит под Б. Пацаны, извините, пришлось супер секретный прием применить. Позвал самую сильную веточницу на этой планете. Пришлось секретный приемчик применять. Ну я уже вижу, дело идет хуево. Я такой, ладно, помогу пацанам, блядь. Я оставалась на все, я просто посижу АФК. Не, я не верю в Надо, Настюх. Делай чат, делай, Настюха. Да, я просто фанатка Sentinels'ов, я верю до конца. Давай что проверить способность, когда наоборот говорит, не надо, бро, давай потом это проверим как-нибудь. Будет матч, который я не поставлю. It's actually the defending team that ends up being caught up in the chaos. Yeah, because they can see the win. Yeah, they're thinking about the win condition. They're like, well, if we deny the plant just this one time. Так, ну все, пауза пошла. Сейчас они обсудят точно. Ошибки. Анализ произойдет. Ну и начнут ебашить, очевидно. Что тут еще сказать? Сколько там Левиатаны? 3 раунда подряд взяли? 4? 3, по-моему. Был 6 же. Ну вот, сейчас все обсудят. Пизделей даст тренер. And Sentinels calling a timeout here does actually give Leviathan's coaches as well another opportunity to talk to them. Otherwise, they wouldn't have been able to communicate until OT. Ну да, очевидно 13-9. Я вообще не понимаю, чего вы фонитесь. Кто он Sentinels'ов поставил, тот красавчик. Надо поздравить, надо чатность. Поздравляю, кто поставил на Sentinels. Все, ребят, ну такое не разрушить. Что у нас они поменяли? Давайте посмотрим. Я не помню, что они до этого делали. Они файтились за лонг, сейчас Дэн стоит просто в спауне на тэпку, чтобы поставить и съебаться. Что он делает? Тэпка на Heaven, приемка шорта. Ну, они как будто читают. Не, ну Левиатан слишком тупые, они не прочекают это.
Так, ну тут инфа. Понятно, что если фальсится шорт, значит шаверс, гэп. Сразу видите, заняли шаверс на Левиатан. Размен 1 в 1, Тенс убивает этого чела 100%. Ладно. Что-то в обратку пошло. Нормально, Стюх. Подожди, еще не вечер. Надо поздравить нас, Настюх, с раундом. Так, ну раунд 24, а когда не брали, как говорится. Когда не заливали, точнее. Когда не заливали такой раунд. Сейчас Кинг просто базу такой навалит. Первый, последний раунд. Удачи, увидимся. Увидимся завтра. С победителем. Ну блин, ну на 3 раунда хватило. Ну да, пойдет. Хотя бы так, правильно, чат? Хотя бы так, живем, блядь. Дала нам надежду. Дала лучик нам. Все, теперь надо Sentinels, типа... Ну, короче, как до этого было. Бля, что там по бабкам? Там вообще хуёвые бабки в GTA. Там у Sentinels должны быть хуёвые. Да посмотри ты его глаза, это вообще пиздец. Нарколога в студию. Я бог заколит там. Вы видели его глаза, реально? Не. Как будто изи занятие ламп. Ой, шаверса. Не туда воюешь, Настюх. Блять, ну... Это ты вешал для КТ. Блять. Ну все, тут уже реально в обратку пошло. Если он еще одного убил. А, у них вообще без стенок теперь. Не Вайпер, не Харбора. А, там еще и спину жмут. Ёбаный рот. Бля, как же... Фу, ну просто фу. Что одни как-то неуверенно играют, что вторые. Да, они те кого-то не выйдут дальше. Вообще мне не там нравится. Там энерджи жесткая. Ну, энерджи и лутак вот будет все. У них тоже 2 слота? Наверное. У них 2 слота, чат? Падал, сворачивай. Ну, я думаю, 2, если у Европы 2. Я бы охуел, если у Америки было 3, блядь. Да, 2 слота я прочекал. Ну все, блядь, NRG и Loud соберут. Остальные это боты, блядь. Ой, бля, не, здесь такой растащить. Не, ну 4-2... А чё? Чё на Вайпер сделал? А чё он сделал? Он просто пострелял, бля, в ящик. Какая тупица, это шанс, это шанс. Тихо. Это нормально, это нормально. Так бывает, он капитан, убей, может убей! Поебать. Ты, блядь. Ну чё, второй сдохла? Могли, 25 пистолетов взяли бы в этой жизни. Вот ебланы не заслужили. Левики вообще не заслужили победы. И прохода куда-то. Они столько раундов, 5 в 3, 2 в 5 заливают. Пистолеты, я не говорю про бай-раунды. Пистолетки, это пиздец как. Ну, кринжово. Продлевать будешь? А ты кто, менеджер, так сказать? Look at the ults for Sen. Set this one up. It should be the slam dunk. Не, ну Sentinels не проигрывают, как будто у них 3 ульты, у них ульта Йору, ульта Вайпер, ульта Рызы. Червивость их надо. Да нет, тут уже без колдовства. Мы просто реальность по факту говорить, как-то такой раунд залить. Как нехуй. Как нехуй. То-то же. Как они все заливают? Бля, как будто 2 в 4 я уже поверил, когда Вайпер спалилась. Там ЛХП чел еще были. Пирожок бы с ним не умер. Ну или так просто опять. Покемон не поставят. Сейчас будет ретейкать под ульту Йору и ульту Рызы. Ну, что, Зайкин раскручивается? Минус 3, минус 2. Это боты.
Ну, тут, честно, тяжелый раунд, я не знаю, как бы они выиграли его, реально круто. Да. Да, сейчас приду, блядь, пиздец. Tens with the ult, Zelsis in second with the follow-up. And you're right, Brent, Sentinels join MIBR Ребят, на in the Sentinels play-ins. The поставил, flames of я redemption на this карту year. скидываю, я But как the бы за них teams that топила fell всю игру. over in Вы не слышали, 2023 что ли? now retooled. And what a scalp to have earned for Sen. They win their rivalry against 100 Thieves, which goes back a long way, and now take down the newest attempt at a Я super вообще team in фана Americas. за Sentinels не было. Well, last year, that's what people were saying about this Sen roster. They're absolutely stacked too. And all of that team play, refined throughout the offseason, now paying dividends. Culminated to this, and that road of redemption, it starts in the play-ins. They've earned their spot. You can't say they don't deserve it. No, you cannot say they do not deserve it. And what a group seed, man. Second seed of Group B. You're exactly right. What a group. Forged in the fires of that. You got to think they might be favorites to make it through. On paper, because of how stacked this group was, I think whoever won this match was favored in the play-ins. But we've seen the play-ins in Pacific were pretty unexpected. All of the results across the regions have been hard to predict. Yeah. But the expectations were high for both of these teams. And Sen just managed to come out on top. Adaptations towards the end, a little cause, the minutiae of the round. The timeout from Kaplan, impeccable really, because they controlled the tempo completely after that. Yeah. I mean, the way that they adapted what their game plan was and came out here and executed, again, on a map where we've seen tons of footage. So, in theory, season with it. Exactly, in theory, Leviathan playing like a more up-to-date meta, being able to have all of that footage, and yet Sen still come out on top. Yeah. Very good coordination. Wow, nasty business indeed, but Sen deserved their spot. And of course, with that, unfortunately, having to say goodbye to Leviathan in terms of the kickoff portion of this. I mean, these guys, they really did make a hard job of it for Sen to try and get that win, but just a little bit more time needed for this potential super team. And of course, still got the regular splits, still got time after this fact, but it's going to be waiting on the sidelines, looking onwards. A little bit of woe, I think. Seeing all the competition in potentially Madrid and the later section now of kickoffs as well. It's going to be taking place after this. I think most teams were looking at rosters on paper that they thought were going to Madrid at the start of the year, and Leviathan was actually fairly high up in a lot of people's expectations. Looking at super teams like NRG, Leviathan. Well, actually, so far, what we've seen in this group, at least, is the more established rosters that have had more time to work on the fundamental stuff. That's what's been winning here, with Loud and with now Sentinels making it out of Group B. So, yeah, this is a bit of a rough beginning to the year, but it's a long year. And for Lev, they need that time, I think, to be able to develop the coordination so that their superstar roster can actually play like one. Plenty of time to lick the wounds for Lev as well and really fix up those mistakes. But let's send it down to Liz, who's down on the stage for the Verizon post-match interview with Zek and I believe the rest of the fam. It's not just Zekin, we have Mama Zekin and Grandma Zekin here. A whole family affair of truly an incredible match, Zach. Especially for you for the last round. That was, you went off. So tell me about that last round. Like, what was that like? How did it feel? It was very chaotic, but we had a good plan. We used Tyson's Euro and got a lot of info, and I capitalized off it. So it was pretty good. Now, I don't think you're watching your family in the crowd, but watching your mother and your grandmother in the crowd, they were, holding their hands, like screaming for you, shouting for you. We have these amazing posters here. What is also a red wristwatch, I see. What is it like to have two of your family members here in the crowd with you? It's incredible. I feel really blessed to be able to have them out here. It definitely helps me to play better. I'm not going to have them out here just for me to suck. So I'm going to, it helps me be able to play at my best, and being able to see them in the crowd is just a great feeling. Yes. Grandma Zekin, I'm going to come to you. What is it like watching Zekin play on stage? It's very, very grateful, and I love to watch my golden boy. I flew from New Jersey to watch my golden boy. New Jersey's last hope, New Jersey's finest. Now, Mama Zekin, I'm going to come to you. You watched your son kind of just kick butt, like you said. But now he has to go into the play-ins. So how does it feel to watch him, or how does it feel that he's going to keep on playing to fight for that spot in Madrid? Well, I'm so proud of him, and of course the whole Sentinel team.
teamwork makes the dream work. So let's go Sent and let's go to Madrid. Congratulations, Sentinels, and keep it going. We love you. Sen City is present in the house tonight. Now, Zach, hello? I didn't know who that was. You made it through the group of death. That was considered to be the hardest group. You made it to the lowers, you made it out. How does it feel to be out of this group finally after it was pretty damn hard? It's definitely a big weight off our shoulders, but just really proud of the team. We had a hard few matches. We played all 3 teams in the group and still made it out, so just really happy we could do that. I mean, I think everyone here is certainly happy for you. Sen City is in the house tonight, and congratulations, everyone. Thank you so much to the Zekin family. Thank you. Of course. We're gonna go to break, but stay right there because we're not done for today, y'all. We have one more match, so stay right there. Thank you. Our game against EG obviously didn't go our way. We lost 0-2. I'm proud of the team though for how much we adapted. I'm really just focused on the next, trying to make sure my boys are regained because there's no time to dwell on the loss. They're hoping Kesnet is not on this angle. Can't get a dash off. Another great trade. Valens having a monster performance so far. Only real chance here. Klaus is off to the side here. No way, Valen, no way! For him. On for the ace. A clutch like that! Denied by Shy! Versus Crew, they definitely were exploiting a lot of our gaps. What I'm expecting for next game is for them to just fix up the minor mistakes that they made versus us and come back with fire. Still that player disadvantage, Kesnet!
Just Kesnet things. Pushing forwards into their spot, removing the weapons on for the ace once more. Just praying he can hold on to this. He hears the ropes as well. Players running straight into him. MTA, he's made it, trying to get the A! From here on out, it's do or die to make Madrid. So I'm expecting a really, really strong crew, even stronger than last time. As long as we can get literally 1% better, I think we'll come out with the win again. Welcome back to Day 7 of VCT America's Kickoff. It's our final elimination match of the day, G2 versus Crew. I'm Geek Heavy, the new kid here on the block, and for my first day on the desk, I'm joined by two dudes who are always in sync. Paula and Wyatt. How y'all doing? Good, man. Excited to work with you. Yeah, same. Mad hype. I don't know if you saw those references that I just made. Those were, I'm a big boy band. Oh, we're basically a boy band. I know, yeah. That's what I was thinking. We had something going this weekend, actually. Yeah. I've been feeling that energy. We've been having a nice time. I'm glad to have you here for the first time. For the first time, yes. I'm super excited. Now, let's get into this matchup and talk about a little case of Deja Crew. Now, let's go back to 2023 with Crew. Now, they didn't necessarily win any games during their regular season, but they landed 5 wins at the LCQ to take them to champions. Yeah. But then, insane run. Yes, but then Fee-Fi Fo-Fum, Team Giants smelt the blood of some Chileans and pretty much just squashed that Cinderella story. Yeah. And now fast forward to 2024, I'm kind of curious, do we think we're going to see like a similar narrative, or how could they possibly change the narrative in 2024? So far, it kind of feels the same. I mean, every single game they played so far has been really, really close. And that's basically how it was all throughout last year. They went winless during the regular season. That's why it was a Cinderella run in the first place. And it was just game after game of heartbreak. I feel like they were so close to getting a win and just never ended up doing. And that's why a lot of people actually, despite the fact that they were winless, still respected the crap out of them. Yeah, people were talking about that all season. It was Cloud9. I remember MCE, they were talking about, like, you can't sleep on Crew. It doesn't matter that they have literally 0 wins. And then Cloud9 almost lost to them that week. Yep. And then Crew won the LCQ with that crazy run. I mean, they had a very interesting year. And I'm expecting kind of something similar, at least in regard to, hopefully they get more wins and they'll go winless. But they have the ability to punch up is what the key factor is. Like, when you have Kesnet going crazy, like, we almost put him, he was like damn near on our top 5 list of weekend, and they lost 1 game to like a mid-table team, and we're arguing if he should be in the top 5. Like, that just is a testament to how good this dude is and always has been for years on Crew now. He's so reliable, which is one of the best duelists in the world. Yeah, honestly, I'm glad you brought up Kesnet because, in Crew's first match, we saw that it seems like Kesnet is still Kesnet. Yeah, absolutely. Like, I honestly, Ну don't чё тут? understand it. Like, lurking as a duelist, is that even... А где пак-то? Where they do that from? Хз, пакни его. Never seen that before. My ranked teammates that Может, спит. those are the ones pulling that one out. That's me. I'm his ranked teammate sometimes. Sometimes your team isn't doing it, man. А у тебя что, режим тоже фишка? I don't know. There was an element of Меня? just kind of getting in the heads of G2. And Да, посмотрела туда с вами. До 6 утра и все. Конец состав. Ох, фиксится за один день такое. Ну да, один день потерпел просто. О, ебать вы балл залили. Таблетками закинуться просто и уснуть, все. Тоже как вариант. I mean, that's a story we've seen before with Crew. I mean, listen, I saw Klaus was getting his triceps massage. Hopefully, mouse arms are ready because the games where it's like, please, guys, just someone get a kill so you get it over the finish line. Kesnet is just trying so hard. But they've got a new roster. They've got Shy players, so hopefully those are... Короче, что, может, Гартик пока поиграем? Бля, так по поводу фрибетов, не знаю, мне сложно, пацаны, потому что я Кире дал все фрибеты, и я не знаю, какие он, типа, вам отдал, а какие нет. Поняли? Like, you can only try to mitigate him, and he also compared him to LeBron James, one of the GOATs in the NBA. Kesnet is LeBron James of Valorant. Oh, we're about to have the GOAT debate right now. Do we want to have a GOAT debate? Absolutely. Is it too early? It might be too early, but I want to talk about one of the other roommates.
Леха попнул. Спросил, где ты. Я сказала, попни его. Узнаешь. Леха на фокусе рисует какие-то палочки. Совщик? Ну вот, близко, вот. Эти палочки. Лосточки какие-то. Типа сломал ногу, блин, ломать. А чё, Ток? Ты была права. А чат пиздел. Сама не поставила. На то, что Sentinels выиграли 2-1. Равно, блядь. Часть встречи какая, алё. У меня там переобувка жесткая была. У меня там 2-1 Sentinels, да нет, 2-1 Левиатан. Ну, первый прогноз был самый верный. Sentinels win. РВУ верим, Лех? РВУ 2-0 закрывают? Надеюсь. Я где-то знаю, такое. Что это такое? Персик? Абрикос? Блин, что это? Слива? Это вареник. Я смотрю, у тебя киберспортивный режим, это Ток. Блин, у меня такой режим охуенный был. У меня тоже 2 дня назад был охуенный. Да, у меня 2 дня назад тоже, а потом с Лехой вот эту Америку пошел смотреть, пиздец. Да, ты же самое. В чаты напишите, кто кем работает. Вот взяточник. Ловко что-то. Ленин. Ясно. А там у тебя это угадывание. Да, это угадывание. Лёх, капец сложно рисуешь. Опять палочки какие-то. Знак равно. Это этот полицейский. Штраф. Все нахуй стирает. Надо было через Времени ночную нет, бабочку. Что за слово-то? Платить. Плати. О, сейчас жестко будет. Мадам. Это мадам Destiny слот. Блять. Арт. Слово простое так, немножко с ребусом. О, нормально. Кто шаришь сюда за клетку?
Сложно. Сложно. Мне кажется, я просто тупая. Думаешь? Нет, я не тупая, я знаю. Мне кажется, я в Валоранте тупой. В моментик присутствует. Салат, что это? Листья салата. Листья. Дерево в миске. Дуб, клен. Виноград. Капуста. Я уже фейс-клан хотел написать. Брокколи. Да, тоже такое есть, кстати. Забыла. Я Ксюху угадал. Лучше. Это чел по-другому написал. Брокколи, неправильно. Тоже бывает. Протеин чел какой-то. Это 97 зонер. А, тогда вот так. Не, тогда вот тут вот так. Боксер какой-нибудь. Типа трансгендер? Легкие. Ой. Легкое. Легкая. Ебать в глазах, ребят. Бабы там. Сплит опять. Бля, заебался этот сплит смотреть. О, сейчас. Надо посмотреть. Вообще мапу хуёво как будто, не? Мне вообще не нравится. Какой-нибудь первый бы сейчас посмотреть. Да чё вы за книжку чела справа, блядь? Он сколько лет писал там? Еще раз? Посмотри, как книгу чела, да. Пиздато выглядит. Еще последняя страница заполнена кому-то. Ну это личный дневник просто. Ха, крю такие хотели руки не пожимать, съебаться просто. А что за малыха? Это только. Как ты дёрнул. Ебать, музычка. Че за музычка, блядь? Как будто они проебут, музычка. Ебать, музычка. Разъем. Разъем. А он по такую музыку ёбри выходит вот так. Такие, знаете, типа сейчас налегке вот так сейчас. Лёв, твоя малыха. Моя крошка. Давайте к дефолту какой-то трек, блядь. Папс, нахуя, блядь, сейчас на игре посмотрим, блядь. Ха, ебать, даже точки куда встать. Ну, в Валоранте просто тупые сами не догадаются.
Это они какие-то обосранные. Кому-то, блядь, как сразу я маленький смотрю, кому-то нет уверенности, да, в победе, а те вышли на чили, блядь, такие. Сейчас Ну, у них трахать такая будем. музычка сразу такая веселенькая. Как будто они сидят в Италии и пасту хавают. That's right, you saw it on your screens. Rep your favorite team with Team Крю. Now, we got the maps, we got Split, we got Sunset, and we got Icebox. What are we hoping to see here? Like, obviously, G2 can't do the same comp that we've seen them do on Sunset and Icebox. Yeah, it's interesting. I mean, obviously, you want to go in with a level of comfortability, so Ну, you да, do end up да, going with the Крю. same compositions quite a lot, but they could throw a curveball. I think that's something that you know, we haven't necessarily seen all of their maps so far. So Split, for Короче, я в плюс 36 тысяч улетаю, если они 2-0 закрывают. Со всех матчей. Да, если не закрывают, а если проигрывают. Минус 30. Split has been a map that Crew have А если succeeded просто on Крю in заберет big БО3, moments in the past. плюс 10. I get flashbacks of Kesnet just going crazy on Raze on this На map. Крю. Like all the way Я не back стал to заколю. 2021 champions knocking out Sentinels. Like ancient history. Crew have always been solid on. Пацаны, я еще раз скажу, блядь, я в телеге вам написал, что этот регион я нахуй не смотрел. Ставки фул, рандом, фан, блядь, по чужим колам, блядь. Все что угодно, не моя аналитика, вот так. Под 90% банка ставьте. Это же пешка. It was so good, and that's going to be interesting. Is it going to still be Raze on this map, or do they have somebody who can go double duelist with them? Right, this is something that we don't yet quite know from this crew. So let's see what they do. I think Леха, сделай ставку за поинт, реально, я у тебя поинты поставлю. we'll have to find out on Age of Select. Тупик, стрит, тупик Санса и решающая Icebox. I'm not quite sure, but crew here. This is again Блядь, big просто tough for them, right? неудобно This мне is там чатать. elimination. This is them against G2. We've already seen. I think one thing about crew that Ну, we G2 quite don't figure out all throughout the rest of the отдали season is ЕГЭ it fundamental play or is камбэк there на some Сансете с tactical 8-1. behind it? I think Ну they've да. been getting more and more tactical as the years progress, especially last year's LCQ Получается, and the даже start слушаем. so far in this event. Короче, завел вроде. So I'm kind of Лауда curious, тоже you know, фнатиком камбэк приебали. we're getting there Во, right now. ставочка. We're about to get the Aiden's Только right ставим. now. There we go. Да, дайте на пике посмотреть. Я на кору ставлю. Она выдает количество баллов. А, это сплит первая. Я ж подумал без сайфера, блядь. Но без сайфера сам грузит через ки, о, блядь. Ну ладно, Скай плюс Вайпер метово. Но Скай плюс Вайпер это та связка, которую нельзя разрешать. Если ты берешь Вайпер на сплите, то и Скай надо брать 100%. Потому что можно тут очень нихуя что делать. Давайте 86 тысяч Лех поставили. Но мне нравится пик справа. Больше, чем слева. Больше, чем слева. Конечно, с другой стороны, там сайфер есть. Не так приятно вот так заходить на там. Ну, Thrilling to see the Встаёт the жестко. synergy with what's going on there with Crew. I'm gonna be honest, my flabber is gassed and all. I don't know. It's a little weird, but Пахлач, ток летает, I'll ток trust снова them. доливает. Interesting to see how this all plays out. I mean, regardless. Надо реально такое сделать, послышь. Ты уже писал. But you know what? We are ready for our third and final Попросил кто? elimination match of the day. So Да. we need to throw things Не over знаю, кто-то to в чате our писал. actors, Riot Пах, а ты потом спадешь, или мы рамки для на характере? Мне в 9 работать надо. Скажи, приболел что-то. Там такого не получится. Не, тебе звонят, Пах, ты говоришь, Крю приебали, мне похуй, они придут. А ты ставил, Пах? Я не ставлю. Я смотрел фильм «Игрок»? Да. Я не игрок. They have to break that streak if they want to stay alive here in Kickoff. Split. Our Залил first map on 2-0 this на one, and we G2, have думаю, got some залетит. Бро, interesting 100%. comps. It is going to be a big Рабочая. change up from what we saw from these teams last time. Yeah, Kesnet coming in, no raise here Уверен for до Crew. конца. He'll be on the jet and he'll be getting active early and often. Бля, вообще не говорит, Крю играет ебаный. Я просто вижу, что у них лустрик ёбнутый. Ладно, человек тебе братик есть, правильно? And this is that new style of Crew, where they're really heavy on these slow defense. Зато инста сделали Setting сетап Kesnet in weird spots, and that's probably why we с see him on the камерой jet. на Yeah, девятке. Kesnet is Прикольно. the lurking duelist. The only one По дому allowed на to do флешку. It's not your solo Q Reynos, folks. Но Kesnet will just go get stuff скрытый done режим, on он. his own, and the way Crew call around it is О, so так флеш perfect. Waiting пожирает. for him to take space and Папа get on снова edge. Now the 110 доливает. mark.
Да Лёха снова заливает. Это наш папа. There's a little trap play and B haven't set up off that. О, это хороший разворот, здравый. Здравый разворотик. Там просто трапу сломать все. Ну, хаешка неприятно ебал всегда. There's also На кору options for ставил. G2 to flash their way out of А? heaven. Jonah P has На full кору ставил. utility, so Leaf and Jonah P could get some serious damage done if Crew try to У commit меня to the баллы site. стоят на первую карту. У тебя баллы можно на деньги обменять? Flash prime, they'll contact up to Да, конечно, один к одному. Я видел у стримеров, можно баллы на деньги менять. Yeah, G2 are going to go ahead and take ramp, and check this out. Crew are taking screens control, so they're willingly giving up ramp and pushing 3 players over into screens. They can take so much control over towards heaven space late in the round. That's where it's planted for. Они просто сейчас стояли 3 под Б и 0 ротации делали, потому что челов нет инфы просто. Бля, они еще и КТ забрали. Вот это вам, блядь, не долбоёбы из левиатанов. Тут сразу люди КТ сдавили по-умному. Они в пункту стоят, дрочат. Челы вообще не ретейк. Не, это вообще чё? Не, блядь. Вот так. Может сразу перматч ожидать? Лёх, продаем. Парни, белкуем, продаем. Что, гоните? Парни, ебите, я верила в вас. На кого я поставил, бля? Охуеть, они все идеально сделали. Просто человек крестик не мог завести. Вы что, гоните? Че успел не может убить? Так, я мифканула только что за то, что хуёвый сетап без инфы они выиграли. Я дальше продолжаю это делать. Чаще для меня, как я и говорил, ключ тир 15. Миша, я думаю, шарит. Я тоже рассказала, Ты про Чига говорил, ждут он. Нет, про них я не говорила. Я даже не знала, что они играют. His comp with the double initiator really lends itself to that style. They can do a lot of early scouting. It also is a little bit less Егор, punishing because Cloud can use those 5-5-2-2. flashes early Это on for info. больше КТ мапа, но сейчас на самом деле 50-50. Сейчас как будто на самом деле мету смотришь, и как будто это даже Т-мапа. А вот и 1-1 походу подъехал. Ой-ой-ой. Да нет. Нет, тяжело чисто. Crew would need this kill over in Mail to have a real shot in this round. You can see they're running down Valen because they were Кру грамотно кэф набивает, что мы сейчас на них залились. Правильно, это всего лишь пистик. Есть тычинка, лепесток. Третий, четвертый раунд закрыл. Это уже вышел цветок. Хуя, это что такое? Что за песенка? Это детский класс 402. Смотрел такой мультик? Это просто маленький. Для алдов. А остальные что? Наебайте. Как кайф не изменился. Мне нравится. And now this is where Crew need to come online, right? Crew's comp is weird. It's funky. You don't see stuff like this every day on Split. You're always seeing Rays. You're usually seeing some kind of a Sentinel, you know, like the G2 comp heavy stall over on their side. But with Crew, what I think is their sort of read on this map and also how they like to play with Kesnet. They love to let him go do his own thing. So playing for early inserts, whether that's up ramp with a dive, like maybe they could set up here, or into vents, and then freezing in the round, allowing him to feel out the space. I think that's the move for them. Ебать, обосрался, не побежал дальше. А, попал? Да, нормально, нормально. Да, нормально. Ну, бля, зато не сдох. Бля, хотя бы не сдох. Нормально, хаешку вытащили, все вытащили, там фан за 9. And versus the previous cards we've seen from Crew, no second dive agent Ретейк means разобран, it's парни, always that играем в full ретейк. investment besides Kesnet. С победой. Into mid, they're just going to wait for the stall utility to fall now. Yeah, resetting into mid here is interesting, especially because G2, they've taken so much control over towards A ramp. Mid really is a Ебать, у gap. меня чайни вот втроем стоят. Думаю, сейчас ебать они из смока выйдут. Да, возможно, типа, знаешь, будут ретейкать рампу чела For опять. Jonah, no one to swing off of it, but somehow Leaf is falling on the other side. This B split now open for business. Побежал. They can contend with Jonah Ага, and he's там, taking down a big там kill друг. through. Ебать, не Астра жестко как смоком засейвил их. Ну да, они вообще не ослепли. Beds we were talking about, Kesnet loves sticking around. А, и походу, как будто он знал прям, да?
Пробивка увидел, думаю. Изнит справа, блядь, стволил. Алёну Ганта будет можно? Пола не висал. Я там чел её нож достал после килла. Бля, парни, мы их ебашим. Без шансов. You know, if you're any agent that has no use left, you're probably the one that wants to take those early fights, just like Kesnet latent around there too. But again, you cannot underestimate his ability to find space on his own and pick up kills. That was the main reason why their series versus G2 is so competitive. First rifle round now, and Crew again gonna contest some space over towards B main. Yeah, except this time, it looks like Net switched his setup to hold over on this B site, and there's a trap play ready to go. Breach can set up a fault line there to play very nicely off of that ramp's control of Leaf and Valen. G2 loves these trap plays, and playing a new map that Crew doesn't have tape on does give them some advantages for using those setups for the first time. Yeah, this is the thing, right? Neither of these teams have played this map just yet. In the first series they played Sunset. Бля, ну это у Крю хороший пик. И Астра, и Вайпер, бля, это очень больно. Сейчас трап нету. Вообще нахватил, блядь. Там сейчас кол пойдет, то что не запушили, давайте играйте, чтобы сплит, наверное, будет. Чё, может перебирает, ходит. Yeah, just a bit of a jiggle. Что за Again, this breach has repositioned all the way back to spawn, and there is a fault line still. Лёх, хуй ты не комментишь. Вот ты действуешь, закомментишься так, что охуеешь. Will he go up this rope here? You can see him right there. There's a fight on the cards with Valen very, very shortly. They're causing pressure in B heaven so that Kesnet can look for this timing. But Trent is just taking down 2 towards heaven, and now Kesnet has to run back and try and recover this spike. Maybe a little too committed, but he does have that spike not for long. Great spam out of Leaf. Shy is alone in mid, and this round is chalked. That's one way to call it. I mean, Драка Trent just Малфоя. locking down B heaven. That was Просто absolutely белого perfect. And подбрить. realistically, Crew weren't expecting a fight сюда. as aggressive. Their read on G2 is G2. They play in their spawn. They play pretty Чё, chill. вообще просто он долбоёб? Он очень на фокусе уходит. Просто им похуй, блядь. That forward fight to be coming to you. But the fact is, they both fall, and it ruins Kesnet's opportunity to find that timing into A. Maybe another one of these fast A ramp pops. Kesnet just playing at that barrier. Trying to find that opener. There is a counter showstopper ready to go though, so Так. if they overcommit too much on Делаю Cree's side, сетап that второго. can come in very quick. This 1v1 is going to be so impactful for the round. Kesnet up ramp. Занимает компу под флешку, надеюсь, сейчас чел не обосрется. Ой, ой, ой. Can they fight for more though? Valen is up for the trade and finds his, so a reset on the round here for G2. Tons of utility sent Размер out there 1-1. from А Melton, зачем both the suck as well as зачем the туда stun back to hit the Лиф second опять player. идет, если он Gives Crew знает, full что control челы of так ramps, but рампу this is a situation where тейкают? Crew play their rounds so Ну, well. Да, они до этого столько кнопок не тратили. По-моему, не тратили до сотки. Опа. Браток прикрывает, бля, повезло. Ой, ой, блядь, плохо, ой, плохо. Скай на мидл срочно, врача! Врача нахуй! Ой, ебать его ждет. Вайпер читает, Только не отвернись. Браток. А на фокусе. Драка Малфоя. О, блядь, на радар посмотрел. Подстричь. А, На радар сюда. посмотрел. Шляпу распаковать. Сюда инфа по всем есть. Куда пойдут, куда пойдут, куда пойдут? На брича, очевидно. Танчик, флешка. Ты вот Разворот, так, поворот. на сайфере этот. Опа. А когда есть чем закрыть? А, звезд 0. Пизда, один отъезжает минимум. Всё, фон А, пошёл, забил, молодец. чел. Ой, бля. Хороший это. На нас, наш который Лёх работает. А Бридж даже не ждет! Чё? А Бридж даже не ждет под 9! Чё? Кто на Кру поставил с победой. Ты видел, Пах? Смотри, вот Сайвер дает инфу, они под 9. Он, ну, не убил, закрывается. И Бридж выходит так ебал, смотришь, что вообще не чекает под 9. Чё такое? Чё такое, блядь? Нереально. Посмотрите, как Бридж выходит. I was a little concerned for G2 after watching their previous game when they were Хуй playing a little знает, bit slower in the early они rounds. вообще что потерянные Space нахуй. in the mid rounds is a very promising sign for them. Опять то же самое делают. With the showstopper. Опять там же Лиф стоит. Да что, придурок, что ли? Он думает, вот сейчас? Блядь, придурочный. Обосранный, блядь. Он бы сейчас опять минус нашел. You see the little А там util чел на combos яйцах with this пикать comp. идет.
Жестко. Lots of early stuff can be invested to try and get Kesnet up on a line. This time it fails, and this means no dash. Crew's gonna have to play this round so slow. It is a huge win for G2. Еще меньше пикселей, возьми еще меньше пикселей. Ну, реакция 0.0.0.01. Еще меньше было пикселей. А что они джетку подоставили? Нахуя? Люрк заходить, типа, редко люрк никто не ожидает, это же бразильские страсти. Что они хотят? О, а сейчас плита, это нормально. Это ненормально было. Вот здорово. А, непонятно, непонятно. Бля, посмотри, как G2 обосрано. По факту они обосраны стоят, они всю карту отдали им. Всю карту им отдали, делай, что хочешь себе. Вот реально, вот с такими челами сам бог велел фейковать. О, смотри, породой, ебать, у них фон, ебать. Ну, это еще пик крю. Посмотрел софа, как они играют, ну, типа. Блять. Бля, вот попал нормально, Савика. Уебище. Опа! Да, бля, Лиф мой любимый герой вообще. Ой, герой. Игрок. С детства за Лифа. Время, вы чё? Нет, тут что, тут просто битва говна и мочи, блин, намечается. Лёх, на кого ты поставил, ё-моё. Битва говна и мочи. О, кстати, у КТ не очень хорошая экономика. Ага. Ебать, они наги бегут. А где смог КТ при таком перетяге? Хоть что-то, блядь. Там ни смока, нихуя не было. The first few showings from Leaf, they were okay. They were not может объяснить хоть. Не знаю, просто они прикольно за кварт играли на Kickoff. Really find a different position on the team than what he's used to. Yeah, back on Cloud9, he'd get 2 flashes on most of their comps, maybe even 3 back in the day when he was playing against the guard. Yeah. The 2022 days Тут now, это местные they're playing so many. G2 in all of their games have played double smokes. They're a heavy control team, and it's really up to Leaf to take his fights more often than not on his own. Вот сейчас 1-2 проебут? Ч.2 лиги вышли. Прикольно Ч.2 играли. Лёха тоже прикольно на Ч.2 играл. Так, ну тут как будто у Крю, у них один ган, но даже 2. Как будто они могут что-то сделать. А как будто нет. Это не это рампу идут. Хотел. А, там чего Да нет, там станы, трапы, блядь. Бля, просто спрей обосрано. Мне не нравится. А что за смог? А вы не хотите убить его? Смог жесткий. Only 20 seconds left, and G2 already fully into elbow. He's just overwhelmed, and Melzer, just a sheriff, can find a shot. But cannot find the round. 5-2. G2 starting to pull ahead on this defense. Crew put a bit into that one too, even on the half buy. Что есть у Крю? The cosmic divide to see if they could Вот get такая into the side. есть, ульта Вайпер, надо реализовывать. Is they need to get this fault line out of the hands of Jonah much earlier in round. Америка, брат, не понятно. I don't believe he's just been Вот этому человеку я доверяю полностью. when they slowly creep up and eventually. Если Крылу первый проигрывает, надо на общую доливать. Сейчас пауза и... Тренер высоколет. Парни, может так и есть. Все было фаста. All coming out through heaven, they didn't really have any main pressure. And that just means that the fault line is going to own you. That means that the smokes and the stall, the choke stall is going to own you. Просто босс. Просто вообще, что вы делаете? Это наш пик. Можете уже начать играть. Я помню, как менять коуч поставил паузу. Говорит такой. Да, Ванёк, что у нас тут получается? У игрока спрашивает. Timeout comes to a conclusion for Crew. Still plenty of rounds to turn this attack.
У нас был коуч, который ставил паузу, и первые 10 секунд он спрашивал, что они делают на карте. Вот такой вопрос мы задавали. Мы такие просто сидим обостренные. Ну, они типа занимают то-то, то-то, то-то. И он такой, ну и что вы должны делать? Типа мы сами на свои вопросы отвечали. Он такой чисто навигатор, блядь. Знаешь, это коуч, который лайф-коуч такой. Мотивация чисто. Найди в себе силы. Короче, мне еще рассказывала, ну, тиммейтка моя, у них до этого коуч Ч.2 был, и у них были допы там 15-15 или там что-то такое против эсэндов. И они заколили паузу, и чел им говорит, ну, все хорошо, но не забудьте дать молик Лекси, когда уходите. И все. Просто больше ничего не сказал. Не забудьте молик дать. Бля, она это до сих пор вспоминает, просто постоянно говорит. Прошло уже. На трапу. А, и в трапу дэшнулся. Они под Сукаё? Нажали. А, там антикей играет. А, сюда можешь, я. Сюда. Таких фармят. Ну, просчитано то, что они под ульту Кайо куда-то пойдут просто и все. Ну да. Я думаю, они куда пойдут. Как будто с крайней вообще читаем. По мне лучше сплит играть, типа там сплит Б тоже. Потому что прямой это вообще как будто читает пиздец. Вот такую вот реализацию ульты Кайо нам показали игроки команды Крюм. Прошло не очень удачно. Но попытка не пытка. Много развить блок ганфы. А весь реально сводили с Крюм? Да. Сейчас я им читаю, что за хуйня. Я точно не знаю, сводить или нет, но он там как-то с ними замешан. Да, смотрели. Я смотрели Димон. Такое лучше не смотреть нахуй. Ну не, это регион я вроде ебал. On this round, like what side of the map do we want you on? Because they gotta move quick. And if you know a team's gonna be good at that, it's G2. These boys have been together for ages. Дим ставил на G2 Крюм? Since the Stone Ages of Valorant, pre-VCT Americas. 2-0 ГД, мой мальчик. Я тоже так хотел поставить, но у меня тут денег в чате. Ну, очень долго осталось. Я в тебя не сомневалась. Just full melee. Thankfully, we've moved on from that, but Cyphercam again up on B. And with no pressure in mid, it's gonna be pretty tough if they just want to go for a hard reset here. Crew has been getting carved by net on these sites. Yeah. Just trying to bait out, again, early utility, the fault line, but hey, fault line, still up. Breach ult, still up. Good luck, folks. That was not good enough to bait out any of those abilities, and you're walking into the op, just like I was talking about. Perfect position from Leaf, and he gets out no problem. Great escape from Leaf. There's even still a trick there late, so they have information that Leaf can just rat off of. They planted the spike in mid, which is a really unique strategy. I don't think it explodes there, unfortunately. Pick it up. Alert from Melzer into A main. Oh, and his shoulder showing there from Jonah P. A bit of a mistake. Punished by Klaus. Это что такое, блядь? А там Мелсер вообще, по-моему, понимает, где он находится. Он вообще пиздец, на стритфол бот играет. Он как будто вообще не тут, нахуй. Он как будто чекает что-то, понял, на втором мониторе, может, сериал смотрит, сидит. Коэффициенты чекает. Фу, батьё просто. Они такие есть. Просто мясо. Бегает. Ребята там тоже первый шанс перебали. Мы потом ебали. На сенсацию жесткий у этих. У G2. I think to me this is really showing how much G2 learned from that first game. It's a different map, but they have such better protocols to deal with a team that is always contacting around the map, always playing hyper slow. And those protocols are taking space on a ramp in the mid rounds and also now they've got that up back in mid once again because it's so effective and it's almost traps Crew into this B site. User was moved to your channel. And broken on B. Hello. Алло, здорово.
Still that breach full utility. Пиздец, я нахуй ревел на Левиатан. Я плакал. And now they have to like use their dog in mid, which is okay, but they also use the knife. And still Leaf is jiggling for a bit of a fight there. So 40 seconds into the round. Space taken in mid for Нет, я думаю, просто G2 они рассмотрели свои ошибки и поняли, что камбэк 8-1 больше не отдается в их жизни. И таким игрокам, как Мелсер, Шай, Клаус, они не будут давать камбэк. Это классно, это Клаус вперед. Клаус. Просто реально. Бля, вы знаете команду в доте, которая показ играет? Которая? Название скажи. Бля, я не помню, там... Короче, там такая же тема, там походу там вроде такой же регион, там типы играют каждую игру на керри. Ну, они фулл саппортят керри, фулл вылизывают, там выходит 30 конфорс, все типы по десятке. На 40-ой. Я пытается 1 в 9 выиграть. Вот тут такая же хуйня на самом деле. Они все для джетки делают. Double satchels, a nade. He's gonna try and go for it into the pit. But surely he doesn't have a shot at this one. Бля, если они сейчас одну карту хоть заберут, я реально пойду за УП все оторву. Не, Дим, я тоже захвалила эту зону. От камбэк опять 7-2 сейчас. 7-13 верим. Такой не раз, как говорится, видели. Правильно? Правильно, Пах? Да. Ну, только там, Лёх, посмотри, там вот Кайо 1.9 хуярит, МТС нахуй зашел, чисто провайдер. А чел на 3.8 вообще не ножом бегает, он просто его убивает, а у него глаза все время в левый верхний угол, понял? В радаре сидит. Может, они радар купили? Сидят с радаром хуярят? Блин, показалось ли он кофе взял, мне рука тряслась, блять. Я за чего выскрю показываю, по-моему, рука тряслась. Ебаный ты рот. А, на Америке такие вот камбэки, это, ну, в порядке вещей, помним. On both pieces, paint shells, how much Великий damage can отсос we get? Leaf Мелзера. instantly floored. Still, there's a Здорово. 7-5, пистолетка, 7-7, как где хуй. Not at all, especially on how aggro Trent. Димас, тут очевидно закрыт 2-0. Ты что, не знал? А сколько ты поставил? Я на Левиатан 60 ебал нахуй. А ты нахуя на такой регион столько ставишь? Ты что, голова? Ты чего ты на Европу столько не ставишь? Да это пиздец очевидно было, ты понимаешь? Они должны были это выиграть. Все, что касается Америки, я тебе так скажу, я в жизни столько не поставлю никогда. На самое очевидное матч. На 1-0 капельки я не поставлю столько. Типа 4 бомжа с улицы против Сэндлерс будут играть, я не поставлю. Не, я чем руководствовался? Вот целый турнир, да, выигрывает дохуя фаворитов, и там раз в 3 матча выигрывает типа 1 андердог, там 1-2, ну ладно. Выиграла 2 андердога, ЕГЭ, Мибры. Опять 3-й раз выигрывает андердог, блядь. На Америке это дефолт, Димас, я хз. Так я смотрел, понимаешь, я отталкивался. Первый. Он ТС убил, типа, нихуя себе. Димас, стой, фон есть? А чё ты стой? А чё ты не поставил все на кой, допустим? Не? Я... Сначала с кой ликвид. А ты на ликвид поставил? На 3-й, да я... Не, да я хз, не, ликвид обоссанный. Мне не нравится, как... Ой, ебать, мне не нравится, как Энзо там играет. Да сейчас все его машнят, я уже понял. А он по скиллу вообще обосранный. Плохо пообещайте, Все, проебали. Ой-ой-ой. Браво! Браво! Анкара Месси, Анкара Месси. Анкара Месси, бля, Анкара Месси! Агуэро! Месси! А, ты на круг поставил? Да. Wow, Shy is so sick with it. Лучше бы на 2-0 Фнатик поставил, Димас, 1100, блядь. Там кайфик 2 был в начале. Там, конечно, Лотус мог баг случиться все равно. Я лег, я не смотрел, я лежал в ванне, думал, ставить ли сегодня вообще в целом? Ну просто 60-ка будет дохуя, да, для Америки. Да, я
Да я ебанулся, это вообще долбоебизм, не должен был столько ставить. Ну просто это регион бомжей. На Европу я бы любой матч типал, я ты столько поставил, пох, проебал бы даже. Но на Америку это вообще, блядь. Димон, ты че, едай самокату в голову ударил или чё, блядь? Ужас просто. Да не, я хуйню сделал, понятно. Ничего, ты играешься. Не, я на них тоже поставил, но не так много. 10 на 2-0, 10 на общий. А G2 паузу брали? Вот после этого раунда нужно. Тогда может перерывчик будет, ну типа с моей стороны. Ульта Кайо, Да, не на троих сейчас пойдут. Анкара Месси, Анкара Месси, Анкара Месси, Анкара Месси. Да, на троих выйдут. Прибавил. Значит, выйдут, они даже не в саде стоят. А кого им ходить там? А смог это в этот раз лежит, спасибо, блядь. Хорошо, Анкара Месси, Анкара Месси! 7-6, давай. Ай-ай-ай-ай-ай, Анкара Месси! Все попрятались. Мудак, что ли? О, Анкара Месси, там никого нет? А там в спине что-то, в спине что-то, в спине что? Пожить, пацаны, пожить. На, Анкара Месси! Лех, едем. Анкара Месси! МТ срубает. Пистолетка как нехуй. Билайн бьет. Ты на первого доставил миллионера? F4 все поймали? Совсем тебя миллионера или только на меня ламба? Ладно, Димас, я не такой въебал. Я въебал 130 тысяч или 140 на Нави. Я еще с кредитки их депнул, как гений. Но я подумал вот так, такой не проебать. Был матч, Димас, где ЕДГ Нави. Когда жмых, компания там 2 в 4, 1 в 3, 1 в 4, и там вот таких раундов чела дали. Когда жмых на беде авик сейвит, убегает КТ. Ну и люди вот так раз-два распекали. И упали, и он раздефал бомбу. Это чё, я просто смотрел, у меня кровь из глаз была. У меня, я помню, в КС какая-то хуйня была, там вообще пиздец. Какую ставку въебашу. А потом нахуй. Яйца попадали. Блин, мы сегодня опять без еды. Папа снова доливает. Анкара Месси! Тебя отправляется. А что, там закрыт только, ты не слышишь? Ну, по-моему, да. Нормально, давайте, притопите. О. 7-2, чё могу поменяться? Что, блядь? Что там по магре игре засрали только что, это Джонс. Крювин, вот это нормально твиты, давайте. Что там G2 срут по магре игре? Ладно, все тоже твиттер не запостил. Кстати, реально, тоже писать, ебать, это реклама. Шисак бол, собака кровь. Не-не. Могу спасбот написать вот так, запостят? Да, подбанят тебя. Бля, но все равно вот тут... Вот так смотришь американский матч, сначала одни так играют стабильно, потом начинают сосать резко, другие играют. Да. Кого-то и в Европе нет такого, ну, скилл-гэпа, что ты типа... Ну, если одни и будут, они так и дожимают чаще всего. Там на другой карте, окей, челы могут взяться. А тут такие вообще американские горки, блядь. Хуй знает. Пистолет, ты понимаешь, что после пистолета боишься, что типа в его тека. Ну да, тут вон. Стака. А, Джет говорит соло Б. Вот так говорит, сак тебя бомжи, слышь, я один на Б. А, они стягиваются. Хорошо. Димас, ты рад, скажи честно? Ща, подожди. Ой, это фейк Б сейчас будет. Так Джет говорит, да, стоять, суки. Ща. Стоять, суки! Они устраиваются. Нет. Отстаются, они знают, что фейк. Надо ножом проверить, бро. Откуда они знают, ничего, вообще бомжи. Ну там никто не... Там радары, чего? Опа-на.
Все, спалили. Проверили. Что происходит? Это что за хрень? Победа. Захаркать, захаркать! Харкать! 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 Все спину попал. Харкать! Харкать! Молодец, Мелсер. А даже что ластры убивать, все, проебали. Пойду отчасти по сука. And this fake utterly dismantled. Yeah, that was sick. Let's Crew go. not falling for that trick at all. And I actually liked it because you kept spotting it a few times. They kept wanting to walk into ramp, didn't commit into it, and now Kesnet is out for a flawless. 0. Kesnet coming online in the 7-13, second закройте half. их и заебись. A dangerous proposition. Пах, потом на радость сигнал, походу, большой You крепит. thought a raise could opt. Raise is good with the up, but the А ты что, спать хочешь ложиться еще планируешь? Oh yeah. Мне кажется, я не посплю в этаж под новичка, понимаешь? А что тебе надо работать? Ты кем работаешь вообще? Я? Да. Камера. Кем? С камерой. Это камера, правда. Мы в таком месте работаем, в одной конторе. Да. Я типа только регую на всякие вебкамы и так далее, понял? В этом разгоне мы работаем. Менеджер мой. They can really vary the pace in a way that Понял. For sure. Really what I'm curious about is how does the KO knife affect things? Like if it comes in mid-hit, that can cause a lot of problems for if your duelists out there and all of a sudden the flashes go offline. Анкара Месси, Анкара Месси, Анкара Месси. The Viper orb is up. Tough getting back into Да, that. вот то, что они Б отдали, мне это вообще не нравится. Ну, бля, еще, видишь, как не трап, Лёх, нихуя нет. это как в ранкете, понял? Блядь, Б никто не идет, ебаная джетка бедная. Да, это я на джетке, это я на джетке. Очки не идут. Мусор. Поди, блядь. Все, мы их ебали, Лёх. Ну, не продай умно! Или кто там у тебя? А, это... Её. Поэтому чел с девятки нахуй разуплил. Ага. Майка не уверена. Анкара Месси, Анкара Месси, Анкара Месси! У нас типы всегда наплевали, Лёх. Да это как всегда, Пах, кого ставлю, всегда на видео. Пах, знаешь, в Америке надо благодарить за то, что раунд взяли. Ты не понял, что? Как фул блоки надо благодарить, что раунд взяли. Мега понял. На нахуй. На нахуй, на нахуй. На нахуй. Димас, вон есть? G2. Я Месси под дверь срал. Бля, ну 60 это... Что-то, блядь, да. Дал жару. Да я так смотрел, как будто они должны были выиграть, но все равно это Америка какая-то ебаная. Они там, конечно, заливают только так, блядь. Может, пацаны на Шрека возьмут? Они опять бы в отдачу ебашатся. Они прям уверены, как будто, что они в Б не ходят. Wow, the timing on that could not have been better. They have a molly ready. They have a flash on the other side. Какой-то будет жесткий выпад. Анкара Месси. Бля, они сначала Астру убивают уже. Алло, этот бизнес-вопросы решал. Безусловно. Как бизнес там? А ты нам скажешь, какой бизнес-колл тоже? Там мальчик или? Ага. Да, да. Мы все там любим бизнес-колл, правильно, чат? А мы токи благодарности. Токи токены вот так. Давай. Тусайфер не читается. Да он сейчас выйдет в смок, нахуй. Мелсер надо до конца контролить, бро. Он же выйдет в смок. Ну да. О, Астра хуёвая. Да не убьет он. Почему ебал да? О, нихуя. Да это нет. Лёх, проебали. Это я специально говорю, он когда говорит, что он не убьет, нахуй, он убивает. Такое уже было у нас сегодня с Лёхой, да, Лёха? Да, у нас с тобой что-то не было тут. Не, Лёха. Что еще было? Это чё вообще жестко в чате только за Г2 тоже на 2-0 поставил Диман, как ты. Мишанчик. Миша был. Миша был фор. Мишаныч? Миш... Ну, Миш, короче. Мишич. Мишич, да.
Once О, again, правильно, it's куски just дерьма, the нахуй, rank. куски дерьма Да, ебал. мои мальчики, Ты не должен выигрывать, нахуй, если ты играешь только на джетку. Нахуй идите, раки. Clearly be over market. This time, just selling it with the flash, which I don't think Crew are gonna. Бля, ну джетка, конечно, вместо рызы тут на сплите. Прямо Б буду делать. Как будто рыза такой must-have Готов. здесь. А, Как будто все сначала на Кайо, если да. Найф не потратит, и кинь того. Он бывает, проебал называл уже, проебал всё, уже. всё, отдыхайте просто. Нет, тут сосалка есть, флешки, Кайо, молик. Есть джетка наебала прыгнет, есть джетка наебала прыгнет. Джетка наебала. Понятно. Там вообще дебил. Лив, наш мальчик, наш Тише, там джет, Чел джет, соло джет. по девятку спрыгивает. Джона, и И Лёх, ты не туда, мне Тише, кажется, тише. поставил. Тише, сейчас джетка идет наебала прыгнет. Ага. Я на него дэшните просто обосрётся. Поставил трусы Да, бля, на коэффициент 3, поймал. Да им тяжело играть, блядь, ни инфы, нихуя нет, блядь. Нож не дал, все, блядь, поебали. Какой инфы, нихуя нет. У них Кайо, Найф, и собака, и флешки, и Скай. Ну не трап, я имею в виду таких камер, чё, блядь. Если ты этим всем не попал, и челы просто задоджили, все, идешь нахуй. Слева пик там вообще ноль инфы, кроме Сайфера и вебки. Вебка норм. Ну и трапа почему? Те же их надо ломать. Чел В нарисовал, видели? Наш слон. Танчик, Прям все командно. за 6, да, если голос похож. Бля, они уже не раз 20-х говорят. Потому что он также разговаривает с таким типа чилом. Да нет, чё? Вот так вот. And now checking in on those guys, по 3 кайфу, Phantoms, обычно. a Bucky for MTA. The Bucky's getting some love this tournament. В ранке And не on так KO, встречать I feel like людей. I've seen it on so many KO players this Я tournament as выиграл. well. 5 мажоров. Надо в Валоранте своего фишмана найти. Solved. Valorant is so easy, maybe. That's so true. Heavy setup towards A from Crew. Да, не знаю, джетка вместо рызы такой себе, блядь. Ну такой мust-have на этой карте. Ну, он, наверное, за рызу не умеет играть. Да. Охуенно, не прикольно сплит, блядь. Не, ну он умеет, но не так, как на жетке. He's all the way up there. Crew did this a lot though in their series versus G2. Так они не выигрывают, если он на резе играет. Их тогда Опять просто какой-то всех среднячок ебашь. Ебать, они опять угадывают, походу. Не, пистолетку делают. Чел, сейчас Чего? О, Че, ебланы? Понятно. Бля, ребят. Пошел. Давай, правду свою джетку чучело. Раз. He'll get away. Pressure will soon come from heaven. Does he know about Leaf? Now he's aware. Kesnet out of the sight. Лив, дави его. Да, ушел, обосрался, ушел. Ладно, ганы подобрали. Чел делает. Стенка астра есть, ебать, стенка астра есть. Они чела не зачекают трех девяток. Ну, не знаю, по нему инфу. Кого-то вот сейчас ждут. Смотри на астру. Да, он же был там. Они не слышали, что... Пожалуйста, выиграй дуэль. Выиграй! Найс. А что-то есть додать? Что-то есть додать? Ребят, Да нет, это просто скилл Г, блядь. А ты мужчине кровати Ну это скилл Г, блядь. Там чего просто скиллови. Все, кто ставил G2 2.0 по наводке, карта... О, Оля под баннером, короче. Ему кидайте. Oh, it was amazing. I hope Go you see skip that. him. Obviously, Trent was able to get a couple at the start, but it's this finish here, the 1-2 duck and dive. That was so nicely played. Again, swinging back in after Net got that first kill. And I love how instant Я даже по лбам их помнил. instantly they're smoking, they're getting ahead of any timings and being able to still set themselves up an advantageous post fight. I think that also goes back to comms of knowing that they don't have a sky flash. So Не, сейчас пошел, будет такая хуйня, пауза. All it takes is Valen saying, I got you. Что-то меняется, коэффициенты проверяются. И идет переворот, революция. Из них 30 не дропает, то они ему вот игру. Да, там все скрю такие. Все, блять, выпускаем вместе. Быстро нахуй иди отсюда, на Реально, прикиньте, весь садится играть, вы охуеете? Зал выпрыгивает нахуй на чеканке, как начнет по монитору хуярить. Как ты на астре, бля, вышел отсюда. Быстро встал и вышел, я тебе говорю, нахуй. In their defense,
been a lot of ecos, been a lot of bad buys. So now that they actually have the money to full fight here, should be better suited. And to credit G2, they have not been Да, вместе доказывают во втором тайме. the way they were in this Кто last там match. ебашит? Парни, вы заебались так и 4, а вы что, ебланы? Они туда не ходят. Aware of all these late rewraps from G2. So that's not where G2 are winning their fights in the post plan. All the time, you know, net one hits. Они опять тяпты играют, это пиздец вообще. G2 are really Чем ретейкать? Чем ретейкать? aggressive moves from Crew, abusing that overstock that they have and not getting dominated by Kesna on the other side. Last chance here for Crew. They lose this round, their money is broken. They'll have the loss bonus to maybe scrape something together. A real chance in that retake is excellent. Nice flash from MTA. Можно так проверить. Да нет, да просто был фаста идти, и всё. Нахуй эта рампа. Им нужна. Чел делает такой себе. А нахуй. Ваня такой голос. Как эта пауза работает? Что был закольно? Нихуя не знаю. Просто там чуть сбивается. Просто они вот так закольно, бля, ребят, в этом кайфике уже нормально против нас. Пора. Можно играть. Конечно, вот так пора. Ой, чел Вен пройдет. О! Куда ты прыгаешь? Выжить всем, пожалуйста, денег нет. А что думал атаки? Ебать, там миллионеры играют. Может, у них спонсор есть, а не у вас, блядь. Они на 2-0 на себя поставили, понятно, они миллионеры. Keep hunting for your ones here, and those ones are being given to him. Jai's gonna win it though, no problem. Big round there for Crew. У меня теперь в голове песня за всё. Роналдо спонсор G2, если что. Роналдо спонсор G2. Да? Я All просто right, так so the big спизданул. difference was MTA. MTA just said, I'm gonna start flashing through and fighting on my own and really dismantling the ramps. I feel like when you watch Crew, there's kind of a switch between new Crew and old Crew. New Crew, slow, Каралья, каралья. alongside the map. They're playing really proper Valorant, sometimes too much. А G2 паузу ставит, а если сейчас раунд въебывается, это очень плохо для них будет. Паузы уже не будет. Анкара Месси. Разве? Makes them kind of dangerous to play against. Я не знаю, на вторая, наверное, будет только. Там же, по-моему, на матч дают сколько-то пауз, не? Там на сторону по 2 паузы вроде. 4 паузы. Ну, они вроде... Нет, это 4 у КРУ пауза, а у G2 2, чтобы честно было. That would be the easy fix, but that's assuming Crew don't make any pivots in this round, and that can be a hard thing to do immediately coming out of a timeout. What is nice is Или while they две. don't have a sentinel, Ебать, я double что-то initiator, they задумалась. can be pretty mobile in where they're setting up, because you can stack я за towards сторону one side могу. and then re-clear with the sky flashes, with the KO flash and Kesnet following it up. Опять or just идут с Kesnet этим. walking into А тут space. там 3 типа, да. Вот типа будет демку потом смотреть. Там чел залагал на спавне Ебать, они читают опять их. Кизнет надо рампу пикнуть и 5 убить. Блять, нахуй вы пошли рампу. Я же заколил вам фаста, вы такие тупые. А чел на джетке с авиком ебет? Или типа на ганах такой батя? Он с ганом за сторону играет, он совет не играет, по-моему. Охуенно, бля, а авик за кто чё, блядь, миф? Ой, ой, все. Охуенный кол. Ой, пиздец. Найс. Едем, едем, Лёх. Анкара Месси, а ты поставил пак, что ли? Ой, я у тебя эти поставил. А? Ты сказал, типа, у тебя можно обменять один А, балл один, за да, один рубль. походу, один к одному. Кредиты называется. Лёхи это, если чё. And this just changes how G2 have to play their round, right? You're down. Что тут G2 с хуйней начинает страдать? Не, они прям, да, фул обосраны стали. Кого-то нет идей, нету плана Б, знаешь? Если их разворачивает. Это вообще странно. Регруп под мид. Да, они медленно хотят винты отжать, но пиздец, они время проебут. Я сплетал нормально кол. Да, хороший в троих. Ну да, там посмотри, где Сайфер пах. Ой, бля, ой, бля, ой, бля. Достань молик, отдай. Давай, Анкара Месси! И хорошо встал, разменялся. Здорово. Теперь у них флот, ебать, у них флот! Они сами стягиваются. Почему? О, это какие ебучие уйди сапли. Ты чё? Похуй, вот затем. Ой, Анкара Месси! О, блядь, ходит. Нет. Проебали. Кизнит. А бомба, посмотри, где лежит.
Ну там челы бегут, ну ты чё? Один прочекать! Ты чё, глухой? Ты чё? Что это я смотрю? Да ну нахуй. Я не верю. Что не левые, что не правые. Блядь, куда я поставил? Охуеть. По челу стреляют, он не поворачивается. Это что такое? Смотрите. Еще и прыгает, блядь. Этот нахуя-то прыгает. Ебать, вон мужик Лёхи руки поднимает. Ты куда съебался? Ну возвращайся давай. Ебать, смотри тут. Не, я не верю, реально, я не верю, клянусь. Там у чела, блядь, кнопка прыжка и кнопка крауча на одну клавишу забижена. Или чуть он прыгает, у меня так было раньше. Я читаю шарик, кстати, может заебаться, ебать. Как они читают? Это гений. Может они камеру сломали? Не, у камеры нет, потому что они камеру сломали, поэтому... Ах Он ты, ее и сука. не ставил, он ее и не ставил. Пиздит. Да, нажали просто по воздуху. На, нахуй, блядь. Ебать тут размен, типа вообще до конца файтится. Ой, малыш. Нет, лик жестко ставит. Сейчас время дохуя выигрывает. Не пикать. Не пикать, блядь. Инфа должна быть. Ах ты, сука. Хватит хуйни писать, пацаны, я вообще тоже с это хожу. С ножом идет. Бля, я им просто его мать ебал этого чела, бля. Просто мать выебана нахуй. Бля, я его... Просто она в Россию приедет и все отъебут нахуй по очереди, Я блядь. лизал ей нахуй. Шанс. Ну чё, нож за собой прыгает? Он вообще долбоёб. Бля, я пошел смотреть, кто это. Это просто сын кончи, блядь, ебаный. Это просто пиздец, блядь. Это просто сын вообще еблана, блядь. Пятый еблан в поколении, блядь. Вот он нахуй. Преемственность. Николас Гонзалес. Ну ты Гонзалес. Ну ты же аватарки нету, блядь, ты вообще бот ебаный. Лёх, заходи, там дальше продолжается. G2 2-0. G2 2-0. G2 2-0. The support from his team so perfect there on ramp. Now forced into a 3-on-5 Бля, не Лёх, ставил мне бы кажется, на можешь... Левиатана. Такой кайф бы поймал, бля. Мне кажется, ставку можно в плюс продать. Прочекай. 100%. Сколько Лёх поставил? Играет партнер. Why can't I play like this? Сейчас подбанят в чате просто. Реально хотишь ставку поставим, но больше не на ЛР. Это просто сын шалава играет, блядь. Это просто пиздец. Я хочу пересмотреть эту хуйню. По челу стреляют, он даже не поворачивается. Они, ну мало того, что ладно, по 9 чекали, вы просто тупые, блядь, но. Родились в болоте, блядь, у вас мозга нет, блядь, вы мутанты. Просто мутанты, родились в болоте, никакого мозга нет, по 9 прочекали. Ладно, хуй с ним. Он дает флешку, чел слепой стреляет, он все равно не поворачивается. А второй какой ебище просто выпрыгивает. Блядь. Ну я не верю в такое, они бабки вместе просто отмывают, все. Чего бабки вместе отмывают, все. Вместе, говорит, проебали. Вместе, бля. Вот мы в данный момент в комментарской студии Kickoff ТВ. Алексей, расскажите, что пошло не так? Бля, я хочу просто посмотреть этот раунд, это просто пиздец. Не так хуёво, блядь. Makes him kind of dangerous to play against. Yeah, you never fully know what to expect. Honestly, for G2, if they're trying to adapt to this, fighting through the walls, disrespecting them a little bit with those flashes and those fights, я спать пошел, господа. Давайте. The possibilities with Showstopper and also disconnected from your channel. Klaus. А при чем тут дело не состава, бля, посмотрите этот раунд. Это вообще что нахуй, бля, такое? Куда я ставлю? Ну, давайте стягивайте уже. Ну, Сколько времени? Ебать, Cypher needs to look for something. Viper maybe wants to get
a lot of room to play with their backup then. Нет, такой выродок на Киеве играет, это пиздец. Это просто, ну, посчитайте, сколько раз его убили с ножом, в прыжке и так далее. Он чё, вообще долбоёб, блин, тупорылый? For G2. Can they isolate these anchors off with the pinch from main? Smoke up for Melzer. That'll give him some protection. Все, 5-2. 5-2, блин, раунд. Все, 5-2 раунд. А, подожди. Еще раз. Вот этот раунд, этот кастер умерла. Он открыл смог. А куда он смотрит? Смотри, он видит его. Он смотрит вниз. Ну, так он видит в экране уже чела. Я не знаю, что это такое реально. Он думал, что он думал, что у него там звезда, хотел что-то сделать. Что он делает? Да, он пингу дал, он пингу типа дал. Так смотри, у него чел в экране. Он просто, смотрите, вот. Что он делает? У него чел, он даже не фликает, не старается, смотрите. Он даже не дернул мышкой. Он пингу дает. Видишь, он пингу в конце дал перед смертью. Да. На бакашку, блядь? Это вообще тоже потерял. Что сказать, смоков. Да не, это похуй, ладно, они нормально в сайде разыграли. Типа, размены какие-то дали. Да, он, конечно, умер, пиздец, ужасно. Но... Ну, чел на джетке бог просто не убил. Посмотри, вот чел на джетке бог не убил. Он просто бог не убил. Да не, почему он на вайпер право такая, когда у него контакт слева быстрее будет? Ну, это... Не, вот это просто, смотри. Он стреляет! Он прям стреляет! Ему вообще похуй! Ему до пизды! Он карамиси орёт, чел бежит. Там, по-моему, Кая выпрыгнет вообще на типа на сайт. Да, я и хочу пересмотреть это. Не знаю, это фу. Просто прыгает! Не, если у него мышка прыгнула, его просто мать шлюха, блядь. Что это такое, блядь? И чел просто вот так на нете такую одну дал. Жестко было. А ты посмотри на Sky инфу. Да, ты смотри, Sky, смотри, куда Sky. Чел на Sky смотрит вообще вот сюда. Да, спина поджали, уебище, блядь. Да они не разговаривают там просто как будто. Не, это вообще пиздец. Там фон, скорее всего, был, что мужик, когда флешку дал, ослепил, они все начали кричать. И он не понял, откуда стреляли. Так неужели не подсказали, блядь, даже никто, блядь, мертвые? А посмотри, он вообще, он убивает вайвера, посмотри. О, блин, чё, хуярь, неужели сын шлюхи такие, он не понимает этого? Не видит, блядь. А, пил рабу, кстати, да, вот смотри, он начинает чек, смотри, он даже тут, он еще не понимает, где чел, смотри. Он за план дает префач, блядь. Что это? Человек, ну, дипспик вырубили, глаза? Не, это вообще пиздец. Порут везде, типа, пил, ранний бокс такой, может быть. Это вообще пиздец, да. А, кстати, вон, да, пишет, Скай сама себя зафлешила. Да нет, он не зафлешился. Да, зафлешился. Да не, вы что, не зафлешил точно? Нет. Да видно, он не зафлешил, вы что, гоните? Нет. Флешка за углом бахнул. Ну да, тогда там просто какая-то хуйня. Ну да, там что-то на карту упал тяжело, такое, ебать. Не, я просто не верю в такое, реально. Я типа, ну дохуя где Ланов был. Я понимаю, что там иногда баг, не слышно. Но такое, блядь, в 24-м году, когда у всех уже нормальные капли и так далее, ты уже играешь на сцене миллион раз. Типа, блядь, я хуй знаю. Это вот мы, когда на первый минор приехали, и нам дали такие капли, блядь, что ты вертолетные уши надеваешь. И как бы, когда вертолетные уши прижимаются вот так, там у капель такая длинная пластиковая хуйня была, и у тебя капли вот так из ушей выпадают. Я фулл без звука играл полкарты. Потому что у меня наушники просто висели вот так внутри этих вертолетных ушей. Это вообще пиздец, блядь. А, они типа из ушей вытаскивали. Ну да, как методом рычага, понял? Они давят вниз и вытаскивают наушник. Я фулл без звука играл. И у нас Колди против нас играл. Мы еще плотную карту проебали первую. Он просто прыгнул. Ну, мы, конечно, играли. Мы на идем через мейн в атаке. А его подсадили, он падает в мейн. Он также нам вот так по спине стреляет. Мы даже не поворачиваемся, если что. Даже мы фулл без звука все сидим. Но тут в 24-м году я такой не могу понять, блядь. Чел на Кио точно должен был понять, что по 9 челов. Ну он же прям видит трассера, во-первых. Он слышит, бля, я не могу это объяснить, реально. Чел на Кио так бежит. Он реально же, он же видит трассера, откуда стреляют. Он слышит, блядь. Чё это такое? Не, я вообще не могу объяснить. Вот сын Шалава, вот он. Не, это вообще фу, куда я поставил, нахуй, что придумал? Так, ладно, я, наверное, пойду.
coming in off of a cipher cam that just spotted someone. You don't have those little setup plays. You're making up for the information lost from the cipher. Надо проснуться в 3 хотя бы. Stopping power. I'm just not a fan of the comp. I mean, I respect that they tried something. Дайте пока чат, пока всем хейтерам. User disconnected from your channel. Because he only took 3 first duels in that first half. And that's just so strange when you're thinking about it, because Kesnet is so aggressive, and it forces the rest of his team to try to make up for that, and it didn't really go well. Yeah, it's crazy watching Wyatt. These comps almost broke your brain. Just like looking, I was just watching you the entire time, just like seeing these two teams play on these maps. But we did see Leaf on Raze, and so I got to make a pun because it's on the prompter. We're gonna make like a tree and leaf, right? we gotta do that, right? The scriptwriters just set you up bad with that. The scriptwriters were doing it dirty. I'm gonna say that one. But that was maybe Van Silly wrote that script. To be honest, that was a Van Silly joke right there. No, Leaf was going crazy. He was doing really well with the AWP early on, playing super well. This is what I want from Leaf. I mean, this one roster move that G2 made felt extremely promising, and it didn't just feel, I mean, it just should be extremely promising. They just brought in an all-star duelist with this core, and he showed up. Yeah, and you can see there it was his best game so far with this team, so definitely looking a lot more comfortable, and I think part of that was just the way that they were feeling the map. I think Net played much better than you actually expected, or that you've seen so far. I think that's because Valen is more loose with it. I think that's because Valen's not having to shoulder all the load. You didn't necessarily see him actually have to have those moments because his teammates were there for him. And I think that's because they have the read on Crew this time around. Absolutely, yeah. And Valen did say in that interview that if they can bring just 1% more, they could take this all the way. Which I was like, you're just looking at 1% more? I mean, they're doing a great job if that's all they're looking for. But you know what? Let's hear what Coach Adam has to say ahead of Map 2. Here with Adam from Crew. Now, that was a close map, but you lost it in the end. What is it going to take to put down G2? I think that at the beginning of the map, it was hard for us to find our identity, our play style. Батя не поставил во время игры. I think that we will start a lot more stronger on the second one. Best of luck. Right, so he mentioned trying to find their play style, but I feel like the stakes are too high to just be waiting to see, feeling. You can't really feel the other pro players out on these maps. You got to come in headstrong. Am I right? Yeah, I think that's the tough thing about this tournament, right? There's barely any time to do that. We were talking about that a lot last series. I think it completely applies here, right? They didn't have the chance to play out a split yet, and we hadn't seen that comp. They hadn't got match experience with it yet, and that's what he's talking about, missing the identity. And Crew is not a team, like you said, who comes up with comps, who is at the forefront of the meta. So when you see them do something like that, it's definitely out of pocket. It's definitely uncomfortable for them. Yeah, I mean, and we're going to see that again coming up now on Sunset. This was their pick in the first time they met up against G2, and they were running the no duelist Kesnet on Chamber. Yeah. It's honestly, watching his Jet on attack here, it felt like he should have just been on Chamber anyway. I mean, genuinely, he was on flank watch duty the whole time. So I'm concerned we might just see a similar thing going on attack in regards to and one thing I'll tell you, Hakeem, they don't change things map to map either, right? So not only are they not at the forefront of the meta, typically, I mean, this is a new Crew, this is a new year, they might start to implement that, but they also don't change things series to series, map to map type of thing. Now, we also saw G2 on this map as well on Sunset. Do we think they're going to keep the same comp, or? Yeah, 100%. Yeah? Yeah, 100%. It's just a consistent comp. They beat them with it the first time. They had a super close game against EG, which there is definitely truth in it, and they felt just came down to those clutch moments at the end that they couldn't win out. There's no reason for them to switch. And I would also say too, it's easy to kind Чё, когда акт 2 в цирке? А? Когда второй акт в цирке? Пиздец, не, я не могу нахуй. Просто пиздец. Люди ужасно играют. Я очень жалею, что я не смотрел, имею. Посмотрел, блядь, как Ликвид последний отдают. Бля. Ты понял, мне просто волда крышу снесли, нахуй, что в НА могут играть. Не-не-не, это тут все команды боты. Я типа сколько? Я 80 поднял на волдах.
Такой думал, бля, как охуенно играют сейчас Вуда. И думал, блядь, ну все, в NA должно быть, ну, если такая конкуренция, то есть есть такая команда, которая вот так вот играет, то должна быть хоть какая-то конкуренция, условно. То есть люди должны играть примерно на таком же уровне. Но, бля... Бля, теперь Сансет. Типа говорят, что он на Чамбере будет сейчас играть. Кто? На долю летел, который? Да. Ой, блядь. Я Реально? надеюсь, я надеюсь. Это просто регион ебланов, блядь. Фнатики должны просто энерджи всех оттрахать. Просто в ноль. Sunset. Да, Кезди, у них, знаешь, какой пик был? Они уже играли. Короче, у них был пик Фейда, Чамбер, Кайо, Оман, Вайпер. Они играли друг против друга, 13-9 сыграли. Ой, да, с Фури смотрел. Стой, я другую ставку это, блядь. Ты посмотри пораньше против G2. Они Sunset играли. That's not something you associate with Crew either. They won the LCQ after getting no wins. Чё это за пик, блядь? Без сайфера? Вы чё, тупые? Да, не дай бог, я сейчас эту хуйню увижу. Тут сайфер это вообще must-have ебаный. Да, да. Лучше уж без вайпера играть. Просто представить, ебал. Ну да, Чембер. Ой, проебали. Не, я просто... Вот интересно, когда люди с такими задумками во франшизе вытворяют, они понимают, что, ну, это пиздец. Ты просто пьяница на коленке пик придумал. Ну, этих нормальный пик, вообще душный. Смотри, за КТ у них вообще плотно. Сайфер, Омин, Вайпер и Рейс. Как в такой выйти, сова? Как будто вообще плотный пик за КТ, не? На это ты еще по-дотерски рассуждаешь, типа, кто кого оверпикнул. Тут такая вообще хуйня практически не работает. Ну, не, она работает, но не так сильно, как в доте, условно. Если ты перепикал типов, блядь. Но все равно пик пиздец. Это прям супер охуенный пик. Ну еще я хотел, знаешь, как ставить? 10к на победу, что 10-2-0. Просто меня чел заколил жестко. Не, я после того, как на Левиатан... Не, я просто 100% уверен был, что не выиграю. Ну, Крылу ни при каком раскладе не выиграют, потому что 3 УКФа. Не, я типа 100% уверен. У них тут, блядь, больше одного, больше двух не бывает. А тут, типа, 3-го УКФ залетел, и я по этой логике. 100% сказал, 100% идите нахуй. Не может такого быть. Ну и плюс они 2-1 уже играли. Они еще в атаке пикнули, сами начать. Когда таким пиком за КТ, блядь. Какие ебаные. Че они его так рейтят? Ебать камера. А, там прикольно, посмотри, сейчас парной полетит. Да, я, кстати, хотел сказать, что они сюда такой не наказывают. А, не ладно. Отстрел пиписек онлайн. О. Че, вообще ебан одна у меня? Бля, МТС. Ты видел, что МТС? Да нет, это просто сыны, блядь, людей просто играют. Что они делают? Чел вот так выпрыгивает, блядь? А если чел в маркете еще один? Не, фу, блядь, ты че говоришь? Как ты закурил? Вообще, блядь, пиздец. Как в здравом уме можно таких челов ставить? Челы просто прыгают, блядь. А если челы в маркете бы были еще? Или вот он, ну... Опа-на. Ебать. Не, я ебал, этот регион просто худший в мире, блядь. Даже Азия как будто сильнее смотрится по макроигре и по стрельбе. Вот реально. А что ты, кстати, по Азии скажешь? Ты вчера ставил, не? Не, я вообще не смотрю. Что он делает? Бля, это такая хуйня, реально. Блядь, вот 3 в 1, вот что можно было не так сделать, правильно? Так вот. Все, мужик, сейчас у него сердце становится. Это просто пиздец. Я говорю, вот Азия намного лучше играет. И по стрельбе, по им они прям роботы. И я думал, Азии по макро не хватает, но я смотрю вот эту хуйню. Не. Опять пошел дозматчик. Ладно, мне босс американский мафия написал 2-1 крыл. Не поймите.
I do not. I'm gonna do some drawing now. Allow me to draw. It better be good. Okay. So the basic TLDR, if I was to give you like my PowerPoint presentation on this comp, is they've got a million smokes, they've got Cruise a million comp, that flashes. is. Yes, cruise comp. Cruise Okay. comp. The whole idea is to slice up the map into little. Wait. Shut No. up. Give him some No. Give him some credit. Давай, let's go. Surely not another. Melvin's swinging. Let's go, highlight. Okay. Have your moment. Order has been restored. The TLDR of this comp is slice up the map into little bite-sized pieces with all your smokes, and then use your million pieces of flash and clearing utility between your two initiators to go clear that space. Я просто знаю, Чембер это же вообще useless, нет? Как можно с Чембера вообще брать? Это просто useless. Он же просто useless. Но они, типа, у них какая задумка? Они будут 4 играть в одной точке, он лурковать в другой. Он, если он будет стараться играть агрессивно где-то в крайней точке, когда они будут занимать другую и maybe будут сплитом заканчивать. Просто судя по тому, что люди зачастую не умеют реакции, вряд ли будут мидл так хорошо играть, что они будут пользоваться. Пизду, блять. А чё, Сайвер без трап? Не понял. А чё Сайвер без трап? А где трапы? Ну, тебе говорю, какая разница, Чамбер, Реза, блять. Не, а где трапы? Ни одной трапы не было. А, да, с такого угла ты не убьешь. Чё тебе, блядь, рука трясется? Не, а где трапы были? Я не увидел. 0 трап было на карте. Чё? Он собаку въебал, он же въебал собаку, не? Они должны были трап сломать. Хуй знает. Тебя мы бьем без трапа. Ну их не было, я говорю, да, их не было, приколи, ни одной трапы. А чё это такое? Ни одной трапы не было. Next step is actually getting these kills, and Jonah is already alone. One shot found. Kesnet does trade there. It's been a great round for the chamber thus far. How quickly does Leaf want to get out here? Ну и лево закроем, смоком лево закрой! Тупое животное на омбиде, блядь, ну у тебя же был еще смог, ну закрой лево сразу, все, блядь. Какое тупое животное, блядь! А нахуй так пачку ставит? Он же может дать ему направо смог условно, смотрите ему типа... Ну да, он ну, что-то вторым смоком мог закрыть, неважно, лево, право. Не, это вообще еблано играет. Они же с лайнапятся слева. Я просто не понимаю, как такие челы вообще тут где-то играют? Как? Как? Я не могу понять реально. Бля, как они реально, вот, они прям играют как эти, там, блять, вот типы с показом нахуй, блять. Все на него играют, все на него. Не выиграете вы так, блять. Поймите, что он не дифает. Similar setup to the pistol round here for Valen. This time a different cam, but still contact, paranoia. This time he has Leaf to help out. Ты вот нож всегда сам въебала? Бабыч паранойя. Тибаться на тэп. Мужик не попал. Даже не прогнали его до конца. Видел, как повезло типу на вайпер. Блять. Настя говорит, что ты ставку сделал на канале. Да это он был заранее, похуй. Да, сори, я не привык заводить. Обычно кто-то заводит всегда. Да, это просто пиздец, битва просто ебанатов. Still a couple of players crew have to get through, and you've already got the rotates, right? There's 4 players now near this A side. One-way smoke on lane, shock darts posing problems. Trent is so alone on this site. He's blind, he's decayed. Can Там he дырка get смоку anything справа. done? He might not need to. His team supports well. No, Picks no. up 2 kills already. He'll just run and gun his way to victory. Poor Melzer did not stand a chance. And Klaus, he should befall that same fate. Wow. Trent couldn't see or hear anything for half of that exec. But even with everything raining down around him, the rest of his team supports him very, very nicely. That's the job. Sit back sight. Pray you stay alive long enough with your teammates' support to get that swing. Credit to G2 though. I love this kind of 2-stage defense they have. Early on, committing into A main. Late round, they have more util to stall that site. And we're looking for maybe an early tiles dive. The Rays with paint shells potentially to go down here. When we saw this before, Leaf actually satcheled in, but instead is just slow walking his way down.
dangerous against the tour de force, but it won't be there to receive. Mel's are just a frenzy, but they are not checking that corner. One for one, more than you could ask for. И потом вот такой раунд работает. Бля. Ну, бля. Gets information on Crew's post plant. Post plant means Crew need to flip the map. They need to go towards the defender spawn because all the remaining G2 players are on the flank. But the plant's bad for it. They didn't realize in time. Kesnet. Oh yeah. Tour de force. That's where he thrives. A clean Бля, shot. такую хуйню смотрел. Paranoia. It misses him. Kesnet establishes himself on this line again. Хоть есть в Америку, где остановить звездой плюс. Fallon is so low. Че? Говорю, хоть едь в Америку, становись звездой. Тут вообще... Блять. Я бы закричал, если в Кру играл бы. Такие пики, блядь. Я бы встал просто, если ляпса дал бы тренеру. Хуйню музыкальную. Nothing actually makes sense anymore. I mean, yeah, the share shot's really nice. The chamber up coming online. The chop. Кантер денег идет, блядь. Блять, 2 раунда выиграть, когда на разменах выходят и просто ждут, когда... Блять, ладно. Беховой. Просто ебашимся. Не на жизнь, а на смерть. А вы вам по своим хуярить, не пойму? Он по своим хуярит? У него задача. Реально, ты видел, налево так вот по своим хуярит? Там все чего справа, налево по своим хуярит. Говорит, лежать гандоны. Yeah, and the two main looks for the chamber was the slow lurk up that way or the slow lurk into there, pinching into shop, and then on A hits sometimes going into mid. So the fact that we're playing forward in A, the fact that we're... Бля, просто Сайфер тут же must-have, камеры, чекаешь лобби, то есть, ну, дохуя. Ты просто можешь трапами дохуя, типа, позиции брать, чтобы у тебя типы на это не... Ну, это тоже, а в атаке ты камера must-have, блядь, под А must-have, под Б must-have. То есть сразу камеру дал, все, чела чекнул. Типа, я не хочу ничего говорить, чтобы не сгладить, нету шанса за деф, типа, ну хотя бы хоть как-то сдерживать так, чтобы они не в точках стояли. Это невозможно. Че, КТ без смока? Уважение. Я плохо, Димас, я смотрел эту хуйню. Просто звач, блядь, просто звач. На гон просрел. Люди еще деньги получают. Ну да. Почему он говорит no util, если у Вайпер 2 молика смог? То Капитан же говорит no util, типа для G2. Он даже молик сейчас рыкнул, не? А чё, молик Вайпер не хочет отдать? Ладно, похуй, проебали. А чё, молики не хотел падать в угол вот сейчас и прошить? Просто хоть куда-то молик отдай по шее, блядь. Воды. To look for the potential pinch into shop. They really feinted that dive into shop. But a couple of times in the previous game on Sunset, they went for this feint where they would push multiple players into top mid and then fall back into market. The whole time, they've got Melzer chilling in main, ready to assist the market fight with a paranoia. They never really all in on that in the previous game, but there were a few times they looked to set that up, and that time it was executed per. The question seems to be, how do we deal with these slow mid-rounds? Kesnet isn't able to get lurks off most of the time, but they're getting enough space that they're consistently able to Бля, split это уже into даже these смешно sites. выглядит. Вы только 2 раунда приняли на оружейном, без шансов, нахуй. Потом идете на эко противник и башите в мидл контактом, умираете от ЦЗшки, и вас Авик разъебывает потом, блядь, блядь. Ну чем руководствуются люди, блядь? Ну чем? Ну сука, в ранкеде даже, если ты, блядь, выигрываешь одну и ту же самую хуйню, ты не заколешь что-то новое, пока, блядь, это работает. Нет, тут ебашить без шансов. Crew is sitting all the way back in their spawn to start this one. Yeah, G2 are broke here. Yeah. Just want to hold for aggression here.
I do like the fact that G2 are looking to play in front of this Viper wall over in B. Something we never really saw, but it is pretty good to set up some kind of an embed or flash out into the site. That's for though these like trap plays in B main haven't been able to work much this round instead is just to get that orb. But still, Crew I think has really good protocols to re-clear space in both these. Пацаны, что это обсуждать? Это Америка ебаная. Битва моча и говно любой матч. Мочи, блин. It was just Chamber kind of walking in there. But now they've got Chamber watching into mid, seeing if there's ever a step up that he can get a Так quick там тем более играет еще такой пик, против которого ты можешь спокойно в сайде жить. Ну там что в тебя летит собака, флешка, все. Тебя не убивают станом, тебя не убивают ничем. Типа, ты можешь стоять в бэке спокойно и не давать им позиции занимать. Так они и делали на оружие. Ага. Ага. Давай, давай. Ничего, у мужика соус из бургера упал на дышку. Почему это так кринжово смотрится, я не понимаю. Бля, пацаны, я могу просто в два уха не будут хуями, блядь. Блядь, это unexpected, да? Ага, And still this fade is far away. Clouds trying to come back in. MTA is the only one who can stop this diffuse. He swings in. Jonah has to help. Ебать, да нет, идите нахуй. Я проклинаю эту лигу. Клянусь, я желаю нахуй всем просто счастья и здоровья. Я почему-то не удивляюсь, честно. Не, я представил, мне настолько жалко человека, который... Лёх, мне настолько жалко тебя. Ставил на эту хуйню тоже. Это вообще пиздец. А чё чел не смотрел на ум, он что вообще богом сидел? I didn't even hate the idea of a lurk, but it gets punished big time. Again, by the way, K-ult into B. Cypher set up on the A side. Он сам в продай упал, ты понял? Он, по-моему, сам... Мужика перевесил назад. Ебать, без фона стоит, слышь? Я просто сразу снос, так сразу снос. Они бегут с тактом, Я как Джокер уже буду смеяться, я не могу эту хуйню смотреть. Не, пацаны, я вам клянусь, больше 3000 на матч, неважно, 2-0 это, больше 3000, они там в жизни поставили на матч Америки. Просто такие еблозоиды играют. Это вообще пиздец. Да, бро, не спрашивай, какая эта карта. Какая разница, какая карта, блядь, если мы Америку смотрим. Тут играют люди, ну, ладно, так нельзя тут что говорить. Ну, не все с ними в порядке, вот так, понимаешь? Could have been better. Room for improvement, Mimi. They're gonna win the round, though. They're gonna win the round, and that means perfection. I love it. Не, про Китай не. Даже Китай не такой трешный, блядь. Там год прослеживается логика, а тут это вообще пиздец. Там еще люди стараются как-то, ну, в игру играть. Типа раунды какие-то делают, дефолтики. Тут это просто ебаный дезматч, нахуй, я хуй знает. Да, распрыгайся. It's like an elementary school going on a field trip. Yeah, hold hands, everybody. We're walking over to the B sides. I mean, it means you're never losing the. Смотри, это второй раз. Смотри, Кру G2 на сплите начинали. Кру выигрывали, да? Или нет? G2. G2? Ну ладно. Они даже ревил не отдали, да? Чтобы не контактировать. Нахуя? Кто ревил? Ничего не засетапить там. Ну ладно. Ой, блядь. Да, даже в Азии дисциплины 500 раз больше. Это правда. Это чистая правда. Я сам не верю, что я так говорю.
Вот это самый бомж регион. Это самый бомж регион, я хз. Пиздец, люди в Африке лучше играют. Просто реально, вот смотрю на этот уровень и думаю, блядь, если бы наши регионы СНГшные не закрыли, блядь, любой наш стак, там любую команду просто на один раунд максимум чел берут. Как раз какой-нибудь неведомый хуйней, блядь, какой-то раш там быть. В самый какой-то такой момент. Я не знаю, ну просто я смотрю на этот вообще, на это понимание, блядь, на эту стрельбу, и мне хуёво, реально. Хотя у нас в СНГ миллиард игроков. Нормально. Можно собрать было, не знаю, блядь, 10 команд, которые любую с Америки выебут. Ну это так и есть, это, блядь, факт. Бля. Ты долбоёб, что ли, нахуй, или чё? Это просто факт, реально, пацаны. У нас самый сильный регион, по факту. Посмотрите на мажор сейчас в КСе. Откуда больше всего игроков? С СНГ. Ну сейчас с России. Больше всего игроков на мажоре. То же самое валики, я клянусь. То же самое валики было бы. Мы бы просто так всех ебали. Шаун. Зарелоуди! Зарелоуди! Сядь по центру карты и зарелоуди! Не надо в мейн уходить, сядь на жопу, нажми R, блядь. Потому что у тебя мать где? В земле, нахуй. На сансете, ебать. Посмотрите! Посмотрите, что чел сделает. Нет, это просто ебанато играют. Ну, люди болеют что-то, я не знаю. Смотрите. Релоуд, чел! Даже в мейн не хочет прыгать, доиграть. Let's give him the credit. Let's take in the hopium. Let's believe. By the way, Kesnian, I think playing in French, full chamber immersion. Не, это вообще пиздец. Чего вы смотрите, вас? Не так, я как тупик, я смотрю. Это мы просто запустили какой-то ранг. Смотрим. Да у нас ранг только в Европе сильнее люди играют, вот так. Реально, если взять такое, знаешь, жесткое лобби сильное. А там люди жестче играют, клянусь, договариваются, комбинят жестче. Чем вот эта бача, блядь, с говном. А вы представьте, это еще такие же организации, Крю, G2. Там прикиньте, сколько люди ЦП получают. И так вот играют, как просто пиздец. Да, зато СНГ регион брали. Блядь, конечно. Лучше наш региончик нахуй брать. Доминация будет очень долгой. Да, пусть в Америке люди играют, блядь. Дорогу ебанатов, как говорится, и вырубку. Вот, они принимают. Первый ран, когда они стоят в сайде. Не прилетела одна флешка. Молик лежит. Вот он. Вся польза. Вся польза выхода с джет, с чамбером. А, они все еще могут ебать. Не, ладно. Люди встали в сайде, дали инста 2 килла. Человек дал СКТ ревил. Все, они не могут выйти. Тогда там чего и просто в болик бегут. Потому что нету рузы, который может хоть одну позицию отзонить своими обилками. Все, раунд закончен. Блять, как 6 раундов отдали? Они же еще начали с ульты, блять, совы. Там мужик на себе может просто одной рукой реально бургер хавать, блять, и ревил кидать. И ставить в КТ просто. Все, вся задача в раунд. To remind you, when they played before, it was 6-6 at the half. And in the second half, Crew on defense only won one rifle round. Looking like 6-6, 5-7 again. Да я думаю, за КТ, я не верю, что они возьмут за КТ. С таким пиком, блядь. Ну, все может быть, все может быть. Да, хотя это Америка, чего удивляться-то. Мы сейчас будем видеть раунды, где Кру проигрывает пистолетку и с 5 классиками башивают. Без шансов, фолос. That late walk up in one of these directions can pose a serious problem if timed well.
Crew want to finish towards B. Biggest issue here is those cipher trips. Ну и батик читают, там в марке 3 чела сразу No будет. fade cats. They're gonna have to contact into it. Jonah P's his own drone. He's clearing mid himself. Excuse me, Klaus is here on the scene, so I do have the utility to take care of this one. It's down. Gorgeous. Все. Follows up. Ой, ебать. It's blind. Keep on moving. Doing it, MTA. You could ask for. And now into main, Jonah P comes around. Да, фликти, брась, фликти. 2-on-2, and they're turning back into Jonah P, who cannot get the job done. But Trent, the other man you would ask for to win a clutch. 20 seconds. They still haven't planted the spike. Это же значит, что... And this wall could work towards Trent. Tap. He doesn't buy it. Do they know this angle? Is Shy ready for this? He talks. Увидели, нет? Waiting for the next tap. The commitment one kill. А что нам увидеть, чел? Руль подключил? Или чё, блядь? Блядь. A better half there for Crew. And the thinnest of margins as well. I think he legged him as well. Yeah, I mean, look at MTA's move. Чел, туда не можно быть, блядь, да, это вообще пиздец, блядь. Это такие ебланы играют, блядь. 10 ебланов на сервере. Просто, знаете, челы, ну, бомжи с Курского вокзала и бомжи с Ленинградского собрались, вот так, как в друг клубе говорят. Давайте выйдем, кто из нас реально бомжи, блядь. Просто пиздец. Это пиздец. Это пиздец. То пиздец. And how has it been watching your brother play on this stage for the first time? This is crazy watching him play on this stage. Братишка, прости, тебя... А кто это такой? Это брат Трент. Какой-то типа, он говорит, как будто типа игрок какой-то. Брат Трента. Сказали, типа... Как там, типа, что у тебя твой брат играет на сцене? How did that conversation go? He's been playing for a long time. He's always been trying to get to this point, and it was years and years of him screaming in the bedroom to get to here, and I'm just so proud of him to get to this point right here. How are you feeling, Haley? I'm really proud also. I've seen him grown up into such an amazing young man. Миленькая вода. Born to do it, and now, hello, Miss 2-year anniversary. А, это его девушка. Now listen, I don't know if you've heard, but I'm very single. What is the secret to dating a pro player and making it last this long? I mean, you just gotta understand that this is his life and what he always dreamed of, and it's hard, but I mean, at the end of the day, it's his dream and it's happening. So, I mean, I'm just proud of him. Генри Кавилл, да, я тоже время подумал, что похож. Как будто двоюродный брат Генри Кавилл, да? Here among the Trent family, and there's more G2 fans back here, the whole G2 squad here. But we have a game, a very close game to get back to. So, Miming under, please. Ну так, в профи как будто похож, пиздец. G2, maybe the fan favorites here in the Riot Games arena, but a long way from closing this out. Remember, an elimination match here. Only one spot remaining in the play-ins. Как пистолетку разыграют. Ага, все, то же самое, как в сплите, блядь, 4А. А что, так человек? Типа балансы стали, понял? 50 на 50 стали по силам. Да, да. А там у Чамбера, походу, килов, блядь, больше столько же, сколько у четверых типов в сумме. Ну, спину, ой, если они спину заритают, это плюс реп. Он один КТ идет. Я не верю в это. Ты тебя убивает. Ты не должен играть в эту игру, нахуй, если ты это делаешь один. Гандона, блядь. Убивает. Я хочу теперь, чтобы они 1-1 сыграли. I swear Trent played in that same exact spot the last time, and there was just one guy lurking that time. Он сидит, ну блядь, он же получает, у него, он не знаю, он может нахуй всю семью прокармливать нахуй своей зарплатой, но он сидит и хуйню такую делает. Иди нахуй. Как чел на резече убил, так пошел запушил, блядь. Он в соло это еще сделал, блядь. А чё, младший брат автоматика? Когда они со сплита поняли, что они играют 4-1, он пошел в соло 1-1 в ебашиться дуэли. Влаш чё даст?
А, это въеб, кстати. Сейчас. А флешки её будут? А, не, Оман трипл-дашит, спасибо, блядь, он не дал флеш. Заходил. А чё он не дал? А чё это? Сын шлюх сидит в очках? А чё он не дал паранойю? Что паранойя должна была просто похоронить, типа. Учитывая, что типа по контактам под стенку вот так идут. Фу-фу-фу. Блять, даже нету такого чувства, что ты смотришь за командой, у тебя прям такое воодушевление от Валоранта есть, что ты хочешь прям зайти поебашься. Ты смотришь на это, думаешь, блядь, я сейчас зайду, там такие же долбоёб будут в рамке делать. But also they have a little bit less constant utility than the Cypher on the other side. Similar situation to last game where they're not playing with a hardcore sentinel. Cover going out. Don't do it to me. Melzer punished for his greed there. Yeah. But again, I'm looking at this to be a map where G2 are looking to punish those gaps in the defense from Crew. Find the timing so they can slip the net. Unless they just want to keep running the hard execs over and over again. Maybe that just works for them. They don't have to worry about that same level of choke control that a Cypher would give you. Такое отвращение. That is the big sacrifice with this comp. That chamber trip is nowhere near the same value as Cypher gives. Yeah, it kind of changes where you're taking the fights too, because you're going to see a lot more fights. Мужик смеется, чё, охуенно. Франшиза его. Instead of just chilling on site, playing around my silly little tripwires, it comes very quick. Вы знаете, чем музыка-то играет, пиздец. Не, если бы я против Кру 7-7 играл, я бы не смеялся вообще. Я бы, ну... Вот и парник, кайф. О! Здорово. О, Смеда сыграл, мужик. But Trent's in trouble now, getting overwhelmed by Crew, and but look how much util they have to invest. They're throwing a kitchen sink at this guy and finally he's taken down. Захейтил. Yeah, but look what they have for retake now. Actually, still enough utility to make it work. And there is a double rewrap going into market here. Сколько завтра Европа? For that market angle. G2 loves the reflanks on this map. Не, мы Америку последний день смотрим, я ебал хуйню смотреть, ребят, я просто не могу. 4 часа. Molly into main. Нормально. MTA has to deal with the players in market. First one found, but there's Jonah P in the 1v1 now. Dart forward. MTA has to get this one to half, and he's swinging. He's trying to get it done, but there's just not enough. Он еще чуть не проебал это. Сука. Бля, я надеюсь, сейчас смеются. Я надеюсь, у них сейчас, ну, хорошее настроение. So many, and it's so nicely played too. The utility kind of baiting his teammate there, but because it's so little time, the right decision. Honestly, he's able to get his one, play the time super nicely off the dart. Well done. And G2, I saw them afterwards. They were giggling on stage. They know they just got away with murder there. Reminder, Crew only won a single rifle round on defense on this map previously. Now they got Слышь, Лёх, какой самый ебанутый матч ты смотрел, Валик? Вот прям, чтобы ты смотрел, у тебя прям нахуй волосы сидели на заводе. На видок, а? А, вот это? Конечно, ты смотрел этот матч? Ну да, да. Поверь, я за всю свою карьеру не помню вообще. Я пересмотрел миллиард демок, чтобы я видел вот хоть один подобный матч, где люди 2 в 4, 1 в 3 отдали в таком количестве за одно БВ3. Там за одну карту только мы считали было 7, по-моему. Это вообще, я никогда такого не видел. Да не, им просто нечем кайфиться. Пик долбоебов, да, возьми Чембера. Не, если честно, знаешь, что может, благодаря чему они могут выиграть раунд? Ну. Это вот эта стенка Вайпер, которую они контактом играют. Чё? Но если додумается флешку раздать, там... А чё вы сделал? Ебать, могли проебать. Они же могут сетапить Кезни-то справа, условно, на тэпке, и типа по левой играть, если чё, по флешке. Все. Ни один день не заколил. Моя ставка была на G2 победы, G2 2-0 по 10 тысяч, туда и туда. Сейчас бы кайфовал. Мне кажется, не, вряд ли кайфовал. Что, думаешь, они карту дадут?
А, ты фанат матча? В целом от матча. Это ж как реально, это ж ты как реально, ты как смотришь, ты вот в кино сходил, ты деньги заплатил, чтобы, блядь, посмотреть охуенно, кайф испытать. Тут нахуй такие ситуации напряженные, от которых ты не кайфуешь, типа, ебать, он взял раунд. Ну да, это кринжуешь здесь. Ебать, хуйню взял какую-то. У меня, блядь, бабушка нахуй перевелась, блядь, лучше. Батько. Да, я знаю, что у них был регион. Я хотел вроде как Не, на самом деле, на КРУ вообще, что на КРУ, что против КРУ вообще опасно ставить. Когда у них такой устрик, в один момент, нахуй, как они уже один раз выстрелили, нахуй, что они там просто раздавали по 5 кф. На чемпионсе вроде. Они по нижней сетке там сходились. Да, я не знаю, просто Чембер, мне хуёво, когда вот на сансене вижу Чембера, а не Сайфера. Ну тут must-have Сайфер, я не знаю, не взять его, все, это проебать. Ну да. Каким бы в какой-то там мете бы не играл, не взять Сайфера, проебать. Вот имба герой на этой карте. Бам-бам, чел, все в сол прочекал. Мейн агрессии нет, все поставили на жопу. Ну, сол пикает за это. Еще. Они не могут в паре играть, то что у них, блядь, бмейна нет. Инфы никакой. Наебал идет все. А люди же потом будут думать, ебать же ты ебут, наверное. Вот это вот у них разыгровки. Просто обоссали круто, невероятно. Неправильно сделали после предыдущей игры с ними. Смотришь пик людей, у них там Чембер нахуй. Чембер, Кио, бля, фейт нахуй. Как будто минус Кио плюс Сайфер хотя бы вот так. Я не знаю, раз ты хочешь за своим ебаным Чембера играть. Хотя это вообще не оправдано. Здесь нахуй Чембер не нужен, априори. Тогда он уже вообще дерьмо, а не герой. Просто если смотреть, что он может взять? Ну, даст он трапу в марке, да, ее же сломают. И не факт, что ее даже... Типа, просто из этой трапы стакаешься в сайде, ты не можешь двигаться. Ну да. Радиус. И я не вижу какого-то имбового ТП такого, что я такой, вау, нихуя, бля, хуй поймешь, так знаешь. Да, да. Раньше Чембер, старый Чембер был еще, ну, вопрос 0, 2 трапы, ТП на полкарты, вопросов просто 0, знаешь. Ну да, ты можешь просто муться, и тебя не форсить ничего, чтобы, ну, типа, чтобы двигаться от трап. И у тебя 2 трапы было, а тут я хуй знает. Че, вы просто еблан 0 кью, что кто-то берет. Почему в кайф вот надо стоять против Вайпер? Вот такой. Типа... Даже килл, походу, да. Не, они понимают. А, не. Бля. But the clutch is asked of two guys who have done it before, Trent and Jonah. And Trent has the first opportunity, won't convert on it. Nice shots out of MTA. С этого раунда в тимсплике начался сущий кошмар. Что за регион хуйня, и люди играют как просто тут бомжи ебаные, вот что это. Да не то, что регион хуйня, здесь есть охуенные команды, которые просто, ну, ты смотришь, от них ты ждешь чего-то удивительного, и они это делают, в принципе. Но все это перекрывает другие типы, которые также сидят, и по идее это ожидаешь от них такого же, но они просто хуйней занимаются. Это уже просто как троллинг для типов, которые условно старались там жопу рвали для условно попадания в франшизу. Вместо них берут КРУ. Они потом, типы, которые не попали, смотрят и видят, что это за нахуй? Чего они вот это пикают? Ну да.
Walking, and you can see the smoke on the left side, but they're playing in front of it. That is the adaptation from them. 2 rounds ago, they were stuck behind the smoke, and Crew looked silly for it. Leaf owned them with that Raze ult. This time they're in front, so round to round, adaptation, week to week. Бля, это как будто взяли, знаешь, просто еще показывают вебки, как они радуются и так далее. Как будто взяли игру с ранкеда, а камеру берут полностью с чемпа. У меня такое ощущение, реально. Ну, типа, и такой стёб, типа, что играют ранки, и все таки да. Хуй знает, потому что у мужиков эмоции с ранки гораздо пиже. Он камеру... Блядь. А, не, ладно, нормально. Похуй, у них же... Он его увидел, бля, ебать он рано вышел. Он его увидел, блядь. Чембера увидели? Да. С дрона. Охуенный кол, помощник на выйти бы, бля, охуенный. Yeah, just a judge. It's a tough task. Valen holding. They're passing each other. Who gets the kill? Valen is everything for G2. Cruz retake now going to go through mid. They go straight into nets. Crosshair. Нажал бы ульту хотя бы с ингиблана. У Кио же ульта есть. Его вообще подняли. Ладно, блядь, слишком сложный прикол, я понимаю. And everyone else full off. Double shocks, double mollies. This is a brutal post plant for Crew to get through. And Jonah is ahead of it. I love it. Just let the man fight. He'll win it. Чалева смотрит. Куда ты переводишь, блядь, прицел? Блядь. And before, remember, there was the late rewrap into markets. You even got Klaus trying to scout it out. He picks up the operator. Бля, просто это вот пикает, просто алкашня, блядь. Чембер, блядь, Kickoff, фейд. Что это за пик, блядь? Нет, вообще пиздец. And win on the other side. Yeah. And if you are losing mid control, the way you have to make up for it is control over mains. On A, you want to fall back into elbow or lane. In B, you need to fall into lane. But Melzer has lost that fight 2 times in a row now. If he's winning those fights, he's picking up a rifle. Мужик на столе лево смотрит, когда он 3 в мейне лево смотрит. And it's costing Crew the chances to win these rounds. And it's kind of surprising to me that Crew's not investing anyone there. They have a Kesnet who can get forward with a TP. They have these fade KO combos that can set someone up to take that space, but they've never committed to it. The annoying thing for Crew is that it's all these late round B finishes. Yeah. So if they put 2 bodies in there, then all of a sudden they're overloaded on B, and maybe these G2A hits at the start can turn into actual side hits. So it's very. Сколько на G2 было? 2-0-3? 3 сходим? Скажем, на 2-0 было... Короче, я 2 ставки ставил, потому что меня ограничили. То, что ни одной не выиграют КРУ, это 2.43, а то, что выиграет хотя бы одну карту КРУ, 2.51. Короче, типа 2.5, 2.6. Пока. How do they employ them? That pause gave time for Josh Ortiz to talk as well, so G2 has that thought in their head as well. Может было даже, типа, если на точный счет ставить, что-то 2.7 был. Я не уверен. Пусть знает. Тройки там вроде не было. Ну все, last round, можно сказать. Если они проебали, денег нет. Подожди, там 5 ультов сейчас. Как будет реализация? Что у них за задумка? Far forward here, but cannot get anything off of his opportunity. Melzer puts in the smoke, and G2 is already into this side, or are they? They invest the util and they double back. Ну и все, у них опять фон за всю карту. They showed Sova, who instantly rotated over to the A side. They showed Raze, they showed Cypher, they showed Omen. That's 4 different players. But I think Crew are happy to be stacked over into this B side because they have the pit over in A main. Makes it very easy to sort of buckle down behind their trip. The weakness really is MTA in top mid here, the only player holding that angle. What is Melzer doing? Just trying to close that door? Getting a little close for comfort, and
Бля, бро, а нахуй мы чембер тогда? Вот авик по тем же причинам. Уже спалили авик на Б. Инфа по авику есть. Дрончик. Отлично. Реализация авика 10 из 10. Нет, сейчас сожжёт. Самое смешное в том, что они сетапились под Б, и у них контакт девятки был быстрее, чем чел с маркета. И даже маркет никто не пошел вроде. Ну да. Может, в маркете фри стоял? Вот он стоит. Ладно, сейчас стажом бежит, ну держу курс. Вот так, сори, стажом. Стажом чел бежит. Ты радуется, ебать. Охуенно, пацан, охуенно. Ой, бля, чтобы я еще раз в жизни код послушал, это пиздец. Клянусь, я кого-то слушал по ставкам раз 7. Всегда люди такую хуйню несут, блядь. Потом смотришь и думаешь, как это вообще можно заколить. А где трап в миду? Нету? Блин. But they're going back off of this lurk. They've pushed Leaf all the way through spawn, and now these A players are trapped. Leaf gets the kill. Second one opens up. Ай, с мида пришли, сука. Где трапы, блядь? Ладно, фавориту F напишите, что он больше хуйню в чат написал. Уже в форме. F можете написать в чат. Бам. Фу, блядь, спасибо, хоть это зашло нахуй. Отлично. Я бы тоже зашла. Блядь. Да я в ахуе. Нахуя кого-то слушать, я просто не понимаю. Люди вообще, да блядь, взловят. Из чат кого-то послушал? Да. Чё, чел? Постоянно хуйню пользует, хз. Просто я хочу, ну, теперь могу его официально забанить. Ну ты Пашу послушал, блядь. Не-не-не. Так я сам хотел на G2 ставить на 2-0 и на победу. Я вообще нормально залутал, по 10к хотел туда поставить. Поставил бы на 1.5 уже заебись. Нахуй пахнет вот чем. В целом победу. Не, чел только после матча может колить. Вот чат был, такой писал в чат. Бля, ебать G2 легко 2-0 так и знал. Вот только так можно, блядь. До матча заколить, бля, клянусь. Это вообще пиздец. Чел просто в другую сторону там колет. Ты знаешь это? Если бы я увидел, понимаешь, Димас, если бы я видел, как Крю играет сам, бля, я бы в жизни их не поставил. А, ты первый раз смотрел вообще? Да, да, да. А, это ты, бля. Так я просто видел, как G2 играет. Ну, типа, я подумал, что я на G2 себе хотел ставить. Ну и Паха их хвалил. Да нехуй хвалить, это пиздец. Просто минус 31. Они сыграли, конечно. А если бы я сейчас поставил, как хотел, было бы 40 плюс 10к за день. Ну, хотя бы так. А так минус 30, охуенно, блядь. Пофлексил. Че, ты сегодня будешь Европу смотреть, да? Да. Че, я могу... Бля, наверное... Че там будет? Надо будет тоже что-то поставить. Сколько получилось? Бля, ладно, заебись. Фух, блядь. Да, бля, ебать, сохрани просто, да. Надо токи покажете. Это тру, блядь. Да, они только срали, что они ходят, блядь. Только говорит 2-0 что. А чел, который больше всего срал, такой говорит, пойдем ДС побазарите. Он 2-0 и заколил Крю. Легко для Коя?
Ну, смотрится так, что как будто да. Ну, я бы не сказал, что она легкая будет. Говорит, подожди, ну-ка, ну-ка. Па-па-па-па-па-па-па-па. Карминкорп и Кой, да? Карминкорп выиграют. Думаешь? Потому что Кой 2 раза андердогом выиграли. Если Кой не фавориты в этом матче, то я ебал на них ставить. Я бы вообще скипал нахуй это. Но я просто, у меня просто другая логика поставка. Я по буку ставлю. А, Не да ставлю нет, такое. Но я, да не, я просто всю жизнь, типа, понял, что не люблю ставить, типа... Так потом фанатом становишься и слишком сильно веришь в команду, когда дохуя ставишь на них. Потом как вот, блядь, у меня хуйня с кем у меня была? С кулдайн у меня была. У меня каждый раз кулдайн, потому что я на них ставлю, они заходят в начале какой-нибудь 2,5 кф нахуй на них, а потом они нахуй въебывают на 1,5. Я не люблю такую хуйню. Просто ставить на одну какую-то команду, если она больше, типа, нравится. Ну, понял. Че, лампа, давай. Давай тогда. Давай, Лёх, давай. Давай. Disconnected. Поэтому, ребят, спасибо, что смотрели. Всех обнял, приподнял. Добавляю. Давайте, приходите завтра, будем смотреть Европу. Америку я хуй пойду смотреть. Ну, либо опять за донаты пойду смотреть, просто так хуй пойду смотреть. Это вообще регион дерьма, блядь. Ну, люди так плохо играют, я не могу это смотреть. Даже похуй, на кого я поставил. Суть просто в матче, блядь. Это вообще не кайф смотреть, это просто кринж ебаный. Давайте, мужики, до завтра. И дамы.